12个 trouble check. Дузни мерз Маша. Я сейчас пару минут буду, если что. Добро пожаловать, будучи свободными, Машлойла. Давайте на дневной эфир подтягиваемся. Завтра 1 мая. Короче, праздничный день. День весны. Скоро 9 мая будет. Парад дедов. Хотя весь мир победу над фашизмом, над нацистами отмечает 8 мая, но русский мир отмечает его 9 мая, праздник. Типа они там как бы стоят в авангарде этого всего. Так, вот тут по теме Кутаева пишут, да, который там в ПАСЕ возглавляет русских демократов, Ходорковских там всяких. Но почему-то ему пытаются приписать, что он представляет чеченцев там. Кроме Закаева, который дал ему награду Герой нации, по-моему, Турпал. Или, по-моему, Си, по-моему, честь нации даже он ему дал, да. Кроме Закаева, от всего Жамагата, этого Кутаева вообще-то никто, насколько мне известно, из чеченцев вообще не воспринимает. Вообще-то у него свой казачий Джамаат есть. Он скорее возглавляет казаков, ну вот этих русских казаков, не истинных там украинских, а вот этих вот, которые русские казаки. И вообще этот персонаж, да, там его технично пытаются раскрутить. Все хорошие русские на всех там вот этих русскоязычных площадках хороших русских пытаются эту персону, пытались, да. Правда, все так из него и не вышел этот персонаж, который мог бы, скажем так, представлять
интересы хороших русских, слишком из себя он как бы возомнил там какую-то эту личность, слишком много наболтал сам против себя. Теперь его дергают за эти все мягкие места, да, как кота за хвост прижимают. Один из тех, Кутаев, один из тех, кто в чеченском обществе распространяет антисемитские, антиеврейские, в частности, настроения. То есть персона, которая пытается вот среди чеченцев распространить вот такие вот какие-то ненавистнические, какие-то агрессивные настроения. Хаджи. Вот на просторах ТикТока там, вообще других социальных площадок иногда развивают вот эти темы о деятельности персоны Ахмата Хаджи Кадырова. Якобы его действия, да, где он возглавил русскую оккупационную администрацию среди чеченцев там, на оккупированной чеченской территории, что он это сделал вынужденно, да, и все-таки кто-то это сделал бы, если бы он не сделал. Вот насчет этого вопроса можно подспорить. Потому что человек, который возглавлял чеченское, не главой государства являлся, а был чиновником в чеченском государстве. 97-99 год. Был, скажем так, шептуном президента Масхадова. И Чечня — это якобы мы строим исламское государство. Если, не исламское государство, то чеченцы все. Что есть цель построить чеченское исламское государство, и что наша конституция — это Коран. Вот этот человек, он возглавляет русскую оккупационную администрацию, когда приходят русские. То есть, как это принято говорить, бичкириец, да, бичкириец. Человек, возглавлявший Ичкерию, Чеченскую республику Ичкерию, скажем так, несостоятельная личность, да, которая негативная личность, поэтому ее вот так и можно назвать, бичкириец. Потому что они для этого государства, кроме как нагадить, ничего полезного не сделали. И на чеченском языке это звучит бичкириец. А то, во что они пытались превратить наше государство, это бичкерия. Хорошо, но. Бичи еще было, кто бичкириец был?
бич, наверное. От слова бич называют вот это вот государство, в котором вот эти люди были чиновниками. Один из этих чиновников, возглавлявший государство в период, межвоенный, скажем так, период, да, во время подписания вот этих перемирия там, а затем подписав договор уже в Москве, межгосударственный, между двумя президентами. То есть на этот период вот этот человек был чиновником, который ехал там по ушам, грубо говоря, президенту Масхадову, склонял его нарушать Конституцию в пользу Корана и Сунны. Там какие-то молодые люди, в частности, молодые относительно, имеется в виду те, которые во время этих процессов как бы, ну, были такого либо детского, юношеского возраста, либо там у кого-то вообще еще не было тогда. Им как бы вот эту вот пропаганду залили в уши, и они там считают, что где-то на интернет-площадках, что Ахмад Хаджи, кто если бы не он, типа кто-то же должен был это возглавить. Почему кто-то должен был его возглавить это все? Например, Дагестан возглавляет, вот ранее возглавлял русский Васильев, ФСБшник. И ничего, возглавлял вроде Дагестан. Жил, все нормально жили там, вроде бы как республика, функционировало все. Затем теперь возглавляет Мелихов, вот этот Меликов, по папе, по-моему, он русский, по маме как дагестанец каким-то образом. Ну, я точно его подноготную не знаю, но Меликов, русская фамилия, как бы, и вроде живет Дагестан. А почему чеченцам не могли поставить точно так же Сидорова какого-то там, чтобы он возглавлял нашу республику, оккупированную? Да, конечно, могли бы. Почему русские ставят туда именно вот чеченцам? На ваш взгляд, почему вот так вот сделали? Просто прислали бы Васильева, там, Сидорова, Иванова, Петрова, возглавили бы республику вот этой личностью, и почему им нужен был чеченец, на ваш взгляд? Почему просто нельзя было, как в Дагестане, поставить русского и все? Объясняю, потому что все преступления, которые там были намечены и которые сегодня осуществляются по сей день, для русских удобнее, если все это списывается на внутричеченские разборки. То есть чеченец это в качестве громотвода, в качестве мальчика для битья, я не знаю, какой-то куклы вот этой вуду. То есть какая-то вот личность, да, раздутая. Кстати, вот сына в прямом смысле надули сейчас, он вообще накачанный такой. То есть вот эта личность, она на себя берет весь удар. А русские остаются в стороне. Вот что произошло в Чеченской Республике. Ни от какого Ахмада Хаджи Кадырова там ничего не зависит. И ни от кого-то либо другого, да? Просто Ахмад Хаджи и другие персоны, которые стали больше русскими, чем сами русские,
вот этим самым своими вот этими действиями они просто, ну скажем так, свое имя, свой имидж какой-то сами определили. А так, да, если бы их не было бы там, туда бы любого другого поставили. Но если говорить о персоне Ахмата Хаджи Кадырова, то если кто-то другой там и мог бы как-то морально, я не знаю, какой-то дагестанка вот была там, до Кадырова была дагестанка Газимиева, вон Урус Мартане был Гаджиев, вот это чмо, которое туда отправилась к Кобзону на концерт. Ну, Кобзон еще не возглавлял тогда этот концерт. Ну, заранее, как бы, для подготовки концерта Кобзона туда отправился. То есть вот этот Гаджиев какой-то, дагестанец, он имел моральное право быть вот таким вот исполняющим обязанности каким-то хауптляйтером, гауляйтером в Чеченской Республике там. А вот этот, он не имел такого морального права, потому что он сам буквально возглавлял, короче, религиозную сторону Бичкерии. Я Бичкерии это называю, потому что вот в лице вот этих вот горе-политиков как раз таки это и можно назвать эту Бичкерию вот таковой. А это бичкерийцы, которые возглавляли. Все, кто не соответствовал Конституции, там, законам, международному праву, демократии, вообще любому там праву, да? Их так и можно называть бичкерийцы. Все, кто не соблюдали вот это принятый главный закон государства, Конституция Чеченской Республики. Вот как-то так насчет этой персоны. Потом здесь тоже в интернете какие-то эти провокаторы распространяют, ну, такие слухи, да, типа в Чеченской Республике при правлении Джохара Дудаева там, с 91 по 4 год, когда чеченцы жили независимо в своем государстве, то есть до религиозных вот этих каких-то игр, да, до темы вообще религиозной, когда мы вот в светском, постсоветском государстве жили нормально, вот становились на ноги, что у нас проходили какие-то волнения, да, и что Дудаев якобы узурпировал власть в чеченском государстве. Узурпировал власть и отправил в свое время в отставку парламент, ну или приостановил его деятельность. Да, такое было со стороны Дудаева проведено. Все правильно. Вот такие жесткие какие-то меры вынужденные, они были проведены. Он отправлял в отставку. Ну или же приостанавливал деятельность парламента. Но при всем при этом эти процессы у нас протекали как бы нормально в рамках общечеловеческих каких-то там ценностей, принципов. В то время как в Российской Федерации, да, представители, которые пытаются дискредитировать именно чеченскую государственность, вот эти, именно акцентируя на вот эти, короче, исторические моменты, да, там. Вот в то время в Российской Федерации, в 90-е годы, русские мочили из танков, не побоюсь так выразиться, да, мочили из танков
здание Госсовета, то есть президентский вот этот так называемый. Вот представители русского мира, россияне, вы как раз можете сначала у себя там разобраться, да, как вы из танков мочили своих этих политиков, выкуривали там, обезьянничали, я не знаю, в соответствии со своей обычаями, своими традициями. Вот когда там разберетесь у себя в своей срусне, тогда, пожалуйста, можете и нам предъявлять там, что у нас что-то не так было. Как раз таки у нас вот таких вот моментов, да, когда из танков друг друга бомбили, такого не было. Но у нас были, да, криминальные элементы вооруженные в виде Лобазанова Руслана, полковника ФСК. Вы же знаете, что полковник ФСК сами во время его гибели полностью соболезнования, полностью подчеркивали это, что это ваш человек был, сотрудник ФСК. Когда вот вы, россияне, русские, напали на Чеченскую Республику 26 ноября 1994 года, зашли с 3 сторон в город Грозный и зашли туда на танках, понимаете, на российских танках, у которых вот эти стволы были окрашены белым цветом. Я помню тоже, после того, как их в пух и прах там разбили, эти танки разлетелись, я ходил там на мопеде своем, катался, короче, и смотрел, во что это все превратилось, там, груда металла. Вот эти башни танков, они были на конце там, ну или почти на конце, окрашены в белый цвет. Это что, у Лобазанова или Гантимирова, у них откуда-то танки, что ли? Потом авиацию, когда это самое, пустили в ход, и сразу же пустили в ход автурхановские там самолеты, гантимировские вертолеты. Это что, правда, что ли, так? То есть военные самолеты, да, там, сушки, которые долбили бомбами в этот день, да, там ракеты кидали, те же вертолеты, мишки вот эти и так далее, да, военные. Это были гантимировские, автурхановские, да. То есть вот этот русский мир вторгается там, с 3 сторон в Чеченскую Республику и кричат на весь мир, что в Чечне банды между собой дерутся, видите ли. То есть Дудаев это банда, и вот этот русский, который с русской армией заходит, Гантимиров, с русской армией заходит Лобазанов и Автурханов, они как бы противники Дудаева. То есть с русскими вертолетами, самолетами, танками залетают вот эти люди. И куда делись эти самолеты, вертолеты? Кто этих летчиков? Что вот так в Советском Союзе Автурхановы, Гантимировы русских летчиков имели, русские самолеты. Банды, как вы говорите, туда там чеченские. Вот об этом надо говорить, да, четко это разъяснять. Что там на самом деле происходило у нас. Точно так же, когда говорят, что Дудаев узурпировал власть, всякие халуи здесь лазят по интернету, старые говнюки. Маршал пока далеко не ушел, я хотел бы вот этот один момент показать. Опаля, я свой хотел, выключил, включи, я твой выключил. Ага, вот это 26 ноября, вот то, что был спонсированный штурм, вот, русский штурм это практически. За месяца полтора-два до этого
Степашин был на митинге Урус-Мартане. Вот это надо, чтобы люди знали. Это официально источники, сейчас уже это не скрывается. Как он и тогда в Дагестане появился Чебан-Маки перед этими движениями, также он перед нашими вот этими движениями появился в Урус-Мартане. Вот этот момент люди должны знать. Степашин был на тот момент... На тот момент... ФСК, да? На тот момент он тоже, да, директор ФСК? В первую вот эту вот. Директор ФСК, да. ФСБ, юха, где ФСК? Ну да, тогда она ФСК была. Федеральная служба контрразведки. Сейчас это безопасность. Да, это надо тоже подчеркнуть, кто это подстрекал вот эту вот часть продажных, кто их там вдохновлял, вооружал, финансировал. Но самое интересное то, что там Дудаеву хотят приклеить, что он узурпировал власть. То есть он подписал о приостановлении либо распуске парламента. Я сейчас точно не могу сказать, потому что этот документ у меня он был. Его надо снова найти. И я просто точно не помню, там сформулировано, как было, распуск или приостановление. Но как бы там ни было, да, президент не имеет права по нашей конституции распускать парламент. Но это была вынужденная мера. Потому что парламент увлекли в работе на русских на этот период, что они пытались Чеченскую республику затащить в состав Русской Федерации. Но самое смешное во всем этом, как Дудаев может узурпировать власть. У нас еще силовые структуры не сформировались на тот период. Вы же понимаете, вы же помните это все, там, кто помнит. Вы же сами, кто дискредитирует Дудаеву, вы же сами рассказываете, что Лобазанов к Дудаеву там заходил дверью, выбивал ногой выбивал дверь и заходил к Дудаеву. То есть это же показывает о его несостоянии. То есть у Дудаева тогда нету какой-то силовой вот этой структуры, да, именно правоохранительной, там, уже сформировавшейся системы, да. И если он отправляет в отставку или распускает парламент, парламент может просто плюнуть на него. Кто ты такой сказать? А почему тогда парламент разбежался тогда? А? Что там, сила была применена? Вы же помните, что силы никакой применено не было. И если у Дудаева нету этой силы, да, как вон говорят, порядок не наводили нормально, силовых каких-то структур нормально не сформировали, то у нас что получается? Получается у нас то, что народ это поддерживал. То есть инициатором всего этого был народ. Инициатор разогнал парламент, который хочет Чеченскую республику затащить под русню. А Дудаев... Каким смыслом вот такую карикатуру нарисовал? Кто нарисовал? А Дудаев как раз таки поддержал вот эту инициативу народа. Если бы он не поддержал и стал бы на сторону вот этих Лобазановых, Гантемировых и парламента в том числе, если бы он на эту сторону стал, как и их, его бы вышвырнули оттуда. То есть там Дудаев никакой силы и никаких как этих силовых структур, которые могут весь народ к чему-то принудить, он не имеет абсолютно. То есть этих силовых структур не существует тогда. Там народ самоорганизовывается. И Дудаев просто соответствует этому народу. Поэтому, когда вот этот весь парламент разогнали, Дудаев, просто поддерживая этот народ, показал, что он со своей стороны тоже против. То есть он остается на стороне народа и со своей стороны
подписывает вот этот указ о распуске, либо о приостановке парламента. Все, там больше ничего незаконного абсолютно там нету. Опять-таки же, если кто-то хочет покритиковать эти действия, вы сначала начните со своей срусни, когда у здания Госсовета мочили с танков. Сначала вам нужно это покритиковать. Когда вы там у себя разберетесь, да, потом можете приходить и нам какие-то претензии предъявлять. Потом распространяют слухи, что не действовала Конституция в Чеченской Республике. Как раз таки до Первой русско-чеченской войны Конституция отлично действовала, ну максимально, скажем так, да. И то в вот таких вот нелегких условиях, да, когда в нашей республике создавали вот эти вот искусственную, скажем так, оппозицию, да, которая на русских танках там разъезжает. То есть вот в таких условиях максимально там была соблюдена вот эта вот именно Конституция, принятая в 92 году. А вот если мы говорим о после Первой войны, русско-чеченской войны, в межвоенный период, то там, да, Конституция уже не работала. Там работали вот эти вот... Бичкириец Кадыров Ахмат стал чиновником из-за подлога, который сделал Идигов с Сендербиевым, войдя в сговор вот с этими русскими всякими, Джамалем, Гайдарами, потом присланными туда арабами. Когда сделали подлог в Конституцию и изъяли оттуда пункт про секуляризм, что религиозные объединения отделены от государства. То есть, изъяв вот этот пункт, сделав этот подлог, тем самым мулла Кадыров пришел к власти. То есть, отныне чиновником, муфти стал чиновником. По закону, по нашей конституции, муфти должен мулить в своей мечети. Мулить там и рассказывать, как правильно молиться людям, какой-то морали, нравственности призывать. Там с молодежью работать, чтобы там налево не ходили, не пили, короче, не воровали и так далее. Вот вся вот эта вот, скажем так, все полномочия вот этого муллы. А тут вот этот подлог, когда сделали нам, сразу, как вот Дудаев погиб, и уже русский был подписан вот этот договор, да, о мире, вернее, вот это перемирие в Хасавюрте, когда было подписано, сразу же, не отходя далеко от вот этой кассы, как говорится, да, сразу же там нам начали внедрять вот эти антизаконные какие-то методами, да, там, методами подлога. Вот это все исламистское дело. И благодаря этому Ахмат Кадыров пришел во власть. Он не должен, никакой муфти у нас в государстве. Если есть какая-то муфти, не знаю, мулла какой-то, пожалуйста, он может быть, но он к государству не имеет никакого отношения. В государстве он никаким образом не управляет, и от него ничего не зависит. Но в связи с этим подлогом, вот этот человек, он проник туда и начал ездить по ушам. По ушам начал ездить Масхадову и склонять его к вот этим шариатам, к нарушению конституционных каких-то там вот этих мер. И тем самым у нас началась вот эта вот уже антиконституционная такая эра, скажем так, да? Когда вот это все там шел уже этот бардак. Вот это бичкириец как раз таки главное, его так и надо называть. Все, кто отошли от государства, от закона,
от законности вообще, от правовых каких-то там мер. Их как раз так и нужно называть бичкерийцы. И то, во что они пытались превратить государство, это так и надо называть бичкерия. Так, я пока все передаю микрофон. Насчет Ахмата Кадырова. Пожалуйста, бисмилля говорите. А почему его не устранили до того, как он перешел к русским на их сторону? О нем ничего не знали? Кто он такой? Кто? Вот Ахмат Кадыров, перед тем, как он перешел на сторону врага, почему его не устранили до этого? А кто его устранил, по-вашему? Почему не устранили, я говорю? Ну, в том-то и дело, что кто его устранил, надо же понять нам, кто его устранил вообще. Кто, по-вашему, устранил Ахмата Хаджи? Нет, я имею в виду тогда, до того, как он перешел на сторону русских. Почему ичкерийцы не убрали? Ну, потому что вот так и не убрали. Много чего не... Вообще, зачем его поставили муфтой в Ичкерии? Почему из Ичкерии сделали Бичкерию, поставив бичкерийца Кадырова во главе? Почему? Я же объясняю, почему это происходило. Это происходило незаконно. И вот этот человек незаконно действовал в этом государстве. Давал интервью зарубежным журналистам, что мы строим исламское государство и что наша конституция – это Коран. Это откуда это вообще? Где он это взял? Кто это сказал? Это что, народ, что ли, где-то говорит? Или он конституцию как-то озвучивает? Или законы какие-то? А насчет устранения, если кто не в курсе, стадион, вот этот стадион, на котором вот это его на бочку с порохом посадили, это вообще такая тема, которая полностью охранялась. То есть на тот период там вообще усиленно это все дело охраняли, безопасность там и все такое. То есть там очень мощно это все соблюдали. И туда муха не могла пролететь даже, да, как говорится, без ведома вот этой службы безопасности. А тут у нас что получается? Уже знают, где он будет сидеть, туда протащить еще взрывчатку, и прям ему под это самое подложить туда, и именно его гасануть. Взрыв же был небольшой, да, точный был. Вообще, чтобы об этом всем знать, там какие-то пацаны, которые в джамаатах лазят, я же тоже там на тот период в этом партизанских каких-то этих движениях был. Откуда там пацанам вот этим, да, по 17-22 лет, откуда им вообще знать, где Кадыров там, на каком месте он будет сидеть, и вообще туда проникнуть как-то на эту территорию. Это вообще по-детски как бы смешной сценарий, да, там. Вот еще по поводу Рамзана Кадырова. Он же был начальником охраны у отца. И в этот момент почему-то находился в Москве, да? Не странно ли это? Очень странно. Потому что ставка была уже сделана на него. И он не мог быть рядом с паханом на этом стадионе. С ним не должно было что-то случиться. В противном случае старшего гасить вообще не было бы смысла. Если мелкого бы с ним вместе гасанули, то это
огромный удар был бы для них. Лучше уж старшего бы они оставили, чем мелкого гасить. Так, понятно, что у нас тема опасная, поэтому как бы спикеров мало сегодня. Но ничего, кто-то все-таки должен это озвучивать. Будем это озвучивать. Короче, вот такая ситуация по вот этой теме, да, что там Кадыров кого-то спас, что-то там, я не знаю, возглавил, кто бы, если бы не он, кто-то же должен был это сделать, то есть возглавить русскую оккупационную администрацию. Даже если кто-то бы это сделал бы, да, хотя это никто не должен делать был, вообще пофигу. Это вот как подобно тому, что он, я не знаю, какой-то человек, он погиб, да, там, идет по дороге, там, спотыкнулся, там, погиб, и у него рядом кошелек выпал. И кто-то подбежал, взял этот кошелек и соскочил оттуда. Потом его взяли, за ухо поймали, привели, посадили. Ты почему своровал у трупа кошелек, короче? Зачем ты так поступил? Ну, кто-то бы это сделал же, если бы не я. То есть вот таким образом оправдывается это, да, там кто-то бы, ну кто-то же должен был его подобрать, этот кошелек, ну кто-то, я бы не взял, вот другой бы взял бы его. Поэтому я как бы не ради себя старался, да, вот взяв этот кошелек. Ничего там оправдательного, тем более, если даже кто-то бы и возглавил бы, опять-таки, повторяюсь, это была бы там Газимиева Малика, дагестанка, или еще Мирзаев, вот этот дагестанец. Человек, который чеченцам ассоциируется, хотя хрен знает там, хрен поймешь, извиняюсь, из происхождения этих людей и так далее, но если уже чеченцам себя позиционируют, да, человек, который стоял, по ушам ездил президенту Масхадову, да, там, подстрекал его нарушать конституционные какие-то законы. Потом вдруг перепрыгивает, короче, в противоположный лагерь, да, и начинает всех остальных винить. То есть человек, который вот здесь был недавно чиновником. И потом создали вот эту вот тему, да, там, ваххабисты, махабисты. Теперь мы что должны? Мы теперь все должны переключиться и выбрать одну из сторон. Или ваххабистов, или хакабистов. Так это как раз-таки и была основная тема. Основной козырь, который с нами разыграли. То есть ты либо хакабист, либо ваххабист. Образно говоря, да? И став или на ту, или на другую сторону, ты просто исполняешь интересы русни. Теперь ты что должен? Пойти на сторону хакабистов и сказать, вот ваххабисты сволочи, Ахмад Хаджи, давай вот мы вместе с тобой этих ваххабистов. И стать русским ты должен, под русским. Идешь потом этих ваххабистов, короче, усмиряешь. И в итоге что получается? То есть ты в русский гарем залезаешь, подписываешься, да, чтобы стать одним из членов русского гарема, чтобы бороться с созданными теми же русскими ваххабистами. Став ваххабистом,
против ваххабистов. Ну, я сейчас так образно это говорю, да, там, ну, суфистам пускай. И что в итоге произошло? Окей, теперь русский мир пришел туда полностью, все, русская оккупационная система закрепилась. Дальше что происходит? А дальше тот ваххабизм, против которого боролись, он сейчас законно там официально узаканивается. То есть его переименовали, там, салафизм. И все, теперь всем все нормально, все под русским флагом, без разницы, ты там ваххабист или ваххабист кто-то. То есть изначально вот эта тема, она создана для того, чтобы разделить, создать противоположность, да, на этой религиозной теме, да, и потом аккуратно. Так, давайте. Салам алейкум. Муссалям. Худу цига, худу. Молодец. Нормально я произношу по-чеченски? Нормально. Машаллах, иншаллах. Тогда я прозевал, можно было выучить чеченский, но я прозевал немножко. Как у вас там? Тема какая? Ваххабисты, маххабисты. О чем вы говорите, а? Ну, сейчас на данный момент как бы политическая такая тема разъяснительная. Если хотите, Ну какая примерно? Какая примерно? Скажи, мне интересно очень. Тема того, как победили, или, скажем так, как захватили чеченское государство, русские. А я тебе отвечу. Чеченское государство. Первую, я очень хорошо помню, поставили на колени всю русню, потому что все вместе были. Вторую, Путлер подождал, деньжат собрал, дезинформацию развел, купил Кадырова, Мадырова и прочую шваль какую-то. И при помощи пособников оккупантов вторую войну, ну, взяли, временно взяли, что сделаешь, но временно. Поэтому тут что делаешь, надо сейчас всему Кавказу собраться один раз всем мусульманам, там, даже не мусульманам, и забрать все, что принадлежит нам, людям, а не каким-то кафырам, мафырам, какие-то черти. И почему вы это самое никак не созреете там на Кавказе? На Кавказе? Да. Сейчас война закончится в Украине. Как первую чеченскую выкинут этих козлов из Украины, вот тогда посмотрим начало. Что вы хотите? Вы хотите исламское государство? А зачем исламское государство? Нормальное, как вот везде живут люди во всех странах. Нормальные страны. Что, мы хуже или глупее эмиратских арабов, что ли, которые на верблюдах ездили? Вы представитель какого народа, если вы? Черкесского народа я представитель. Вот, смотрите, вы представитель черкесского народа, то есть вы, как я понял, выступаете за независимость, за свободу Черкесии, да? Конечно. Не будет. Много? А? Много вас таких? Я говорю, вас таких много там? Достаточно таких, как я. И чеченцев тоже достаточно. Сейчас же не надо... Чеченцев-то понятно, чеченцы с 90
с 90-го года, да, после развала Советского, во время развала, после развала вот этого Советского Союза, чеченцы четко определились. И с 91 по 4 год жили в независимом государстве. И тогда, как кстати, призывали и черкесов, и кабардинцев, и балкарцев, и дагестанцев, и ингушей, всех призывали, чтобы объединился Кавказ. Почему мы, как кавказцы, не можем какую-то вот эту создать федерацию, конфедерацию? Почему? Давайте, проснись, Кавказ, с ошибкой, короче, даже Дудаев там крикнул как-то, и по столу кулаком ударил. И ошибся он, когда выкрикивал, и сказал, не проснись, Кавказ, а сказал, проснись, Кавказ. И потом его ходили, троллили за это, да, проснись, Кавказ. Но Кавказ почему-то не проснулся. Не проснулся, потому что пропаганда жидовская и русская дезинформация работали в усиленном режиме. Вот вы как, усиленном режиме. А что, неправильно? Неправильно? А где вы находитесь, если можно? Да я недалеко в Урус-Мартане. Какие проблемы, слушай? Где бы я ни находился, скоро будет... Просто если вы там в Украине случайно где-то находитесь, то можете за вот это вот движение, сейчас как раз там эту тему подняли, да, которую русня распространяет везде против евреев, антисемитские вот эти настроения. Как раз за это можете там поплатиться, да, за то, что вы являетесь жертвой этой пропаганды. Я уже поплатился один раз, но умышленно хотел посмотреть, на что гаски способны. Напали, я отсидел там 8 давали, 1 год отсидел. Видимо, от меня толку не было для них. По какой теме, я не понял еще раз. Вот по такой же теме, которую сейчас интенсивно они делают. Обвиняют людей, допустим, за какой-то выдуманный экстремизм. Я даже не понимаю, что это означает, это слово. Вы сейчас, вы сейчас хотите, скажем так, обобщить, да, вот вашу какую-то борьбу, скажем так, мысленную. Вы хотите это обобщить со всеми кавказцами, к чеченцам хотите это приклеить. Вот вы антисемит, да, как я понял? У вас во всем евреи виноваты? Почему антисемит? Нет, евреи, я там часто бываю, у нас там 2 аула есть хорошие, большие. Нет, у вас евреи, вот сейчас вы высказались, что евреи все сделали. У вас евреи виноваты, да, во всем? Евреи все, начиная с Путина, все его окружение евреи. Ты что, не читаешь? Хочешь, я тебе все... Так Путин тоже еврей, да? Уже? Да, Шеломов Володя, еврей 100%. По матери еврей. Еврейка, значит, он еврей. Что, не знаешь? Интересно. А почему они тогда эту антиеврейскую, антисемитскую тему в Чеченской республике, в Дагестане распространяют? Слышь, они нам не нужны. Жиды не будут крышевать. Алло. Да. Я хочу понять, чем вы там думаете, или что вы там едите, или курите. Просто интересно. Не, я на улице просто чуть-чуть шумно. Говори. Все нормально, интересно даже. Давай, говори. Путин еврей, правильно? Еврей 100%. А вот где вы находитесь, скажите мне, интересно. Геолокацию прислать? Приедешь на чашечку кофе? Мне не интересно конкретная позиция, да, вот. Просто мне интересно государство, в котором вы проживаете. Государств уже много, очень много в мире. Я нахожусь в одном из них. Но я же не собираюсь тут... Вы не хотите, да, понять какую-то ситуацию, что происходит, вы хотите вот так в своем вот этом мирке пребывать, который вам в голове вы Нет, создали? почему? Скажи тогда,
какую мерку ты хочешь? Скажи мне, как ты думаешь, как ты мыслишь? Ты мыслишь, например, ты хочешь, чтобы русские крышевали всю жизнь над нами, что ли? Или как ты хочешь? Крышевание, ты же понимаешь это слово по-русски? Как раз Крышевание. таки я мыслю достаточно четко, да? Ну хорошо, как ты хочешь? Я знаю, вот как в моей культуре, там, в моем, скажем так, наследии, да, в моем самобытии, Так. моего народа, как вот меня учили, да, знать Так. своего врага. Ну а кто твой враг сегодня? Я как раз таки четко знаю, враг это тот, кто со мной враждует. Не, враг твоего народа. Кто это? Враг это не тот, кто тебе там по суре 5-51 аяту прописали, или по какому-то хадису, или какие-то исламские ученые, Да, или то по, оставь, я плохо или по разбираюсь. этому, или по Первому каналу ОРТ тебе там сказали. Не этот враг. Враг это тот, кто с тобой враждует, понимаешь? Вот поэтому я четко знаю, кто мой враг. А вот у вас кто враг, я не могу понять. Микрофон включайте, Патерсон, когда говорите. Нужно микрофон включить. Так, вылетел у нас. Короче, вот смотрите, вот эти люди, какие-то там борющиеся со всемирным еврейским заговором там и так далее, вот они приходят куда-то в чеченскую среду, да, вот так вот потихоньку подмазываются какими-то якобы общими интересами, ценностями какими-то общих интересов якобы, да. Потом пытаются чеченцы вот эти трюки, да, вообще вот эти приемы, да, они старые, как вот этот мир, то есть уже тут насквозь это до того, по-детски это все выглядит, да, когда он чеченцам, которые отстаивают свою независимость, там, пытаются за свой самобыт бороться. Пришли какие-то помощники, якобы, да, там, русскоязычные, выпускники Института дружбы народов, потом с Иордании какая-то хрень приехала, которая уже ассимилировала куда-то, и туда чеченцев призывать, да, там, арабизированное, непонятно. Вот это всякие эти идеологи, которые якобы пришли тебе помочь, а потом тебя аккуратно переставляют на другие вообще рельсы, то есть бороться с евреями, с какими-то заговорами, все понимаете, как это происходит? То есть сначала тебе якобы представляются люди какими-то единомышленниками, да, там, вот у нас тоже там общая какая-то, скажем так, идея, что-то такое. Переставляют на рельсы и бабуинизируют тебя, да? Вот яркий пример, вот как это все работает. Давайте, говорите, Паттерсон. Я сейчас буквально пару минут подключусь, я чуть занят. Уважаемый, иорданский, сирийский, у нас везде, во всех странах черкесы и чеченцы то же самое, по всей Европе. Арабизированные. Ну, есть, конечно, там арабизированные, 167 лет прожили люди. Но это же не причина, чтобы так говорить. Они, все нормальные люди, обязательно захотят вернуться домой. Они же ушли, их же выгнали насильно русские из Кавказа. Добровольно же никто не ушел, выгнали, выдавили там. Понимаешь? Я за это говорю. Все хотят жить у себя дома, а не на чужбине. Поэтому понятно. Шалом. Всем шалом. И вам тоже, кстати, шалом, новый спикер. Я извиняюсь, что вас перебиваю, хотел у вас поинтересоваться. Как вы определяете по национальности евреев? Откуда у вас такие определения? Там, по метрике или как? Где вы, откуда вы берете такую информацию? Видели метрику? Как это происходит? Есть такое понятие русский еврей. Русский еврей, они
десятками, сотнями сидят в интернете, сидят в Израиле. И я слушаю, что они говорят. Это вообще ужас какой-то. Не прыгайте с темы на тему. Нет. Вы сказали, что вот как-то Путина маму зовут и так далее. Да. Откуда вы взяли эту информацию, что ее так зовут? И что у нее есть еврейское предание? Но вам я могу прислать, я иногда читаю. Да, пришлите, конечно. Что вы Нередко читаете? я читаю. Мать ее фамилия Шеломова, по национальности еврейка. Да, Мария где вы это Шеломова. А? Еще раз. Откуда вы это взяли? Где вычитали? Где статья это прописана? В интернете В все. интернете, да. Я у Володи не был в Питере, я не был у этого козленыша, я не был никогда. В том-то и дело, я знаю, что у него не были, что не он вам лично это рассказывал. Скорее всего, вы взяли эту информацию от в интернете. Там же, где же я вот сегодня же могу запустить про вас такую же информацию. Да, не согласны? Ну хорошо, все окружение, начиная с Сечина, Ковальчуки. Все окружение Путина, начиная Сечина, Ковальчуки, Мавальчуки, Ротенберги. Нет, Ротенберга еврей. Я с вами не спорю. И фамилия, и вообще, как я знаю, не принадлежность. Если бы они были даже... все окружение там, просто... Или там братья Зайцевы, как бы, я знал, что они евреи. Я чуть увлекаюсь этим. Но я смотрю, как бы, узнаю. Но я не беру информацию в интернете, как вы ее берете. Просто интересно, откуда взяли эти источники, самому интересно. Слышь, брат, я прожил 72 года с этими козлами, я знаю, о чем я говорю. Так вы лично с ними общались? Они вам рассказали? С этими козлами в России я прожил 72 года. С козлами? Я бы сейчас сказал, как бы... Машол, Лайзек, приветствую. Я сейчас... Шалом тебе. Я сейчас буквально пару-тройку минут подключусь, пока говорите. Я вам, смотрите, я вам объясню свой вопрос. Просто я вот, допустим, скорее всего, помоложе вас буду, да? Не знаю, сколько вам лет, дай бог вам здоровья, но слышу, что вы постарше меня будете. Теперь, чего вот я как молодой, вот я, вот, допустим, беру какую-то информацию старше. Но я все равно эту информацию хочу перепроверить, да? Вот вы как старше что-то сказали, да, мне интересно, откуда вы взяли эту информацию. Если вы можете предоставить какие-то факты и доказательства, я ее приму обязательно. Как бы, да, вот я на будущее буду знать, что это так. А вы можете предоставить доказательства, что так и есть на самом деле? Уважаемый, это суть не в этом. Кто он такой? Нет, суть не в этом. Вот. А теперь суть не в этом. Кто он такой там? Еврей или там калмык или там... Суть не в этом. Суть в том, что происходит сейчас что происходит. Нет, но у вас было прямое обвинение в сторону евреев. Вы говорили, что в этом суть. Вы начали с этого. А теперь суть не в этом, потому что, скорее всего, вам будет тяжело предоставить какие-то доказательства, я так понимаю. Не, я тебе с удовольствием бросил бы ролики, которые именно то, что они сами жиды говорят про остальных. Я, кстати, видел, я видел эти ролики, там карикатуры, как во Второй мировой. Не, живые сами они говорят. Желтой звездой вот это. Я видел эти ролики. А тут вы даете эту информацию? Подожди. Живые видео, сами они говорят, что они самые наверху, остальные все конченые, и никто из себя ничего не представляет. И что они все... О чем вы сейчас про вот этих же евреев, что ты начинаешь... Каких евреев? Мне интересно, если Путин еврей. То есть он глава государства. Он ведет все войны, он решает как бы. Да? Ну, он, скажем так, что он как диктатор себя ведет. Да? Но без него ничего не будет. Советники по-любому имеются, я с вами согласен. И там тоже надо будет с вами перепроверить, если там еврейские фамилии, да или нет. Или принадлежность к еврейскому народу. Я понимаю, что вы не совсем можете это доказать. Вы уже где-то сомневаетесь, да, в этом? Путин уничтожил
через лохотрон больше, чем все вместе Саддам, Каддафи, Чаушеску. Все вместе взятые, он больше убил чеченцев, черкесов, сирийцев. И сегодня это украинцы. Божья помощь поплатится за это. Ну причем здесь евреи, как бы, еще раз, я возвращаюсь к своему вопросу. Не, но все евреи не могут быть как и все остальные нации. Я не говорю за всех евреев, но я говорю, Вы что они конкретно говорят. говорите, вы когда, еще раз, когда вы говорите, что вот глава государства, он еврей, и там идет какой-то Он не глава еврейский государства. заговор. Для меня он не кто? глава государства. Он Глава, бандит хорошо. конченый. Ну все, для Бандит. меня так же, хорошо, спасибо. Конченый Тут мы с вами козел. Какой договорились. он глава государства? Никто его не выбирал. Хорошо. Но по факту Какое? глава государства. Так, выбирает, он там стоит. Он сидит там на скамье. Ну, сидит пока Нет, временно. Еще раз, смотрите, да, я извиняюсь, что вас перебиваю, просто вы уходите от темы, как бы. Я вам задаю один вопрос, а вы начинаете мне тут рассказывать какие-то там сказки минуты, что там... Какие не сказки? знаю. Какие сказки? Ты что, так, еще как раз, русские ну, мусора мне говорили, ты что, за него топишь, что ли? Все, нет, я за него не топлю. Так скажите, русский президент, если у вас уже какие-то национальные какие-то вопросы, вы хотите где-то, ну, свой расизм где-то проявить и так далее, то вы говорите, что конкретно, вот я против русского. Вот почему? Потому что русские нас не оккупировали. Не говорите мне, нас евреи оккупировали. Собирали мы вас оккупировали. Ну, они там, как где раз... оккупировали. Они как раз о себе говорят как русские. Они Кто говорит, все делают. где говорит? Ну вот Путин, Мутин и остальные. Пока что я слышал только вас, что вы говорите. А я не слышал, что кто-то говорил. Слышь, наверное, ты все-таки с этих краев. еврей. Да, Я это понял. Ну, конечно, я ж хитрый, правильно, да, вот так вот. Я так и понял, но я же не говорю за весь еврейский народ. Я тебе говорю, я там бываю часто. Хорошо, нет проблем. Не говори за весь еврейский народ. Не надо нам рассказывать, что он Я еврей. говорю за русских евреев, которые захватили, я не знаю, как они захватили, но факт есть факт. Факт есть факт. Так, Я так как ты не умею бронить. я пока слушаю, потом подключусь. Сейчас еще пару минут. Здравствуйте, добрый день всем. О чем говорите? О чем можно говорить здесь сейчас? Ну, только точно говоря, вообще как бы стрим за чеченский народ, он все равно превратился как-то в еврейский. Потому что тоже один зайти как бы, да, и тут рассказать, что все евреи виноваты. А вообще это тут ребята, чеченцы, да, обсуждают свою тему. Я понял. Вот, это Чечни, Лазик? Это Чечни? Нет, только я вообще с тех краев, как бы, горский еврей. Ну да. Да, по твоей фамилии можно понять, что ты горский еврей. Хинатаев, да. Хинатаев, чтобы ты понимал, я один Хинатаев. Ну, как бы наша семья только Хинатаев. Нет тут Хинатаев. Есть Хинатаев. Без Х. Я понял. Вот. Это моего прадедушка, когда ехал сюда, как бы, там, он сюда приезжал в Израиль, так поменяли у него в паспорте, там сделали ошибку. Шалом, Асад, шалом. Да, смотри, вот этого... Кстати, вы знаете, что Эпштейн Хизбаллу финансировал сейчас без этого... Я перемутил ветер сраный. Хизбаллу финансировал без приколов сейчас. Кто делал Эпштейн, я прослушал, извини. Хизбаллу финансировал. Я вот смотрел недавно одного блогера израильского, который на русском языке делает сбор из Раму. Ну, типа там... Ну, как, не типа, он действительно провел доказательства, что он вообще Хизбаллу финансировал, там, был против нас, всякое такое. Честно говоря, это маловероятно, мне это не совсем верится, как бы. Но если говорит, наверное, он что предоставляет тоже какие-то там факты, там, какие-то, наверное, ведет какое-то расследование, когда это рассказывает, да? Это да, он делает такие вещи, я обожаю его смотреть, и вообще, то есть, как бы...
Это из Рамор, Великий миф, это из Рамор. В общем, еще он был ультра кицуни смоляны. Не, ну то, что был демократом, я знаю, что он поддерживал демократическую партию в свое время, как бы, и так далее. Но это как бы одно другому не касается, честно говоря. Я не думаю, что это из-за этого. А Хизбаллу, если спонсировал, как я не думаю, что он спонсировал Хизбаллу. Скорее всего, может, какие-то были продажи, ты имеешь в виду, да, между ними, там какие-то... Ну, смотри, как бы... Он все равно, я не считаю его частью своего народа, он кончил. Я тоже не считаю его, что опять же считаю своей частью своего народа. Он, то, что еврей, от этого нельзя отказываться, как бы, да. А то, что он конченый педофил, и там насильник и так далее, как бы, и от этого, это надо признавать, это надо осуждать. Как, конечно же, мы осуждаем. Мы Кстати, там у меня тоже есть некоторые подозрения, да, что Эпштейн был тем, кто пытался манипулировать, да, или как-то шантажировать людьми. То есть там еще и непонятно, что и кто за этим стоит. Вот эти девочки из России, например, поставлялись, да. Ну, короче, такое дело, которое наперед озвучивать, не понимая, да, там точно не изученное. Его рановато. Ну да, то, что любой педофил, осуждаю, он должен быть обществом осужден, там, или насильник, без разницы, да. Это да. Ну вот, то, что являлся ли он чьей-то марионеткой, да, на этом острове, где он был, и куда вот этих завлекали, короче, потом, чтобы шантажировать, манипулировать. Вот это вот вопрос, который очень интересно будет в дальнейшем узнать. Узнаем ли мы развязку вот эту? И сейчас играем, с ним тоже в футбол поиграли, как бы, антисемиты, вот вам гол, ваши ворота, как бы. Ну, евреи тоже, я вот из-за этого говорю, это надо посмотреть у блогера. Евреи, вот, ловите мяч обратно, как бы, такое. Это надо сидеть, смотреть, если прям это интересно. Я знаю, что он педофил, мне больше про него ничего не интересно. Политические какие-то нюансы, да, кто у него там на острове находился и так далее. Тоже видел, смотрел. И все, и как бы сидеть его так целыми днями, мутузить его имя, как бы, да, нахрен он сдался. Ну да, это самое. А где этот Черкес, куда делся? Я пошел информацию проверять по поводу Путина. Я чуть его родословную. Когда я поэтому хотел узнать, в какой стране он живет, да? Когда вот такое еще об этом говорит, ну, еще логически как-то я допускаю, да, что он может просто там это самое пересказывать, да, там кого-то, кто ему по ушам проехал, как он сейчас говорил, там видео есть, ролики, там же евреи, видео, ролики. Вот эти, которые сидят там, всякие, типа раввины, короче, мы вас всех отымели, захватили, там, туда-сюда. Видимо, вот эти вот ролики он имеет в виду. Я видел эти ролики, я видел их, эти ролики. Там ролики, антисемитские ролики, как бы. Ну, это... Кстати, кто вот этим занимается, это тоже очень важно, потому что вот эти настроения распространять, да, среди людей антиеврейские, антисемитские, это очень действует. Вот мне серьезные люди присылали вот эти ролики, понимаешь? Даже какой-то, непонятно, то ли на английском языке какой-то чувак, да, там, ну, на вид он как раввин, да, весь из себя. И там идет просто перевод вот так, субтитры, да, вот эти на русском языке. И мне присылает, и, короче, говорит, ты видишь вот это? Я смотрю, я вообще не в курсе, кто это, что он там говорит. И вижу какие-то вот эти, да, там русскоязычный текст, который идет. Потом я пытаюсь этим людям, почему взрослые вроде люди, там по полтиннику кто-то прожил уже. Почему вы не можете понять, что вот этот чувак может кем угодно быть, что угодно там говорить. Потом ты только получаешь какие-то русские вот эти вот буквы, которые там, текст, который сопровождает вот этим фильмом.
То есть, ну, это, оно работает. Надо отдать должное вот этим самым. Очень могут и настроение там, ненавистное, и вот так вот этим манипулируют очень... Можно, я так понимаю, вы чеченец, правильно? Да, я чеченец. А можно спросить ваше мнение по поводу израильско-палестинского конфликта? Ну, вы, наверное, здесь новенький, как говорите. Да, он Давид не знает просто. МБАД, ну, вот, я на иврите ему просто скажу, как бы, да, чтобы тоже лишних вопросов не было, как бы, по поводу конфликта нашего и так далее. А МБАД, ну, за хаверим שלנו, בכלל, יש להם כמה סטרימים, 3-4 סטרימים, הם חבר'ה טובים. אז הם חבר'ה, לא, פשוט אני כאיזה 7 חודשים בטיקטוק משהו כזה, אז לא הספקתי להכיר את כולם עכשיו. Я за 7 месяцев, вот я 7 месяцев в ТикТоке, я уже со всеми успел познакомиться. Видишь, он говорит, я 7 месяцев в ТикТоке, я просто, говорит, не со всеми познакомился. А я что-то познакомился со всеми, да, Ибраим? Уже со всеми познакомился. Как ты видишь, вот это большинство, оно просто пересказывает вот это то, что им в уши влили. То есть они все как это самое на одном станке напечатаны, понимаешь? Вот что вот этот, который заходил. Вот то, что они высказывают, это абсолютно для меня как вот магнитофон перемотал снова и слушаешь, да, уже одну и ту же. Ну, типа, как его там, на заборе написали, они поверили. Не, этот тот уже зашел, Черкес, он вообще он не искал, он не ищет свободный Кавказ, он ищет помощь против евреев, если ты не понял, да, Ибраим? Против жидов, как он высказался. Ну, они верят. Подвинул какому-то суслика. Они сначала все подкатывают там вот к чеченцам, да, вот типа мы там кавказцы, мы мусульмане, мы там должны за какую-то независимость, свободу якобы. Потом потихоньку начинают вытаскивать. Мы же на пути Аллаха, там мы должны довольством Аллаха, короче, ну, это самое, стремиться к довольству Аллаха, потом потихоньку вот эти евреи все нам сделали. И вот так вот они... любого человека, как бы в тебя в душу сначала залазит, да, там у тебя трагедия или у тебя какая-то, я не знаю, военная ситуация, не самая, короче, скажем так, приятная. И к тебе вот так потихоньку сначала в душу залазит, типа, о, мы тоже там Кавказ, 5-е, 10-е. Ну, где вы? Где какой Кавказ? Я не вижу, например, черкесов, которые... Я уважаю, да, черкесский народ, понятно, короче, там соседей, кавказцев. Знаю их трагедию, их геноцид. Но я не вижу пока людей, которые бы за свою свободу, независимость, какие-то национальные интересы. А вот эти вот какие-то исламисты, да, там... всемирные еврейские заговоры, это вообще не тема, то есть это ничего эти люди из себя не представляют. Это обычно там либо провокатор, либо жертва провокатора. Ну да, или просто хайп, ловит хайп. Ну ты здесь, вот, ты знаешь, да, вот твой тезка, как бы, да, который тебе служит. Сидит здесь. Вот такие ролики, кстати, выпускает. Вот то, что ты говорил с судопереводом, да, то, что есть. Да. Вот. Не, да, вот он целыми днями, он тупо сидит, по-моему, сам комментирует, сам все печатает. Он как раз таки, я уверен, что он провокатор, то есть умышленный. Умышленный? Я дружил раньше. Тут же мне девушки рассказывают, девочки рассказывают, как девушки, женщины рассказывают. Он говорит, раньше там топил за Израиль, что пипец как. Топил, а потом что-то где-то он перевернулся, то ли хайп поймал, наверное, вот после 7 октября. Он видит, что там знаешь, посидеть можно. Там такая тема, что сначала, чтобы, скажем так, влезть в какую-то общественную там среду, да, в публику какую-то там, а потом аккуратно начинать уже гадить оттуда. Такое тоже там не в первый раз видно, вот такие какие-то действия. То есть это вот так вот работает. То есть это не... Как бы видно, что человек не глупый, скажем так, да, он сам в это не верит, то, что говорит, как бы, да, это видно, это заметно. И он это делает намеренно просто. Они, видишь, они с этими, с ЧГТРК, да, связаны. А вот все, кто связаны с ЧГТРК, они там именно вот эту тему пытаются умышленно в чеченскую среду внедрить.
То есть там именно заинтересованность, взяли целый для палестинцев городок. Кстати, этот поселок был за 2 года до 7 октября 23 года. Еще за 2 года до этого они начали его строить, построили, вернее. Тоже там интересный факт. А потом это палестинцев туда притащили. Мне тут один вообще зашел, рассказывал, что в Чечню привезли 2000 гробов детей, осуждаю, младенцев, заметь, даже не детей, а младенцев. И, говорит, и похоронили, говорит, их в Чечне, говорит. Я говорю, ну, что-то, там я остановился, да, просто там, с кем, что-то разговаривали, да. Видишь, они прогоняли в России, пытались притянуть тему уже после первой вот этой войны, да, после первой там русско-чеченской. Они пытались притянуть тему, что был геноцид русских в Чеченской республике, преследовали. Представь, Джохар Дудаев, жена у которого русская, он как бы инициирует, я не знаю, или поддерживает убийство русских, да, там массовые какие-то. То есть они эту тему пытались притянуть, и никак у них не получилось, потому что какие-то массовые захоронения, раскопки, то есть что-то же должно, какие-то следы вот этого насилия. И там абсолютно эта тема не притягивалась. И самое интересное, что около 20 тысяч русских как раз-таки погибли под русскими бомбами, потому что в городе Грозном в основном проживало русскоязычное, русское население. И они как бы... Да, там с асфальтом все сравнивали. И очень много, около 20 тысяч, вот такая цифра там есть. Русских погибло, действительно, там старики, бабушки. Да, сколько есть документальных фильмов. Я лично смотрел именно документальные фильмы, а не какая-то информация в интернете. Где именно там предоставляют какие-то там разговоры по рации между собой те же самые русские солдаты. И ты куда бьешь, говорит, там и маты идут, такое. Да, сколько это было, говорит. Пускай лучше туда глянут, посидят, посмотрят, покопаются. Если уже берешь какую-то информацию, бери с 2 сторон, так, чтобы потом сидеть и рассуждать об этом, кто прав, кто виноват. Ну да. Ладно, ребятки, давайте. Ну, давай, Артур. Молчу, как муха. Давайте, ребятки, давайте. Давай, стрима. Спасибо. Да, мистер Алихай, давайте. Аминь. Давайте, мистер Алихай. Всех приветствую. Через пару минут буду, Лазик. Приветствую. Да. Да, всех приветствую, всем мира, добра. Паттерсон, если серьезно, мне с вами хочется поговорить, пообщаться, но у вас так шумно там, честно. Сейчас, я отойду. Подожди, брат. Я хочу пару слов тебе сказать. Алло. Да, я слушаю. Я хочу сказать, когда у меня возникло такое мнение, знаешь, когда у меня возникло? Когда? Ребята, всех приветствую, всем салам. Что за тема у вас? Общаемся, разговариваем. Тема радио маршу. Маршу это на чеченском. Поздороваться, радио. Радио типа передавать, да? Да, доносит информацию. Да, доносите информацию. Но радиомарш, как я понимаю, что информация у него неплохая. Почему? Потому что, судя по его аватарке. Это не ко мне. Нет, то, что информация у него 100% информация, это я знаю лично, потому что я даже, могу сказать, что я с тех же краев, я знаю, как все это происходит, то, что они говорят. Что люди здесь обсуждают спикеры. Лазик, я так понимаю, что радиомарш это не мусульманин.
Это не ко мне вопрос. Радио Свобода, если перевести, получается, радио Маршал. Да, я уже здесь, если что, друзья. Приветствую еще раз там, кто зашел. Ибрахим, салам алейкум, как ты? Алейкум. До конца можно? Алейкум, ейжи. А что такое салам алейкум? Или это, на алейкуме мне остановиться или как? Вы Не, давай вот на салам алейкум остановимся, да? Давай, что такое салам алейкум? Просто нельзя у вас брать салам, если вы не мусульманин. Если вы... А ты мусульманин, Ибрахим? 72%. 72%, но не 100%, да? Хорошо, из этих 72% я могу включить то, что у тебя в религии описано, если нет вокруг воды, есть такой колодец у вас, у мусульмане, где там... Ибрахим, где там в этом колодце, где там в этом колодце может лежать все? Закидывали, да. И потом оттуда пили. Не пили оттуда, а принимали это. Дуа, омовение делали, омовение. Не пили, а омовение делали. Потому что по сунне вода не загрязняется. Да, но ты готов это сделать, если вокруг тебя нету воды, а не ты будешь оттуда делать омовение? Ты готов? Я не готов, поэтому Не я готов. и спросил свои проценты. Тогда почему ты топишь за мусульманское? Не, вы на меня не накидываете, я как раз таки... Я не накидываю на тебя. Я на тебя не накидываю. Я вот слышу по твоему акценту, что ты вообще не Вы откуда, относишься. пират? Вы откуда, пират? Я из Казахстана. Да. Ну, это не мой Я не являюсь Вы ни только не мусульманом. агрессируете? Не Нет, агрессируете? конечно, не агрессирую. Это ты так воспринимаешь мое общение с тобой. Ты Я так просто хочу воспринимаешь. вам объяснить, что я мусульманин 72%. Дальше. Да, ты мусульманин 72%. Смотри, ты не воспринимаешь то, что тебе сказали. Если вокруг воды нету, ты должен делать омовение с этого колодца. Ты это не воспринимаешь, Нет, правильно? не воспринимаю. Это я Вот. отправил коренными зубами, Теперь хашимитам, куришитам. Дальше. Теперь я тебе хочу сказать дальше. Если ты на 72% мусульманин, то тогда скажи, кто такой Мухаммед? Твой пророк, кто он? Ну, судя по хадисам, если ссылаться на 32 хадиса, это человек, который был насильником, педофилом, Абсолютно верно. Абсолютно верно. Судя по хадисам, это я так Ибрахим, никого не считаю, потому что я с этими Ибрахим, людьми не видел. сколько у вас... А Ибрахим, судя по чеченским Ибрахим. преданиям, это самый хороший человек, который вообще... Не-не-не, кошку не чеченские обижал. предания ты сюда не вмешивай. Почему? Потому что чечены не являются мусульманами так же, как и казахи. У меня к тебе следующий вопрос. Кто тебе такие басни? Кто тебе такие басни? وبركاته والصلاة والية винегрет кабачков играет بعد Иншаллах, мы все мусульмане, муджады Аллаха. Иншаллах, Хорошо, мы устроим. Вендетта, я сделаю это коротко. Можно я покороче сделаю Вендетта? Я тебе скажу про Иншаллах, шалом. вопрос только времени. Сейчас Махди придет. Мы вас всех кафиров, наджасов, многобожников, безбожников Да, вот, заставим Аллах. платить жизнью в Вот, униженном вот, состоянии. Вендетта. По 9 Жизнь тебе суре платить 29 никто не аята. будет. Жизнь Иншаллах. ты будешь платить своему этому, блядь, как его зовут? В Чечне Аллаху президента 25% твоего. нужно Ему будет платить. Пират, Ему без плати мата. свою жизнь. Пират, шутит, хватит, не надо, это шутит, как бы, там. Я вот, допустим, заплатил, а он мне сдачу до сих пор не вернул, там у меня должен 20% вернуть обратно. Но все равно Да, я ну, не обращаюсь. ребят, вы должны конкретно скажите, Яхудам вы меня вообще ничего не понимаете? платим. Яхудам вообще нельзя вообще. Яхуду нужно, искать за деревьями, которые они посадили там. Я вам скажу, Вендетта, где кто Яхуды такой будут. Яхуд?
Это евреи, наджасы. Мы вот эти все Тебя евреи. евреи научили жопу мыть. Что ты хочешь сказать? Нет, мы жопу не моем, мы камнями потеряем жопу. Окей. Всё, Альхамдулилля. он на Наш приколе. пророк нас учил Он очищению. на приколе. 21 глава Сахих Аль-Бухари, 155 хадис. Однажды посланник Аллаха, обычно не смотревший по сторонам, вышел по нужде. Абу Хурейра передает, личный камненосец нашего пророка Сас. Я последовал за ним. Когда я приблизился к нему, он сказал, то, что нас посланник Аллаха уже фуга сложил. Принеси мне несколько камней для очищения. Или же он сказал нечто подобное. Но не принеси ни костей, ни сухого Мусульмане навоза, Раус. истинные террористы, Раус да, это езжа ребята? жину. Тогда я принес ему полок своей ребята? одежды, несколько камней, Мусульмане положил его рядом с истинные ним, а террористы, сам да? отвернулся. И удовлетворив свою нужду, он воспользовался ими. Алхамдулилля. Мы, в отличие от этих грязных евреев, жопу не моем. Мы камнями потеряемся. Иншалла, это наша сунна самого чистого, наичистейшего создания Аллаха на земле нашего пророка. Ребята, давайте, либо мы общаемся, либо это вендетту слушаем. Давай не будем ссориться. Хотите историю расскажу? Откуда у меня сложилось негативное мнение о евреях? Хотите расскажу? Да, мне Попробуй. интересно. Мне Интересно. интересно, честно. Да, конечно. Короче, я вижу, вы пошли почитали и вернулись. Давайте, Короче, я беру Разик, рент-а-кар. походу ты понял, да, кто это человек? Я его знать не знаю, но я хочу послушать, почему у него негативное мнение сложилось о евреях. Это Давай, ему я- Аллах сказал? Я Или знаю, это кто он он человек, сам? я не знаю, кто ты человек, не Это знаю, какой мнение нашей Корана, Камасутры, Хадиса пророка Мухаммада. Я полагаюсь на мнение Аллаха и его посланника. Подожди. Я беру, рент-а-кар, еду из одного городка, Афула называется, еду на голландские высоты. На голландских высотах жили черкесы, которые были насильно депортированы из Кавказа. Там, значит, зная, что там ни одного араба, Кто это сделал? ни одного палестинца там не было, ни одного араба там не было. Там жили одни только черкесы. Он, по-моему, о вендетте ничего не знает. Подожди, вендетта. Вендетта, слушай, я образовывайся. Давай, Кстати, Паттерсон, давай так, Паттерсон, никого не включай в Чеченскую республику и вообще к чеченам и к черкесам, никого не включай, ни арабов, никого не включай. Говори, как вы жили, черкесы и чеченцы, как вы жили и какое... Мы жили отлично без вас. Мы жили очень хорошо без вас. Без мусульмане, правильно, Паттерсон? Нет, без вас, Так, без вас. Мы очень хорошо жили. Без кого без вас? Без Ну, ты казахов. же еврей. без Ты же казахов. еврей. Я не еврей. А кто? Тем более не мусульманин. Ну, хорошо. Давай, Что ты вот хочешь? ты без мусульмане, Паттерсон, ты как жил в Черкесии, в Чечне, как ты жил без мусульманов? Отлично мы жили. Отлично. А потом пришли мусульмане, А и потом ты свою пришли дочку, ты за русские. свою дочку должен был шизу отдавать или джизу отдавать. А ты И если балабол ты не какой, можешь слышь? заплатить Ты- за свое неверие мусульманское, ты должен Ты был дать балабол, свою дочку слышь? 9-летнюю. Что ты тут Обычный рассказываешь, ты балабол, Паттерсон, блядь? дезинформатор, блядь. Балабол ты, Конченый блядь. ты балабол, блядь. Да это информации у тебя нет. Смотрите, ребята, я так скажу, чеченцев, вообще всю тюркскую нацию поработил ислам. Поработил тем, что он принес эту исламскую веру и навязывает то, что кафиров надо убивать. Какой создатель должен такое сказать, чтобы убивать неверных? Подожди, это Аллах. Шайтан только. 9 сура, Только 29 шайтан, аят. блядь. И вы все шайтаны, блядь, двуногие. Заставляйте Ебало их свое платить говорить, жизнь в униженном блядь. состоянии. Альхамдулилля. Это нам Аллах сказал. Да, твой Аллах сказал, блядь, насилуй, убивай,
пытай, бля, и пусть платят джизу, бля. Вот Нам твой Аллах, бля. позволил даже изнасиловать чужих замужних женщин. Я, Пират, уважаемый, я хотел сказать, вот этот леже внизу, Бенедетто, он специально, он конченый, он не мусульманин. Он хуй Да, я конченый, вижу, что он не специально мусульманин. хочет Я сейчас вот ислам в плохом виде показать. Он не мусульманин, он сам атеист. Я его знаю, Петер брат, он не мусульманин. Он Юзер, великий ты исламский мусульманин? ученый. По времени, Ибрахим. Юзер, ты мусульманин, Юзер? Слышь, крысы вы жидовские, вы что, решили, чтобы мы перешли в Тору, что ли? Крысы. Крысы. Подождите, Я подождите. тебе Аллах сказал называть нас крысами. Упаси Аллах от Торы, упаси Аллах от Торы. Он не мусульманин. Упаси Аллах от Торы. Он не мусульманин. Блядь, когда вы свой язык, ёбаный, Хочешь аят, в котором Аллах лежит за жидом? Вот Чё это вы да. на этом Видишь? русском, блядь, Видишь? доебались до этого русского языка? Чего вы свой язык не учите, а? Если вы такие умные. Алхамдулилля, мы знаем все языки мира. Не, короче, ребят, я вам так скажу. Петерсон, брат, Мусульмане- здесь не стоит что-то им объяснять, они не поймут. Здесь с кем? Так, Смотрите, подождите, ребят. подождите. Вот этот Ибрахим. юзер 941, это кто такой? Маша Аллах, это хороший. Я, да. Петерсон, я мусульманин. Ты, Петерсон, Ибрахим, я вот, мусульманин. ты брат. же Юзер, ты ведь только что сказал, что ты процентов? атеист. Вот этот сидят же петух Сколько конченый. процентов? Вот это я Алло, не знаю, вот 29. этот, блядь, гандон, который... Вы не... Алло, 29 здесь по-мусульмански нельзя, по 100% мусульмански выговариваться нельзя. Не, давай так, Ибрахим, давай так, смотри, Ибрахим, ты сам кем являешься, мусульманином или просто чеченцем с флагом? Я 72% мусульманин. Вот из 70% мусульманского своего, ты мне скажи, ты можешь сказать, кто такой был ваш пророк, мусульманский пророк? Я тебе объяснил, если мы берем за основу предания чеченцев, то это очень порядочно, хороший человек. Нет, смотри, Ибрахим, смотри. Чеченцы, именно чеченский народ, да, никакого отношения не имеет к мусульманам. Ты не говоришь, не даешь договорить. Я тебе же объясняю, смотри. Ты, крыса вонючая, откуда ты взял такое, что... Подожди, не петушитесь, аккуратней. Смотри, судя по чеченским преданиям, это очень хороший, порядочный, там проголодь ходил, бедным, короче, все раздавал, короче, беспокоился за всех мусульман, вот такое. Если мы говорим по Корану и Сунне, то это там педофил, 32 хадиса, вот говорит. Ну, это, короче, это не то, что Потом чеченцы сура делают, 4, правильно? сура 4, 24 аят, изнасилование замужних женщин позволяет Аллах. Потом разводиться с девочками, не достигшими зрелого возраста, позволяют. Потом позволяют, короче, бороться с этими, с неверными. Короче, брат, их, брат, осуждают. Ибрахим, брат, я Да вот кому ты как это брат, рассказываешь? Он Слушай, это не надо, отбазывает, он тебя провоцирует, Ибрахим, козел этот. я тебе как брат. Ибрахим, я тебе твою маму обращусь. ебал, Ибрахим. Ибрахим, ты именно чеченец. Ты, Ибрахим, ты настоящий чеченец. У тебя корни чеченские, настоящие. И ты понимаешь, что такое чеченец и что такое ислам. Это твое нутро, брат. Я тебе скажу, да, брат, ты вправе говорить, иншаллах, ты в этом праве говорить. Но, брат, я тебе так скажу, иншаллах, отбрось, салам алейкум, отбрось. И здоровайся на чисто чеченском. Ты красавчик. Вот чеченцы такой народ. У них нет такого убивать, принижать кафиров. У чеченцев нету кафиров. У чеченцев есть все такие же, как они. Просто у всех разная культура. Вот берите от Ибрахима пример.
Поняли, мусульмане? А ты кто такой будешь? Деятель? Пират, Политолог великий? секундочку, Кто ты извини, будешь, а? Петерсон, секундочку, я хочу, чтобы потом я рассказал по поводу того, что как черкесы туда попали в Израиль. Пират, здесь вот кроме Петерсона, чтобы ты понимал, ну и основная масса этих людей, которые открывают эти стримы, они вот такие, как Ибрагим. Это вот шутит, как бы, да, но он тебе потом сам расскажет, вы, наверное, еще и подружитесь. Все, понял. Лазик, салам алейкум. То есть Арм, Сыздар. Шалом. Лазик, брат, я тебе так скажу, да. Вот я попадаю на, допустим, на украинские стримы, где они троллят, короче, тех, которые типа за Украину. Ну, они типа за Россию, а сами украинцы, братан. Они троллят до той степени, пока, короче, не поймут конкретно, что человек за Украину. И тут получается такая же тема. Вот, Лазик, ты сейчас говоришь, что вот это тролли сидят, типа, они меня хотят вывести на чистую воду. Но я вам так скажу, Чечня и Чечерия – это одно. Разделяй властвуй, это, бля, это, братан, пират, это люди, которые потеряли свои дома, потому что пришли туда оккупанты, и их оттуда выгнали. Они делают, как я знаю этот стрим, как я знаю эти стримы, этих ребят. Они могут это делать через шутку, могут делать это и серьезно, но просто попади на серьезный стрим, ты услышишь. Лазик, я понял тебя. Я тоже туда глубоко не влазю и не лезу так, чтобы... Ну, в провокацию не лезу, да, и ты вот видишь, что я уже вот-вот взорвусь и говоришь, так, типа, успокойся. Ну, почему я... Потому что я вот вижу аватарку ведущего, да, брат, и эта аватарка меня как бы чуть-чуть, да, знаешь, тормоз такой дает мне. Так что, ребята, всем вам не то, что... Я вам желаю чеченского добра, казахской любви, да. Я желаю человеческого счастья вам. Я желаю вам того, что вы желаете сами себе. Ребята, будьте счастливы, будьте добры ко всем будьте добры. И пошли все нахуй те, которые думают, что среди них кафиры живут. Это жестко, но по сути, но все-таки жестко. Нас не приветствуется мат. Спасибо тебе, пират, что зашел, поговорил. А душа. Ибрахим, я у тебя был на эфире? Возможно, был. Может, пересекались. Я был у тебя, братан, на эфире. Меня твой модератор, короче, выкинул. Потом ты меня приглашал, я не стал заходить. Я, короче, по той же теме, мы как-то, помнишь, говорили, что, ну, ислам это не та вера, чтобы, знаешь, по ней жить, по ней, бля, какие-то свои законы строить, то есть жить по законам ислама. Но это, брат, я так скажу всем даже не только мусульманам, я скажу всем мусульманам, всем христианам, всем буддистам, всем индуизмам. Я скажу так, есть мы, все. Есть мы должны любить, уважать и добро, только делать друг другу добро. А вот это все религии, это для нас помеха. Именно для людской нации, да. Нету нации, есть люди. Все. Говорят, нет людей, нет плохой нации, есть люди плохие. Нет. Есть все люди хорошие. Просто религия мешает людям жить в здравии, в согласии, в доброте, в любви. Именно религия мешает. Аллах не так говорит. Аллах говорит. Аллах тебе говорит, иди. Алейкум ассалам, Абу Кирилл. Достойный. О, Абу Кирилл. А вы, кстати, КМБшника знаете, что вот этот Абу Кирилл, это, короче, япончик. Знаете это? Но. Это уже все, нет, пират, это уже, это честно, это уже что-то чуть немножко лишнее. Лазик, брат. Сходство есть. Лазик, брат. Да, сходство есть, да. Это и есть япончик. Татарин он просто, и тот татарин, и этот татарин. Какого-то поэтому сходства. Да. Я тебе говорю, сними с него рясу, он станет, ебать, имамом, бля. Вот здесь хоть гадалки не ходи, как бы ты видишь, как бы, да, что-то. Опять же, со всем уважением к татарскому народу, как бы, татарам, да, вот это. Лазик, брат, это он и есть, это и есть
Лазик, это и есть япончик. Ну, может быть, и так есть, да. Вот просто мне Не, интересно, не может я извиняюсь, пират, секундочку, я прошу прощения. Вот мне Петерсон пока не убежал, я хочу, чтобы он мне рассказал, как попали черкесы в Иорданию, он начал с этого, да, что и как он начал рассказывать о каком-то изгнании. Как попали черкесы, кстати. как бы, да, как Кстати, попали в Израиль да. черкесы, и в Иордании, кстати, тоже они проживают. И как они сюда попали. Да, кстати. Он начал с того, красавчик, разговор, извини, пират, секундочку, пока мысли ушла, да, не убежал. Он начал с того разговора, что кто-то их изгнал, потом они приехали сюда, потом их отсюда начали сгонять, и сейчас, оказывается, он Ты Петерсон на был в ходу Израиле, сочиняешь, красиво сочиняешь. и деревня фантазер. Абу-Гош стала пустая. Ты начал с этого разговора. Ты фантазер, что ли? Ты Нет, так фантазер? еще раз. Хорошо, как черкесы Слышь? попали в Израиль, проживающие черкесы? В Израиле никаких евреев не было, когда Причем здесь евреи? Ты говорил черкесы, оставь евреев в сторону, убери. Черкесы Подожди приехали секундочку. после 1864 года и По какой поселились причине они сюда приехали? по причине того, что проиграли на Красной Поляне с Ты Россией. про османов, ты когда-то про османов слышал, Петерсон? Да это оставь, при чем тут османы? А как при чем тут это? Не, османы... тут- Кто был их личными охранниками, этих османов? Кто их охранял? Ну, а В то я время, не когда здесь осман, находились. я не осман, я черкес. Ты, Чё так ты? вот в том-то и дело, ты должен знать свою историю. Как сюда черкесы попали. Слышь, ты А ты убери даже свои свою еврейский историю не умняк, знаешь. слышь? Ты еврейский свой умняк убери. Петерсон. А. Послушай, ты сначала изучи свою историю, а потом мне рассказывай про меня, кто я, и кто еврей, кто не еврей. Ты про черкесов ни хрена не знаешь. А что я не знаю? Ну Я вот знаю видишь, ты хорошо. знаешь, изгнали, Был. попали. И Да, опять еще, изгнали, как черкесы, попали, ну и я чё? тебе еще раз задаю вопрос, как попали черкесы на нашу территорию, да? На тот момент эта территория называлась Палестина. Почему? По той причине, потому что римляне поменяли это правильно, название, Палестина называлась. чтобы про нас просто забыли, да, что это вообще когда-то была наша земля. Еще раз, как они сюда попали, те черкесы, в тех годах, как ты сказал, ну, хоть и года были тоже озвучены неправильно. Ты Теперь знаешь, пойди в интернет, сходи в интернет еще раз, там, где ты набираешь свою информацию. Знаешь, Я не знаю, почему? голова у тебя седая, не седая. Послушай, Опять же, если седая, дай бог тебе много лет жизни. Послушай. Дурак, Мы, если ты дурак, не черкесы- обязательно умирать, как бы, да. Послушай, До 120 лет тебе балабол. жизни. Да послушай, Самое главное, балабол. чтобы... Подожди секундочку. Самое главное, чтобы другие люди, окружающие тебя, знали, что ты дурак. А так живи себе нахуй. Да ты балабол, самый Так, подожди натуральный секундочку, жидовский балабол. подожди. Еще Ты раз. даже язык не Еще можешь раз. выучить, потому что ты я тебе тупой, смогу как на иврите баран. сказать такие вещи, что ты потом тебе придется Ты тупой, сука, бежать как к переводчику. баран. Даже иврит свой Так, не еще можешь. раз, подожди, стоп. Давай остановимся на том, что ты сказал. Черкесы как попали на территорию Палестины? Давай, беги в интернет. Твои черкесы. Ты черкес. Ты черкес. Давай, беги. По-моему, он живет в Турции. Евреи выселили. Черкесы евреи выселили, 100%. Ибрагима надо ебать, Ибрагима. Черкесы, где-то мы их выслали. Мы специально поехали туда, выслали. А вы знаете, Да. черкесы, черкесы в Израиле Ага. живут четко, ясно. Они И ни носят один нашу еврей, форму. блядь, и ни Я один тебе говорю, еврей живут пасть не четко может ясно. открыть. Ты рассказывал, подожди, ты когда зашел Ни сюда, один еврей пасть ты не начал может рассказывать открыть, о том, что... Потому что вы знаете, мы вас ты раком начал поставим, рассказывать, что блядь. деревня пустая. Какая послушай пустая? себя. У тебя, подожди, еще раз. Я не знаю, сколько тебе лет. Ну, маразм, опять же, маразм бывает только поезжай. старческий или как? Подожди. Ну. Поезжай к Фаркама, называется одна. Да я был там, ты мне рассказывал, я жил Галилей. 33 года. Если черкесы, Ну. если евреи плохо относились бы, например, как к палестинцам, Что ты несешь? они вас просто раком поставили бы и быстро закончили бы дело. Ты знаешь, что А отношения отношения очень хорошие. Востоку. Потому что ЛДП у нас здесь, ЛДПР. Да. Ты идиот. Брат, Ну, я извиняюсь, подожди. пусто. А вот эти все ЛДПР. Сегодня, подожди. Сегодня евреи показали всему миру, что они не
ни шагу не дадут назад именно в национальном вопросе. Это весь мир видит. Сегодня весь вот этот фашистская идеология вся, 1,5-2 миллиарда так называемых мусульман не может вопрос решить с евреями. А тут ты сидишь, говоришь, черкесы, которые потеряли все и скитаются по миру, кого-то раком бы поставили. Алло, черкесам нужно раком поставить тех, кто у них земли отняли, а не евреев. Вы что тут несете? Евреи у вас, балабол, ничего не отняли, придурок. Они могут только женщин, детей. Наоборот, приютили, да. Заткнись, Слышь? Паттерсон, заткнись. Вендетта, Они я тебя могут только поддерживаю. детей. У тебя, Детей убивать. Петерсон, Больше они ни на что не Петерсон. способны были. Петерсон, у тебя Путин перед носом ебет всю твою нацию. Причем Да здесь, он- блядь, евреи? Да он сосет только у нас. Пока Что, блядь, сосет он у тебя? Это ты у него сосешь. Без исламизма, аккуратно. нету никакого исламизма, слушай. Откуда исламизм? Ты откуда, Петерсон? Ты откуда, Петерсон? Откуда А? ты? Откуда ты? С Израиля, знаешь, Афу. С Израиля? Да. А что тебя до сих пор Иран не разъебал, а? Один исторический факт, что евреи черкесам что-то плохого сделали. Один момент. Нет, не сделали. Ничего. Все правильно ты говоришь. Петерсон. Не сделали. И даже попытки такой не было, ни разу. Ты начал с этого разговора, ты когда забежал, начал. Ну, потому что вы, русские Что ж евреи, потому что, начинаете во, пургу гнать, блядь. Вот, видишь? Сейчас ты признал, что ты балаболил до этого, правильно? Нет, ты балаболишь, ты Ты стараешься... говоришь, потому что. Ты сказал, стараешься потому что. оскорбить мою Нет, я не ислам. пытался никого оскорбить. Кого я Нет, пытался ты оскорбить? мою религию начал оскорблять, Ты что, ислам. дурак, что ли? А нет, Нет, это дурак. это было глупо с моей стороны задавать тебе этот вопрос, как бы, понимаешь? Лазик вообще-то никогда никакой ислам, и наоборот, его тут обвиняют, что он Я не защищает. знаю, кто-то из вас сейчас начал обвинять Лазик вообще скрытый мусульманин, не еврей. Мухаммад скажешь? такой. Я, может, хочу зарабатывать, как мусульмане зарабатывают, да, Джизы? Я бизнесмен. Да. Скорее всего, я еврей, ведь это. Так, подожди. Учи свой язык. Я еще раз, Петерсон, мне вот интересно, как ты знаешь свою историю? Как попали черкесы сюда, вот, на территорию, на ту территорию Вот Палестины? зайди, если тебе Да. интересно. Когда были османы, да. Слышь, Расскажи, пожалуйста, как они сюда в попали? YouTube зайди, почитай. Я всё. там, нет, для меня еще раз, я даже когда захожу в YouTube, я ищу документалку, а ты смотришь ролики, понимаешь, что твоя проблема? А ты теперь, теперь зайди и пойди посмотри. И Лазик, я узнай еще себя. вопрос хочу. Последний раз кто выслал черкесу, я хочу, чтобы он сказал. Последнее выселение черкесу. Русские. О, Аллах Акбар. А до этого Лазику тоже ответ. Лазику, Мазику, Пазику Твои русские братья выслали. мусульмане, твои братья мусульмане, халифат гребаный ваш вонючий. Вот эту правду скажи тоже. У вас Какой что, халифат? человеческого, мужского вообще ни хрена не осталось внутри? Скажите У кого? правду, как она есть. Халифат гребаный. Да, ты, наверное, с Кадыровым учился в школе на одни Я шеф Кадырова и Аллаха, и Путина. Шеф Кадырова и Путина. И Серьезно? Аллаха. Я Аллаха с трона скинул, сел на трон Аллаха. Альхамдулилля. Алхамдулилlah. Ты просто мудак натуральный. Натуральный ты мудак. Ладно, да. Да. А ваш пророк, который спал с 9-летним ребенком, кто? Мне не интересно. Паттерсон, вот ты взрослый человек, да, ты там. Так. С тобой тоже грубить не хочется здесь, но ты просто ведешь себя как он какой-то 15-летний вахабенок, который только вот помнит, что такое там. Я ваххабизм. далек от вахабенка или там вахабиста. Мне это не интересно. Вахабист, махабист. Ты хакабист. Ты хакабист. Вахабист. Зато ты можешь собой гордиться, что ты антисемит такой нормальный, я тебе скажу. А ты гордишься черкесскими предками, черкесским народом, Паттерсон?
Да, хороший вопрос. Конечно, горжусь. А как? Гордишься своими предками? Хадис, да, гордится, все, хадис. Посланник Аллаха сказал, если вы услышите, что кто-то гордится и восхваляет своих предков, скажите ему и не передавайте эти слова другими словами. Схватитесь зубами за член своего отца коренными зубами. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Я тебе хадис передаю. Ну, подтверждаю, такой хадис есть. Хадис. Паттерсон, рядом отец, если живой есть, ты должен выполнить эту сунну пророка. Так. Не только выполнить, а вот все, которые здесь присутствуют, мусульмане, 63 здесь зрителя, ну из них сколько процентов, я не знаю, мусульман, они все обязаны тебе передать эти слова, если ты гордишься. Какие? Который Вендетта сейчас сказал. Вендетта, я не запомнил, что он сказал. Ладно, я Если вы услышите, что кто-то гордится своими предками, восхваляет своих предков, скажите ему и не передавайте мои слова другими словами. Схватитесь зубами за член своего отца коренными зубами. Альхамдулилля. Получается, что сейчас надо идти тебе точить зубы. Так, чтобы нормально. Разом, чтобы больно не делать. Нашел за что цепляться. Но я горжусь своими, конечно, своей. Ну, в соответствии с сунной пророка ты не имеешь права гордиться. Если ты возгордился, то другим велено сказать, чтобы ты схватился коренным. Ну, я не буду это цитировать. Ставьте Чумакова, пожалуйста, ради Аллаха. Чумакова и нашего шейха Фуфлыжника. Фуфлыжника поставьте ради Аллаха. Аузбилля. Аузбилля. Короче. Есть у тебя админ, можешь поставить? Что? Админ, хадис можешь поставить? Хадис в студию. Да я не буду на эти темы с тобой разговаривать. Если мы про ислам начали говорить, нам нужно будет продолжить всю тему. Да, всю. Ты заходишь намеренно, да, вот Паттерсон, вот, смотри, что сделал сегодня. Ты заходишь чеченцам, рассказываешь им, какой Кавказ должен быть объединенный и так далее, как бы, да. Но при этом ты берешь, трогаешь других людей вообще, как бы, да. Ты говоришь, давай воевать против России, но при этом ты трогаешь, обвиняешь в этом евреев. Да ты жидовский провокатор. Да кто ты? Подожди, пожалуйста. Поставь этот Фуфлыжника, Фулейджа и Чумакова, который хадис передает, схватите зубами за коренные вот эти. Лазик, он это делает, а провокатор ты. Это кто кому? Это мусульманин. В школе учиться деши? Самый учишься? язык Бухту Бычбе. Кайфа алика. Учиться деши. Это правильно, по кайфа халика или кайфа халика? Кайфа алика хатни. Всегда под кайфом, альхамдулилля. Всегда под кайфом, да ты? Админ, у тебя есть это видео про хадис с коренными зубами? Маршал, у меня есть одно вот это. Я бы хотел бы. Маршал, провокатор.
И Адыгдыч, правда говоря, с ним жестко не надо, потому что он в плен попал. Но все-таки извиниться будет правильно. Ramazan sen bugün boyutu olmak istiyorsan. Яндовская глаши. Ben de şekilde. Burada şeydeyiz. Коренными зубами Бог от меня спиной. Мы Паттерсона вводим в курс дела. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, если вы услышите... Друзья, я вышел, я извиняюсь, я вышел. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, кто гордится своим происхождением, то есть нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватить за член своего отца, чтобы он схватился за член своего отца. Пусть укусит коренными зубами своего отца за член. Зубами. Член своего отца. Член своего отца. Член своего... Член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. Арабы лучше не арабов. В этом нет сомнений. Как то следует со слов пророка. Поистине, Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаиля. Затем из рода Кинана избрал курейшитов. Из числа курейшитов избрал род Хашим. А из рода Хашима – меня, Мухаммада. Поэтому между людьми есть превосходство. И не передавайте по-другому этот хадис. Коренными зубами, да, Если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, и не говорите ему это другими словами. Этот хадис привел имам Ахмад, Абу Дауд, Ат-Тирмизи и другие со слов Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. Его передал Ауф ибн Джамиля аль-Араби от Аль-Хасана аль-Басри, от Утайя, от Убея ибн Кааба, да будет доволен им Аллах. И цепочка передатчиков этого хадиса достоверная. Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, смысл этих слов, то есть, тот, кто призывает к своему роду или к своей нации, или к своей группировке. Например, если он ингуш, то призывает ингушей, или если чеченец, то призывает чеченцев. Кажется ли он ингуш, то призывает ингушей, или если чеченец, то призывает чеченцев. Каждый из них превозносится своим происхождением и гордится своим родом. Это и есть превозношение своим происхождением. Поэтому слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, если кто-то станет превозноситься своим происхождением, как это было во времена джахилии, то есть кто-то будет гордиться своим родом или происхождением и так далее. Далее говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. То есть, так и скажите, и не говорите ему это другими словами. То есть, скажите ему это дословно. По той причине, что когда ты начал гордиться этой джахилией и своими отцами, и не гордился тем, что для тебя гордиться обязательно, а это ислам и религия, то тебе будет сказано: схватись зубами за член своего отца, потому что это то, чего ты достоин. Так, начиная с Сатизаглинского, я был Хайбы, Хашимеч, Фиател, Москва, Индия, Пакистане, Афганистане. Урайшич, Хойшимеч. Урайшич, Шавик Юкулоч, Мастак Алилата, полностью, да? А куда Паттерсон Себастьянил? Паттерсон, что ты Себастьянил? Тебе хадис перевалили. Я сменить дал человека больше, да? Не хотят свою религию принимать, кафиры, наджасы. Маршал Сага. В моем представлении свободный человек, свободный чеченец, это, я много раз повторял, это тот, который не поклоняется в сторону арабов. И не превозносит ни курейшитов, ни всяких этих. Вот чем отличает свободный чеченец. Маршал ветеран. Ибрахим, исяла на его кеги назы. И христианш, бац арабский. Цара,
şey propovedi çıkana da del Allah ol çara akal bu soğuk çara göz çara الله يخبر иногда ресторан اشتغل بس مصنع تعقل شرق دنيا دلعوت له انت ايلون ماسك летаешь диван шат уже первый выпуск мой аж 100 штук качено моджач летающий ну ладно летающий воздуха воздуха да Путин не цародол когда хотя дез Аллах пьян хабакан الله بيام حباكن حبانس باشني وعبولن قدا صوتي مواتو قبوه И как без наградать, как батарля? Лачвенек бая, поймал с бойсом бешем был нах бая бэйси. Лачвенек отбытия. Это как бар цангли му Rolls-Royce ка, бодин хайлот. Ты нахуй чуй, да. И поймал нападение на спящих многобожников, ты чуляш, бойсом был нах бэйш, ты лячвен кейдж, паях шо поймал, ты отог шо, чон кат бахуарду. Вендетта, самое интересное, когда-то вот эти вещи мы, когда слышим от чеченцев. Вот я несколько раз слышал от чеченцев, почему они ночью нападали. Я здесь и говорил. Этот сидит один, и он объясняет, почему они ночью нападали. Если, говорит, днем напали бы, пролилось бы много крови, представьте, вот много крови пролилось бы, люди поэтому нападают ночью на спящих людей. У вас к ним какие претензии-то? Если претензии есть, люди предъявляют у нас к вам какие-то претензии, или у вас за вами должок есть, или у нашей земли что-то отняли. Представляете, вот чеченцы рассказывают, перед ними на коленях сидят те же чеченцы, но они, я думаю, в голове, если по их мыслям, представляют мало не в чеченскую. Вот представляете, вот они объясняют, оправдывают, что они ночью нападали, типа... Днем, если напали много крови, ну, конечно, люди будут защищаться. Будут защищать свои семьи, свое богатство с трудом нажитое. Тем более, те времена людям нелегко жилось. Вот представьте, вот объяснять, почему ночью на людей спящих нападали. Угор бил, я говорил, да, бьюсь, ты воспитаешь, и все это получается с дозволения по велению Аллаха. Вот представьте, ночью на спящих людей, которые утром... Еще там второй чеченец тоже объясняет. И как они это делали, типа утром, ну, они разные варианты. Вот когда работает, какие они планы строили, представьте, вот, перед нападением. Короче, часть нападает на людей, которые пойдут на поля работать, утром пойдут на поля, а другая часть нападает на этот... населенный пункт, потому что все трудоспособные население будут на поле. А внутри там останутся женщины и дети. И представьте, многие там стремились напасть на этих женщин и детей, чтобы грабежу. А которые на поле, там мужчины, там, вот, может, они сопротивляются, кто-то мечи возьмет, что-то возьмет. Представьте, вот на этих людей мы стараемся, должны быть стараться похожи. Представьте. Хорошо. Для араба во всем должно быть оправдание. Во всем их надо оправдывать. Когда выходишь из ислама, больше начинаешь себя уважать. И до этого надо уважать себя. Потому что ислам мы не знали, сомнения большие были, но ислама я не знал. Потому что Коран не читал, хадисов не знал. Но вот эти мерзости, когда я слышал, у меня возникали вопросы, и я им задавал. Но ответа не было. Я много раз, которые арабам задавал вопрос, которые наизусть Коран знали. Они мне говорили, это в 96-м году, я помню. Мы на эти вопросы там не знаем, боимся, как-то не можем ответить. Вот представьте, у меня, как у чеченцев, возникали вопросы,
ответа у них на мой вопрос не было тогда. Я больше себя уважаю. Больше стало и раньше уважать, а еще больше. Потому что арабам, камням каким-то ихним, арабам поклонять 5 раз в день, учить их язык, потому что он там самый такой язык, святой язык. Пускай арабы учат, но я не хочу, чтобы арабы мой язык учили. Пускай чеченцы свой язык. Не надо, чтобы арабы наш язык учили, не надо. Нам и хватает этих арабов, которые нам завезли под всяких святыми курейши, там их, всяких этих палестинцев, несколько тысяч. Сколько их завозят каждый раз. Не надо, чтобы они наш язык учили. Am evit pas škole buš amos putan nochmal nochchen škola šenca takelo buč buj da buš škole buš nochmal amos noch Izraeli gala to što da so prostitutki bo so došao se krize boicala to konflikti sad buš Afganistan ali šoju ziga. Свободные чеченцы вынуждены уезжать из Чечни. Я на своем примере пришлось уехать, чтобы этих Кадыровых там не унижаться перед ними, чтобы не восхвалять. Свободные чеченцы уезжают из Чечни, потому что свободы нету для чеченцев. Но вместе с ним на мою землю привозят каких-то палестинцев. Какое отношение имеет к моей земле? А нас вынуждают уезжать. Вот представь, 2000, сколько их до этого навезли-то? الله خير الشريعة توديش Я могу ошибиться, который год был тогда. Помню, в одно село 10 семей привезли, дома такие отстроили. И они типа там потомки курейшитов. Типа. А то время, когда люди, у которых было жилье разрушено, где-то снимали, уезжали за пределы республики, их привезли сюда и 10 таких домов построили для них. Представьте, которые никакого отношения к Чечне не имеют. Потомки курейшитов. Здравствуйте, добрый день, всем привет. Я хотел сказать, палестинцев, такого народа не существует. Это выдуманная нация, то есть даже это не нация, а какой-то кучка людей. Сброд. По ихним... Сброд, да.
По их фамилиям можно понять, откуда они. У каждого есть своя фамилия. Допустим, Аль-Насри – это с Египта, а есть... Короче, по их фамилиям можно узнать, откуда они. Есть Сирии, есть с Ливана. То есть, когда государство Израиля строили, да, и их привезли, они сами приезжали сюда, чтобы заработать здесь кусок хлеба. И остались, и добрые евреи их приняли. Сразу, подожди, хотите, я вам сразу пример приведу той же ситуации, которая рядом с Чечней, тогда вот эта вонючая арабская империя создала. Дагестанский народ. То есть дагестанского народа тоже нет. Тоже какой-то сброд, который туда привезли 20 тысяч голов. Стоп. Аккуратно. Не, нация, что? Я не про нацию, я не про лезгин, лакцев, я не про это. Я говорю про то, что в 729 году арабская вонючая фашистская империя то же самое привезла там 20-30 тысяч голов вот этого сброда и посадила вот этом Дербенте. Да, та же самая. Это уже коню ясно, что вот эти империи делают. Когда чеченский народ выслали, кого туда поселили? Правильно, всякий сброд, который себя сегодня чеченцем называет и говорит, что тот, кто не мусульманин, не чеченец. Вот возьмем Абу Билала, вот этого шланга, Гунки, Кумык, который ходит по Европе, приехал на горе чеченского народа, как вообще в Чечне не живший, пидор. И тут, короче, пропагандирует ислам, бля. Как папа, вот поп, вот это, как Иисус Христос, вот эти волосы, борода, короче, сидит, короче, под именем чеченского народа, обсирает все чеченское. Наш чеченский национальный вот этот наряд, короче, мужской, с ним одевает арабский вот этот платок гребаный. Очень много есть даже на своем примере. Когда я ездил поступать, по-моему, в Саратове это было, разговорились там, я думаю, чеченец, он говорит чеченец. Молодой парень. И потом, не знаю, какой-то момент он кого-то такого же встретил. И на другом языке я удивился. А он говорит, я же, говорит, из Чечни. Я, говорит, кумык. А я думал, чеченец. Со мной по-чеченски чеченец говорит. Такого встретил, с ним на кумыкском разговаривать. Есть такое, есть. Когда русско-чеченская, российско-чеченская, русско-чеченская война кончилась в 1859 году, чеченцев выслали 25 тысяч человек. На эти места, они говорят, заселили, а в Чечне оставалось 75 тысяч чеченцев. И они говорят, что земли Чечни, некоторых сел вообще не было, их сожгли там. Как Шамиль, как русские их убивали, и Шамиль тоже целые села сжигал. Есть факты же, есть. Женщин, детей малых убивал он тоже. То же самое, что русские творили. И многие села, даже местности были пустые. И Российская империя что сделает? Рабство же не просто, крепостничество же не просто было в России отменено в 1861 году. Потому что земли Кавказа, Черкесии, Чечни, эти земли надо было заселять. Не просто так. Не из-за там милосердия к этим крепостным. Не просто так. Средняя Азия тоже должна была заселена быть. Вот и там пишут, русские, там с Брянской области-то столько-то семей. Там с Орловской, с Тульской. Пишут, вот столько-то семей было заселено. И пишут, дагестанцев столько-то тысяч было тоже заселено чеченскими землями. Вот эти люди, конечно, будут называть себя чеченцами, но никакого отношения не будут они. Вот первые же идут, вот оккупационные власти на работу, к им услужение, вот эти люди идут. Первые же идут они. И они будут давить чеченцев. Во всех каналах, вот эти они сидят, во всех каналах. Как курицы, как утки, вот сидят они. Они по всем каналам вот здесь шныряют они. И в первую очередь они сначала называют себя чеченцами, и потом начинают тихо, вот, хаять чеченцев начинает.
Вот Ломаев, татарин, который тоже приехал под видом чеченцев в Финляндию, кафирскую, сидит мудак и говорит, что чеченского приветствия нету. У чеченцев приветствие, ассаляму алейкум. Только здравствуйте, да? Здравствуйте и салам алейкум, да? Есть. Да, вот, алло, я вас спрашиваю. Русский, добрый день у него и салам алейкум только. Да, два приветствия только. Алло, 29-й, у нас марш Довен, приветствие, приводите свободные. Когда уходит марш Оэн, уходи свободно. Даже врагу. У нас есть приветствие, которое можно даже собственному врагу давать. А ваш этот салам алейкум только среди вас опущенных у вас работает. Да-да-да. Приветствие опущенных. Слышите, если вы будете трогать мое национальное, я ваше вот все святое буду топтать. По вашим же кораническим аятам Камасутре и вашим хадисам похождения вашего педофила Музмаги. Да-да-да. Гомофоб, оказывается, представь? Я извиняюсь, хотел сказать насчет приветствия салам алейкум. Арабы это украли у евреев. На иврите это говорится шалом алейхим. То есть это взято, украто из ивритского языка. Да, все спутанижено. Все спутанижено, все спутаниздали у всех. Хотел дополнить, конечно, и обрезание тоже, я думаю, у вас взяли. Откуда у них свое? 100%, а это взято все оттуда, все украто. Почему в Коране, да, если вот пророк арабский, все арабское, почему весь Коран, да, там говорит об еврейском народе? Почему? Почему не говорится про арабский народ? Потому что нету ничего своего. Вот там в Коране есть аяты, которых Аллах сам подлизывается евреям. Аллах проклял, сказал, что проклятый народ евреи. Вот и все. Вы прокляты. А какого черта он его создал? Какой Аллах? Аллах это ты имеешь в виду, который у него дочка есть, Аль-Манат, как еще там? Это армия педофилов. Это раз. Второе. Ты говоришь про армию Мухаммеда? Вы террористы, вы еврейские террористы. Вот и все. Ты про Мухаммеда? Нет, я про вас говорю, про евреев говорю, которые тут сидят. Да не, это умма Мухаммеда, педофилы. Вы все педофилы, это армия Сахал. Педофилы, это армия Сахал, которые насилуют детей. Подождите. 65 сура, 4 аят. Алхамдулилля. Тавсир ибн Касира. И для тех из ваших женщин, в силу своего возраста, у которых прекратились менструации, для них срок айда предписан 3 месяца, как и для тех, у которых еще не было менструации. Третьей категории идут беременные женщины, для них срок айда начинается, когда они сложат ношу, то есть родят. Бисмилля. Бисмилля, я не закончил. 33 сура, 49 аят. Я не закончил. Я доказываю, кто был педофилом. Подожди, у меня есть факты из Корана и хадисы, а вы тут балаболите. У меня есть фундамент, есть на что опираться. 633 сура, 49 аят, как раз таки дополнение к этому, к предыдущему. Там как раз таки говорится, если вы не отникахали вот этих, у которых не начались менструации, подожди на минуту, можешь закрыть на минуту. Если вы их не отникахали, не трогали, вы не обязаны выжидать срок 3 месяца. Да. 6130 Сахих аль-Бухари. Айша передает, мать правоверных. Я играла с куклами у пророка. У меня были подруги, которые играли со мной. Когда посланник Аллаха заходил домой, они прятались от него. Я не закончил. Подождите на минуту, закройте хлеборезку.
Когда посланник Аллаха заводил домой, они прятались от него. Но он снова посылал их ко мне, мы продолжали играть. Играть с куклами, подобными изображениями запрещено. Но для Айши было разрешено, потому что она еще была девочкой, не достигшей зрелого возраста. Да-да-да. У вашей матери Айши не было даже месячного на момент, когда Мухаммад ее никахил. Да-да-да. Альхамдулилля. Наш пророк был самым мощным PDF-файлом на планете Земля. Он это делал, он не прятался как кафир, вот этот, как его, Эпштейн, он не прятался, он прямо первый никах сделал в доме Абу-Бакра Сиддика. У своего лучшего друга прямо на его кровати отникахал нашу мать Айшу, правоверных. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Теперь я задаю вопрос. Вот я тебе задаю, вот ты, Яхуд, который тут сидит, я тебе задаю вопрос, и все Яхуд, я... Смотри, у вас в вашем Талмуде Ревека вышла замуж, которой было 3 года. Вышла замуж за Исаака, который был 40 лет. Что ты на это сказал? Да, ваша армия Сахал насилует детей, Место Писания. стариков. Время на никах я тебе предлагаю, дорогая моя Салафия. Пойдешь на недельку ко мне? Ваша армия Сахал Я тебя от никаха на неделю. насилует, ты свою маму только можешь сделать, потому что у вас в Израиле это нормально. Стоп. У вас в Израиле это нормально. И ты тоже, и там, которая здесь нашла, специально, видишь, ты сама создала такую атмосферу, чтобы с тобой потом вот так вот говорили. Я, например, не хочу, чтобы здесь была девушка, и какая бы она там, чтобы, я не знаю, несуразицу, какую бы она там не высказывала, чтобы вот такое здесь отношение было. Аккуратно, давайте по существу. Сказал закрыть фаворит. Аллах сказал, когда читает Аллаха, это Аллаха, нужно закрыть фаворит. У меня вопрос этой девушки, вопрос. Если вот в Талмуде это написано, то Мухаммед может, да, если там пидорас, здесь тоже пидорас можно. Это ж ты же Аслан. Стоп. Подожди. Аккуратно. Меньше, что детей, я не знаю, как педофилы. Яхудская мразь, которая прикрывается глазами чеченец. Тут ни одного чеченца нету. Чеченцы-мусульмане, все. Подождите, не надо за нас говорить, да, там, мусульмане, не мусульмане. Давайте вы кто по национальности? Куда она делась? Ой, я забыл ей никак предложить. Все, уехала. Если там в Талмуде написано, здесь тоже написано, это можно для нее приемлемо или нет? Мне интересно, знаете что? Приходят какие-то люди какой-то другой национальности, другой веры, и все говорят, что чеченцы мусульмане. То есть все доказывают всему миру, что чеченцы мусульмане. Алло, 29-й. Мы сами разберемся, кто мусульманин, кто чеченец, кто. Мы разбираемся. У нас вообще вопросы. Вот сейчас зайдет любой чеченец из любого тайпа. Я его спрошу, слушай, чувак, вот как ты считаешь, вот это с 9-летним? Да, это, короче говоря, а ты знаешь, что это пророк сделал? Он это не признает. Он такого пророка не признает. И то, что ваш Бухари писал, эти аяты он посылает, и Бухари посылает. Вот чеченец, вот настоящий чеченец. Эти ходят всему миру, кричат, что чеченцы мусульмане. Алло, мы сами за себя ответим. За нас не переживайте. Машалдом Осега, приветствую, ребята. Если вы не в курсе, вот эта, которая зашла, Салафия, она, у меня здесь многие знакомые, вы здесь как бы недавно, а я тут давно сижу, как бы, да, я здесь многих знаю. Вот эта Салафия, она, является агентом, чтобы вы знали. Она своих же, если поверить ей, что она, говорит, мусульманка, но я не думаю, что она мусульманка, она азербайджанка. И она, это самое, мусульман сливала, кстати. И они пропадали, кстати, если России ездили. Давай, Салафия, расскажи вот эти ихванушки, да, которые обманули с тобой ухтышкой, куда они пропали?
Даже мусульмане уже тебе такфир вынесли и сказали, что ты куфарка, понимаешь, что ты шпионка. Сами мусульмане говорят. Тебя спросить про ислам, ты ничего не знаешь. Помните, вот заходил сюда. По именам перечислены. Не надо, не надо. Мою не надо. наложницу не обижайте, это моя наложница, не обижайте мою наложницу. Ее спросите, Вилен, подождите. Один момент, Вилен. Доказательства будут какие-то? Стоп. Несмотря на то, что она там несуразицу несет какую-то, я тебя прошу просто как бы такие темы. Я ее очень люблю, честно, я ее так люблю, знаешь, как я ее люблю, даже никак я ей готов. АКС тебя опустил, понимаешь, поэтому ты обижен. Так, Вилен, я тебя пока спустил, потом поднимешься, надеюсь, ты не обидишься, да? Просто пока она договорит, пускай. Я просто не хочу здесь Если человек Я не хочу находиться на площадке, где будут вот так женщина и там разговоры вот такие, да? Без разницы, какой бы она там тупняк не глава, там, я не знаю, агентша она, не агентша. Пожалуйста, вот давайте разбирайте насчет агентши. Не выключайте мне микрофон, давай доказательства какие-то. Ну, я слушаю. А что, ногти? Мы даем Маша. Вот смотри, Адалаида. Ну, а что он выключил микрофон? Кого я знала? Давайте я слушаю. Ты тоже, если будешь грубить, тоже отсюда как бы тебя спустят, выкинут. Без разницы. Без разницы, ты там оппонент или кто ты, всех прошу, чтобы общались, соблюдая. Тоже будет, да. Получать. Если человек обвиняет другого, пусть приведет доказательства. Или у атеистов можно просто так обвинить человека без доказательств. Кого я сдала? Атеистка, это ты тут атеистка, которая вообще на самом деле не являешься мусульманкой, это раз. А во-вторых, твои же братья-мусульмане рассказывали про тебя и говорили, что ты шпионка. Это не мои слова, это слова твоих братьев-мусульман. Какие мусульмане? Которыми ты сидела. Ты почему больше не сидишь с этим, Бакаев или Балаев? Кто это был, который в Англии там? Кто этот? Вот этот, который и в Украине был, тоже он. Который волосатый весь, Бакаев, пацан. Да, Бакаев. Она у Бакаева сидела, но больше не сидит, потому что до них тоже эта информация дошла про нее. И что дальше? Не, слушай, ты давай докажи, что ты мусульманка. Прочитай нам суру Фатиха. Суру Фатиха. Таких, как вы, лубянские, таких, как ты, лубянские, сюда заходят, тут волбалай начинает нам тут нести, ничего не умеет даже читать. Какая ты девушка, Ты не девушка, понимаешь? И ты не женщина. Потому что ведешь себя, ты не как женщина, и поэтому отношение к тебе будет равноправное, понимаешь? Знаешь, как тебя опустила АКС? Ты помнишь это? Вот, слышите? И вы хотите с ней, чтобы говорили как с девушкой. Девушка ведет себя по-девушке, по-женски, понимаете? А это не девушка. Это ничтожество, это маромойка, которая зашла сюда, шпионка, которая здесь дезинформацией занимается. Чем опустил? Ну, опустил. Вот теперь уже опускает. Для себя всю правду, понимаешь? Что он выставил? Какую правду выставил? Какую правду? Выставил, и ты пытался его оклеветать. На, вот, пожалуйста. Дезинформацией занимается шпионка. Видите, ребята? Вот она. Вот, пожалуйста. Лубянка, алло, 29-й. Лубянка. Все равно, что такой атеист, как ты. Лубянка, заберите своего пациента отсюда. Подожди. Вот эту маромойку заберите отсюда. Это ты. Почему он меня оскорбляет? Это раз, смотри. Не ты ли это не оскорбление, это титул, который тебе дали. Это в кабинетах твоих тебе дали такое прозвище. В кабинете твои. Твои кабинеты ФСБшные тебе дали. Ты не мужчина. Тебе в кабинете твоих там кураторов дали тебе такое прозвище маромойка. Это не мое. Стелла, Машу. Привет, дорогие мои. Я пришла за черной душой.
Вот, Закрой рот. можете общаться. Закрой рот, с тобой сейчас мужики разбираться не будут. Рот закрой. Еврейская шлюха. Вот Да, я еврейская шлюха. У твоей мамы вот училась. вы все такие. У твоей мамы Якутские, училась. якутские. Твоя мама такая шикарная. Весь Якутские город. подстилки, Обслужила вы весь все город. А теперь ты шлюха шляешься где-то. Рот закрой. Рот закрой. Молодец, умничка. Рот закрой. И будет крах Израиля. Рот закрой. Тебе твой господин глаз позволил показать? Не будет. Мой глазик она Скоро показала. Иншалла, иншалла. Смотри, чтоб ты мужиков не возбудила своим глазом косым. Все, молодец. Нечистая сила. Уходи отсюда. Привет, ребят. Привет. Вот видишь, Аделаида или Адольфа, кто ты там? Ты вот сама, видишь, создала такую ситуацию, и чтобы с тобой грубили, потому что ты сама грубишь, если у тебя есть нормально какие-то аргументы или доводы, чтобы дискутировать с людьми, нормально заходите и общайтесь. Я нескольких вот здесь остановил, да, там, мужского пола, скажем так, участников, чтобы как бы, ну, с женщиной, все-таки ты женщина, да, чтобы с тобой не грубили. Ну вот Стелла, когда зашла, как бы вы уже на равных можете. И ты и с ней, и ни с кем нормально, короче, не можешь тянуть какую-то дискуссию. Плюс вышла там, иншалла, будет, не будет. Это не вам решать, кто будет, кто не будет. Просто, я не знаю, если она истинная мусульманка, что же она пришла с мужчинами тут разбираться? Тебе что, хозяева разрешили? Сиди дома, обслуживай дом свой, убирай, занимайся детьми, которых у тебя нету. Занимайся делами своими. Что ты пришла к мужикам разбираться? Умничать. Стелла, шалом, я тут у Ибраима спрошу, я у Ибраима на своем языке, и кто здесь не Нохчи, не наш. У меня есть такой вопрос, который не касается вас, мне просто это интересно. Ибраим, Машло, Джоухар, когда Цавалича, когда его пригласили на съезд, когда его вытянули оттуда, с Эстонии, население Мялювой, по статистике, короче, сколько населения? 1 миллион союзчина вывели барты. И Багдуи, он это отверг, что 1 миллион ногчи уельчина. Багдуи, да, было такое или нет? Оцахил мовой, цуцахил вац в эти годы. Не знаю, видишь, сейчас о нем какие-то эти, которые придумывают там всякие сказки задним числом, тем более, да? Я не считаю. Нет, это я слышал давно. Я это давно, лет 10-15 тому назад слышал, 20 даже тому назад, что якобы вацвается ногчи, а чубях не шит или отциши, сбродю и ларцу, короче. Как бы так он это подвел к этому. Его близкий родственник мне об этом даже сказал, я сейчас вспомнил. 100-150 тысяч Лекции, там, я бы в эти темы, я не люблю вообще эти темы. Хорошо. Потому что я там знаю чуть-чуть вот в этом ДНК, в каких-то тестах, я сам тоже как бы в этом участвовал, в этот проект. Там вообще то, что вот у нас принято, сказки какие-то рассказывать, легенды, абсолютно это не соответствует вот этим сказкам, то, что в реальности. Ну пусть тогда не соответствует, пусть нас будет больше тогда. Поэтому нас больше, не надо нам больше, меньше. Нам нужно, чтобы мы как народ немного вот это, проснулись, да, от вот этого дебилизма полного. Вот что будет лучше. Сильная нация, сильный народ, согласен я, солидарен. Так, можно я к Одноглазой обращусь? Одноглазая, ты говоришь, что скоро Израиля не будет, я тебе хочу помочь. Продаю камни говорящие. Купи, и они тебе будут говорить, где евреи. Ускоришь. Так ты евреям поможешь в бизнесе, а мы, евреи, тебе поможем в твоей идеологии. Как тебе на это? Одноглазая. Страна геев. Угу. Ну, хотя бы не зоофилов и не педофилов. Марш, Дум, уважаемые. Стелла, привет. Кстати, это не ты, секунду, это не ты чеченцам отправляла свою манду с блестяшками, нет?
Нет, на самом деле, кстати, вот эта Салафия, она для газа деньги зарабатывала в эфире, ну, стриптизом открывала части тела, на самом деле это правда. Вот, ну, вот так она для газа денежку собирала. Да. Вот так вот. Кстати, я тебе хочу рассказать, что в свое время арабы покрывали лица проституткам. Я так понимаю, ну, чтобы их не узнавали по их работе. То есть там внизу работало все. Хорошо, я поднялась только это сказать. Стелла знает прекрасно, что я всегда все в курсе, и поэтому эта информация достоверная. Эта Салафия действительно в соцсетях вот ее спалили, свои же братья, открывала части тела, и там донаты бросали, что она донатила на газу. Все, всех уважаю, хорошего дня. Так, что у нас там? Салафия. Я вот не пойму, что в голове у салафиит вообще творится, кто она, что она. Вот нормально могла бы зайти просто, чуть-чуть поковыряться у нее в мозгах, что с ней там. Нормально могут нормальные люди, Ибрагим, она же ненормальная. Ну посмотри на нее, она же неадекватная, больной человек. Кстати, тоже живет в кафирской стране, ты понимаешь? С одним глазом ходит тут. Салафия, ты понимаешь? Не ради себя, видимо, она как бы старается. Да. Понимаешь, вашу ложь, ты думаешь, что ты можешь скрыть тем, что ты ходишь с одним глазом, тут спрячешь. Но дело в том, что слухи о тебе ходят быстрее, чем ты на самом деле говоришь. Понимаешь? И то, что ты творишь, ваши же мужики сдают вас. Вот такая вот ты у нас скромняшка. Да ты можешь писать все, что ты хочешь. Нам все равно, что опущенная баба говорит. Да, дело в том, что она уже 7 октября, как вот дикари пришли там, да, и устроили там вот эту резню, да, с этих моментов она сидит тут, а я тут, я говорю, я давно сижу. Я первый чеченец, муртат, которого вы познакомились, да, вы сами знаете меня. И это самое, вот эта барышня, Салафия, это самое, она уже 7 октября сидит, рассказывает, что вот-вот она переселится, вот-вот она хиджу сделает, вот-вот она, короче, покинет кафирскую Европу. Их, блин, никак не получается у Салафии, никак не получается у нашей марамоечки. Их жалко, вот как ей хочется вот быть со своими братьями, с ними накаха делать. Эх, жаль. Значит, не по воле Аллаха, да, Салафия? Может, ее в Иран отправить, чтобы она муту там делала? Как раз по ней все, она привыкла. Нет, Салафия, не хочешь? Одноглазая. Обслужить братьев иранцев. Не бесплатно, конечно, они платят. Я узнавала у одного иранца, он сказал $100 за неделю. Тебе подойдет как-то? Все-таки как-никак денежки халяльные. Денежки халяльные, имам поставит печать. Временный брак, все как надо. Мне интересно, у тебя есть национальность, какие-то опознавательные знаки, какие-то цели? Она азербайджанка. Ибрагим, она азербайджанка сама. А что тогда? Вот у них нормальное государство в Азербайджане. Нормально, нормально. Так поэтому она Ибрагим. Нормальная, они нормальные смылись оттуда, понимаешь? Вот такие, как она. Ибрагим, ты видел, как один араб на конференции в одном рассказывал, как они мусор выкидывают из своей страны и отправляют в ту страну, куда мусор принимает. Они говорили вот про таких, как Салафия, кстати. Сам араб из Саудии говорил. Смотри, я не хочу там грубить. Не моя тема, я просто с ней так не пересекался, да, она там мою фотку где-то поставила, тоже здесь лазила, короче, всякие писала здесь. Тем не менее, я вот не могу. Вот смотри, как тебя, Адольфша? Ты, я не знаю, у вас в этом самом, в Азербайджане шииты в массе своей. Вот почему ты, если ты салафитка какая-то,
ты же вроде бы должна там порядок навести, шиитов, как бы призвать к истинной религии. Ты куда-то в чеченские группы заходишь, куда-то с евреями вот эту вражду устраиваешь. Почему бы вам у себя какой-то порядок там не навести на месте? Завхоз, если ты не брезгаешь, можешь салафию взять на временный брак. Она не отрицает, она соглашается, она деньги собирает на Палестину. Как говорится, каждый помогает как может. Все, у кого нету каких-то своих интересов, своих каких-то первичных, да, там, ценностей, вот эти вот люди, да, вот, включая, к сожалению, массу чеченцев, которые лазят вот по этим соцсетям и куда-то там евреям какие-то эти матерятся, там, всякие матершинства, потом еще куда-то в Лимпопо куда-то лезут, да. У вас что, все нормально, что ли? Я не пойму, что для вас первично? Вы сначала себя познаете или, я не знаю, обретите, кто вы, найдите, что вы вообще хотите, что вам надо. Вы куда-то заходите, там, я не знаю, 300-400 тысяч там, чеченцев проживают в европейских странах. У нас на родине все, грубо говоря, сидят на бутылке вот по русской культуре, да, как на кол сажают. То есть, и куда вы лезете, я не пойму, что вам? В Иран вы хотите что-то там, или куда, или в Израиль? Что с вами, люди? Да никуда она не хочет, Ибрагим. Она прекрасно живет в Европе, поверь мне, за харамные деньги. И все у нее в горле проходит гладко. А здесь в ТикТоке она просто ищет этих клиентов себе, понимаешь? Вот и все. У меня вопрос есть. Кто знает, кто такие салафия? Салафиты или салафия? Вкратце можете сказать? Я объясняю. Салафиты – это ваххабисты. Вот когда их в Чеченскую республику притащили, эту тему, вот эти Дугины всякие, притащили, когда притаскивали, нам полностью через все эти средства массовой информации трубили о ваххабистах. Кадыров, вот этот старший Кадырка, сидел, ваххабисты постоянно. В голову нам вбивали это. Потом, когда уже из нашей республики непонятно что сделали, да, там замочились, грубо говоря, в сортире, из ваххабистов сделали таких нежное название, да, из ваххабиста, из него сделали салафит. Ага, ясно. Все, теперь эту тему узаканивают, как бы. То есть ты можешь быть салафитом тоже. Когда ты был ваххабистом, ты был вне закона, как бы, там, исламист, террорист и так далее. А теперь эта тема, ее, вот, в частности, под российским флагом аккуратно узаконили в Дагестане, в Ингушетии. Поэтому и сейчас уже в Чеченской республике полностью хотят эту тему аккуратно узаконить. То есть, и тем самым переименовали. Теперь это звучит салафит, это не те ваххабиты, которые послужили, да, вот этим прецедентом, чтобы там, с чеченцами это сделать. А это салафиты, такие маляфиты, салафиты, такие нежные, розовые, пушистые. Тот же, только в другой руке, да? Да, просто то же самое, только теперь под русским флагом. Нет, саляф, само слово саляф означает праведный предшественник. Чтобы быть праведным предшественником, они должны быть праведными. Эти люди, вот это вот салафия, вот эта маромойка, да, это лубянская, которая сюда заходит, она суру Фатиха даже не умеет читать. Она одевает это на себя, сидит там, какие-то нашиды включает. Она даже фиг понять не знает, что слушает вообще. Она про ислам вообще ноль. Целыми сутками сидит. Что она там болтала там?
Израиль это террорист, ислам истина, Израиль террорист, ислам истина. Вот больше ничего от нее вы не услышите. Это лубянская маромойка. Даже сами мусульмане сказали, что она стукачка. Салиф это праведный предшественник. Чтобы вы знали, с кем вы тут болтаете, я поэтому сюда поднялся, что вы разговариваете с маромойкой КГБ, как это, лубянской. Даже сами мусульмане это подтверждают. Там несколько парней, говорят, пропали, да? Ну, они жили тут, кайфовали, типа Салиф, его, наша ухтышка Салафия, поехали в Россию, пропали, говорят, без вести, говорят. И, говорят, после того, как с ней начали откровенничать, говорят. Бакаев с ним сидел. Добрый вечер. Вот этот Крикс везде. Где твой двойник Крикс? Везде ты. Или ты двойник? Да, двойника тоже, короче. Двойник пока еще испарился. Исчез. Не, проблемши нацун. Аллахи задний приводно люем ждать. Шмаги. Убанаваши. Бакалы, шоя. Да, ометья шмаг бошу, газетер. Ракас сунцан связь ахло. Короче, мы надеем ли на Боша. Ну это давай оставим, между нами потом поговорим, Крикс. Ты в курсе, о ком он говорит, Крикс? Я знаю, я в курсе, да, моего двойника. Это у меня вопрос. Свобод дела, один момент. Вот этот, которого с тобой путали, да? Это его. Да, от шмагу хакятся. Один вообще лина очень, один лина цупёмельно амелина бош. И Лубян керц, царик амелдин, короче, проблемщина, юхкар высобу получать связи, вилша, а я цанцуна и палбина цуд. Ну и вот алин гумянц и шмага. Шунёшу ассаичи. Дикхан майалири хазаз вадик дичцунда хохчорсо. Но у меня... У меня вопрос. Вот Чикатило, если бы сегодняшним днем взять не в коммунизме, при коммунизме, и если бы он ислам был, он по сунне правильно делал? Не могу сказать, что правильно, неправильно. Кенты, он, короче, говорит, но це совосу таке не поб'єшу сон за коротка хочу їх не су мега да адико да не спойла да ресоша Амин ашхла но йохонс и он где на он и милой Чикатило Оля шорахса да ладно это смертная казнь майрери Ира убийство что я чисто по сунне низкий горах азбы шахадат далеч. С высшим образованием был он. Чикатило. Marshal Dusher, Marshal Shader. Marshal. Маршал Хейл. Да ладно, примерно лет 10-15 назад иштерхум дать иштхагуч дал долдерч. ما интересно در خسونر موخک در حجدوی представь очень жара суан дукум аннак сей жизни дик хан шосо можно сказать по горло уже кашча Оксаншин жара аннак суан дэвзнак суан сей жизни цахезнак доступ цахелэг
Mr. Villa, Wolf Kyrwas, Ajim Tormaslu. والله كيتشو ويترسون وتسخت أسبوع كدو خان ونستغن أقشين شرح يوش خوشو информация дик крутой молги говорится, лет 20 тому назад, да, вернуться дичь. Законно, да, схоз элмахош. Тоган это арбонисо, лосон, еще пестуш, заводи лама, дош балк. Аллаху алейкум ва баракатух. Аллаху калли шабазовка. Да, قابل И, короче, потихоньку халхам цахарцац мот бицунс хамахай. И штадицул лосо коран хуйха коран чо синц и, короче, аят дойсон хадиш этси давэч дадилик. И муслим милут цаха. Ел уж милут цаха представь. Чохша бусулпсак хичоназ. Дах эш Мухаммад мясут хиллахаунаж. Это цаха. Представь, не арбо шаш бацак ахуш даже. Ойчан берк белила мадати. Сон самом если раз одной серно цараске положение дикятер даюх шицер серно не вытягивает. Под конец дать кадырос аровел от междик чувич сон цаква мегдачуна обивитич вой никогда хила дать хунцмен войн хайна дать история. So обивитич sich nachher schon der Qadat. Ist et переломный момент уж хочу матетни рицар, дуй. Перед он дабелса, еца паргатуэл, ецин тховнис бо, цахум нисте, секкивалай, почему хочу теттин, обрюхал, амеллик дуй. Не духаны балом обецали уже ши гусом шнисся реч. Никогда цапачал кяцах он сих лахот. Это сих нисел. Цину цадаловой цаншара дуй хайцан хайцалево капе керёшеца. Цину да мадец эт. Пачал метуате шишара цадитер шиша дехкеливой. Кеханца и тархца, ну, тян, бита, чуби, ну, да, на отхила, чумел день, чуна, чуна, окре, чуна. Wonderwa half olsun doslовно дакца досон нахчи qam ho dek az qam do olsa детерое пословица. До того ден давается литое. Ишт хагыркш, that's да дойш. Ден дал лич, that's Дела да ден дал хунт сажа мадик метегюер, кузах вроде он, короче, он дубинкшич, бот и почкш отбиватеш. Кисан она шаквасы, тюрьма чукуш. Сага уат куза, минтыш кибеш бу. Дела ох кузыги, вой гух да дезарах кой. Вой бартнисвин, кузы хауз дезарах кой. Элдуй эт чигяха, вой вошаж алеш сан леч. Квартош да херч, дуй ботлик да элч. Het arbosch, dat is ook maar aan kwartbach. Pedofiel, geloof Mohammed, is een piece terugkijt. Dan gaan pas ordenen, merken, meel, pedofiel, hoe elk als arbosch, 100 gram, uit het iets het oos. En weet je, en doe je, na,
شادو اسمه تعكير عليه شادنين شو يحقنوا نين لقر خيتش положение يق أنا واصلو يو دقم دات دلاديش Рибера, Шида, Синана, да شا لعلو جير باش ناخن يسلق وتشي يعلو جير شا تنقوش خيش باش وأهمش سونم تخيل كاشتو حتى يتقدو Завод. Маршал Гало. Цахата дарцавик понамо болдари Азербайджаныш. Он больше на религиозных нахбаревич сухена. لا تقع مجلقي وصوهنا تعجم تعبير الريوش حلوة سوني تخلر تقع شيء تخلر إيش شيء لا مردش قويتشو تعني بال بيتر اختك دوي بوسو بو اج ها الر تار نخشو الخيج الر اغوتر او اورجير قمال ده ولا صدويري واحد تاع ازلام ازويو تخير تان ويش يزا تخير ده شو داش در از بيلي اتماجدك شو واحد قوش قوي او شو رختر بوسو ايش قيتلشيت والله قوات تقع Eşim kezik bu yok kaçak mı? يقدر طبعا بوش. بسم الله شيء التعدي شيء تعني تخير تان Тбайсам инде учали яцери алгош иштба цердона вообще балба церцер абсолютно аболчун балба церцер алик тануман религиозна аводы это сюлибо это ашта цаню хабу граница но это почал кабу сюли аштат Верта, هذا شوق верта. تحكي سولو شات أو تنقو شوق سولو شات شيء تباخ شيء أجر باميدوش إيش تعليلوش تيجا خيلر أميل دوي تام ويت أحسن إيش بلام إيش كتر تبدير جوتش ليش توجه تيجا رواج تعوالا تعمو حقش ليتر تنا Inder baisam šurlā celā nohče busul bēcu baušu un ar tēmšanu tā ārā usa ovo ierdāpis, tā parvatu ēdonas kriks ārvēli jūtie Azerbaijān kā šekoņā بالخصوصا إذا عندي مش قدرت أخلي حق السجادة ونسألك دوز ناقينا هم شلاس باش نوقف جميع بالباصر إتى بوما شوش دروا بوصل دشوا بوصل بخيت حويج سون سو بوصل بخيت أج تقدوش مداتي قيتو ختابة تار صحيح بوهاري حديشي اوش دوزوش دوش اوش فويو تخوش حلقين ما دويدو قوي هت لامزي مارخي ساق انهم ملچاني سوا بوش لعينه خاص داتشو ذكر داش موتيش اخون استغن اتشور اروالا اتدات سونت وصل باخر تأي احتوق اتصح صحيح حديثي آيتي تأيش ليتصح وخلش تخيج قيتو اخ просто так دوي نفسك случай бош лилор خلقة лицемерство خيتخ сона دوي полностью чувствую шутиги тут завали религию полностью не тот часть, который вам нравится. Анкар хочешь нырнуть надо туда полностью, дать. Так, воин язык, дадохши, ишт ба, ацун хастава, цигвахач, ишт хеттин. Чу муфти убо. Тут у нас разные друзья все-таки. Да, я что хочу сказать. Уже договори тогда, и потом... Я вот у Адольфки в юбке хотел спросить, да, почему она такое имя себе выбрала, вот что с ней произошло? Вот смотри. Ее народ, нацию или близких кого-то, вот откуда это, там, травма какая-то психологическая?
Вот что с ней произошло? Почему она радуется вот этому, которого она написала имя? Почему она злорадствует? Потому она что, не знает, что он, короче, именно там по беспределу убивал вот этих вот людей, да, еврейской национальности в основном. А то, что Израиль в Палестине, это не по беспределу, интересно? Значит, художник что-то знал, сделали, вот и еще все. больше будем делать. То, что Нахуй Израиль пошла сделал в отсюда, Палестине, это Ибрагим, я с тобой разговариваю, подожди. Кыш отсюда. Хорошо эту сделали. идиотку. И запомни Закрой мои свой слова, рот, одноглазая. Закрой, мы всю твою уму раком поставим. Будете к нам лезть, будете наших женщин. Я сейчас тебя буду записывать, потом вы будете все Закрой рот, отвечать. будете наших детей трогать, наш народ трогать, вас всех раком поставим. Поняла меня? Ты где была, когда у вас в Азербайджане война была, а? Где вы были? Вы называете себя друзьями, где вы были? Евреи воевали за Азербайджан. Вы не где была, воевали, а? вы не воевали. Стелла, Вы у нас дай не я просто воевали, вы чуть-чуть, трусы. дай ее чуть-чуть мне оставь, я хочу вот смотри, это самое, ну, твое имя, не знаю, салафитка, окей, потому что вот это чмо я называть даже не хочу, которое ты написал. А Нетаньяху не чмо, которое столько вырезало? И смотри, ты ко всем народам вот так справедливо относишься, или только у тебя вот с палестинцами, к другим народам, вот ты как относишься, которых погубили, там, геноцидили? Ну, какая разница, каким? Вот у тебя какая-то именно к определенным народам справедливость включается? Или попытка какой-то справедливости? Или ко всем одинаково? Я ко всем справедливо, да. Ну, вот, например, чеченцев, да, вот ты же на чеченский канал зашла, скажем так, площадку. Вот с 90-х годов, начиная, я о прошлом еще не говорю, вот, например, из 1 миллионной нации нас, ну, по нашим подсчетам, нашей стороны, это около 250 тысяч, но русский чиновник Кадыров, видимо, у них цифры там более правильные, да, потому что они же в основном вот этих людей там где-то в морге и так далее, короче, там считали их. Плюс еще вот после подсчетов там, нашей стороны, да, еще увеличились вот эти жертвы, и он озвучивал 300 тысяч жертв. То есть по официально чеченской стороне до того момента, когда она эти цифры, скажем так, пыталась подсчитывать, у нас было 250. Я всегда привожу пример, что то, что было в Чечне, то же самое в Палестине, понимаете? Я, как этот Крикс говорил, наткнулась на эфир Али Бакаева, где он рассказывал, что чеченцев убивали. То есть она чеченцев сравнивает с террористами, вы понимаете, ребята? Причем тут я сравниваю? Я говорю, то, что было в Чечне, как убивали детей. Али Бакаев, это кто? Подождите, дайте Алло, мне сказать, если вопрос, Али Бакаев, это кто такой? Неважно, это блогер. Слышишь, чмошница, ты что чеченцев сравниваешь со своими братьями, этими вот насильниками, а? Чеченцы не насиловали женщин, поняла меня? Не надо сравнивать достойных ребят с какими-то чмошниками. Докажи, что палестинцы насиловали. Доказательства. У тебя, админ, у тебя есть интервью, админ, у тебя есть интервью, где русская вот эта женщина, она высказывалась, которая была в качестве заложницы, да, которая высказывает о поведении чеченцев, как они себя вели и ее отношение к чеченцам. У тебя есть это видео? Если нет, я тебе скину, да, вон там напиши. Вот вы вот смотрите, я вам чтобы вот этой самой салафитки, чтобы... Смотри, я тебе сейчас скину тему только не меняйте, и потом ты можешь сверить, чеченцы следовали сунне Корану или не следовали. Смотрите, секундочку, вы меня перебили, я уже сбилась с мысли. Лапитка, ты правда азербайджанка или просто взяла? Я азербайджанка, да. И то, что тут говорят, врут, что нам помогали, во-первых, Израиль,
Азербайджану продавал оружие во Второй Карабахской войне. Но они не пришли нам помогать. Вот как вас оставили, да, весь мир. Нам тоже в Первой Карабахской к нам пришли помогать чеченцы, кыргызы, лезгины. Было парочку евреев, но это были те, которые граждане Азербайджана. Из Израиля к нам никто не приехал. В чем помогать? В чем? В каком смысле в чем помогать? Из Что? Израиля А никто что, не приехал евреи помогать. воевали с Они нам вами, говорят, что что ли? мы братья, сестры. Почему из Израиля никто не приехал? Просто продали нам дороже оружие, но до этого они хотели Это продать. вам не Израиль, не чеченцы, вам никто не должен ничего. Если просто, я не поняла, тебе миллиардер России, который кавказский горский еврей, помогал вашим солдатам приезжать к нам в Израиль лечиться, ни одну копейку азербайджанцы, не закрой свой рот, неблагодарная тварь, ни одну копейку азербайджанцы не платили, они приезжали в Израиль бесплатно за счет горского еврея, который в России зарабатывает, платил вашим солдатам раненым, они приезжали сюда делать протезы. Ты меня поняла? А ты просто тварь неблагодарная. За таких, как... И послушай меня, шармута. Когда я жила в Азербайджане, тебя даже в проекте не было. Ты меня поняла? Я как раз-таки родилась в Азербайджане. И я туда еще поеду, а ты туда не поедешь. Я сделаю все, чтобы тебя там не было, твоей ноги. Террористка Я получу гребаная. документы, понимаешь, так что... Я тебе докажу. Я тебе докажу, и ты посмотришь, что я, чье слово твое или мое. Ты поедешь туда, или я поеду спокойно. Я тебе обещаю, это будет мое слово. Тебя в Азербайджане не будет. Если ты туда ногой ступишь, ты сядешь в тюрьму, поняла меня, как все твои замотанные замоташки. Слышала меня? Твои замоташки недавно в тюрьму сели, и ты с ними сядешь. Нацист. Ты нацист. Я буду нацист. Друзья, один момент. Админ, можешь, пока тема вообще не ушла? Боевиков. Не, первое. Да. Было в форме боевиков. Ну, потому что было холодно, а я не была одета хорошо, и они мне дали свою одежду. Скажи, а те слухи, которые ходят, что ты вроде бы сбила 2 БТР, это правда? Серьезно? Правда? Даже стрелять не пыталась? Тебя прерывается. Не стреляла. Мне не доверяли. Не заслужила. И еще один вопрос тебе. Что ты сейчас испытываешь, помимо радости? Радости, что я возвращаюсь домой? Кроме радости. Ну, симпатию к чеченцам. Очень даже большую симпатию. Ну, и в одно время и радость, и печаль, что я рассталась с такими хорошими людьми. Скажи, это не странно? Человек, который был в заложниках, который прошел больницу, который прошел бомбежку, и вдруг симпатия к чеченцам. Почему? Для меня странно это. А для меня нет, потому что они относились не как к заложникам, а относились как к обыкновенным людям, которых приходится спасать от своих же российских солдат, которые нас якобы спасали от боевиков. Скажи, вот эта симпатия, которая у тебя сейчас сложилась после боев, эта симпатия была еще в больнице или это уже приобретенная? Приобретенная. Вот это примерно такое интервью, да, скажем так, она, которая там была в этом самом в заложницах, короче, но тем не менее, ты видела вот это салафитка или кто ты там, вот такое вот обращение, да, с людьми и их потом отзыв. Ты представляешь, вот эти обезьяны, с которыми вы пытаетесь сравнить, да, там, чеченскую борьбу какую-то, да? Хотя это негативный момент, все же это негативный момент, то, что мы вот это смотрим, потому что, когда Басаев ехал вот это самое в Москву, у него просто денег не хватило,
И на Буденновске их тормознули. И там им пришлось... Подожди, ты против Басаева? Басаев, Шамиль, это абсолютно герой первый. Так, смотри, я тебя выключаю, потому что ты задаешь вопросы, не даешь отвечать. Шамиль Басаев – это абсолютный герой Первой русско-чеченской войны. То есть это абсолютный народный герой, который полностью вышел вот на пути вот этом, именно за этот народ воевал, у которого до того, как он в Буденновск пошел, за 2 недели до этого бомбили его родовое село Ведено, да, вот это ракетно-бомбовым ударом, где 11 его близких, сестра, племянники, вот самые близкие люди, они погибли. То есть это человек, который вот в первую а во вторую вот он с вами салафитками, всякими Дугинами, Удугинами, вот уже познакомился, да, и вы вот так подкатили к нам на этой теме, там, якобы вот у вас трагедия, у нас тоже трагедия, вы мусульмане, мы все там, салам алейкум, и потом потихоньку начали, вошли в доверие, и потом потихоньку начали с панталыку сбивать. То есть перенаправлять на другие рельсы, абсолютно на другую тему. И вот там уже я не могу за Шамиля говорить, который полез в Дагестан, который потом пошел. То есть он там уже не за национальный интерес ведет борьбу. Поэтому, соответственно, за него умма должна болеть там. Потому что он интересы вот ваши салафитские какие-то, их пытается. Хотя он не до конца был вот как... Он не до конца был долбанутый, как вы. То есть он просто такой подсаженный был слегка на эту волну. Поэтому всякие вот эти, то, что в Беслане была провокация, то, что погибли, да, где вот эти люди, то, что в Норд-Осте было, он из-за вот этого ваххабидизма, да, из-за этого он брал на себя ответственность, потому что там мусульмане, субханаллах, иншаллах и так далее. А так, по факту, он вообще-то... Вот это Анна Политковская, покойная, там, светлая память, отличная, правдорубка, женщина. Вот она четко расследовала то, что происходило в Норд-Осте. И кто за этим стоял, кто, короче, как это происходило. Вот этот Тиркибаев, который как бы затянул туда вот этих всех людей, и оружие, не оружие, как они это все, из тюрьмы, вообще в тюрьме находящиеся люди потом там где-то находятся. То есть по этой теме там четко все был этот расклад. Но при всем при этом Шамиль там брал эту ответственность на себя. Вот я его никак не могу во вторую вот эту вот русско-чеченскую войну где-то оправдать и так далее. Но когда до того, как он подсел на вот эту вот тему, да, исламистскую, ваххабистскую там, он четко стоял именно на позициях вот это национал-освободительных интересов своего народа. И там абсолютно, как и подобает, он все как бы делал во благо, во интерес своего народа. Поэтому он абсолютный герой в первой русско-чеченской войне. А вот дальше уже, к сожалению, невозможно его позитивно как бы уже негативного персона. Значит, в октябре 2024 года израильская армия освободила езидскую девушку по имени Фавзия Амин Сидо, которая, она езидка по происхождению, была освобождена в секторе Газа. Она была похищена около 10 лет назад, то есть это было еще в 2024 году, в возрасте 11 лет, когда члены ИГИЛ продали ее боевикам Хамаса. И вот за них она топит, и с ними она вас сравнивает, понимаете? Опущенная. Да закрой рот, блин, закрой рот. Я тебя не слышала, чтобы ты про иранцев говорила, которых изнасиловали. Девушек, иранок, матку разорвали им, твой режим гребаный, твой исламистский режим. Матку. Я видела мужчин, иранцев, которые слезами плакали. Не разговаривай со мной вместе, рот закрой. Мужчины, взрослые мужчины, иранцы, слезами плакали, потому что их сестер матки рвали там. Твой режим вонючий. Поняла меня? Что сравните? Кого сравните, больная ты? Кого сравните? Вы понимаете, вы террористы, вы убийцы, вы
тебе рассказываю. Смотри, Ибрагим, подожди. Это то же самое, как вот русские. Что Да, у делали меня с чеченцами? есть вот эти Это видео, то, что съемки, делали с вообще не чеченцами, да, как выходили... Смотри. Дайте сказать. Говори, окей, говори. Смотрите, вот как у вас была война, как выходили ваши в таком, пытали, убивали. То же самое делает Израиль с палестинцами. Не то же самое, ничего, вы вообще не в курсе, что в Палестине происходит, что с чеченцами происходило. Вот эти съемки, да, где там люди собираются с камерами, когда бомбили по вот этим террористам, там Хамас, Мамас, Хренмас всякие, когда их мочили там израильтяне, да, они как раз таки четко это все предупреждали, то есть точечно били, ювелирно, скажем так, работают. А вы не знаете, что в Чечне 20 тысяч русских замочили, сами русские, понимаете? А что они тогда с нами, чеченцами, сделали? Вы подумайте. 20 тысяч в городе Грозном, 20 тысяч русских забомбили бабушек, дедушек. Потому что большинство в городе Грозном в первую русско-чеченскую войну проживали русское население. Вы какие-то сравнения с какими-то педофилами, с какими-то насильниками, террористами. Не надо нам эти сравнения делать с террористами. Ибрагим, брат, салам алейкум, мой родной. Конечно, жалко израильских детей, не надо было. Дешевую пропаганду. Давайте, можно я Детей, жалко детей будет их родителям. Вот их родители пусть не прячутся, как крысы в туннелях, как мужики пусть выходят и воюют, они прячутся под юбками своих женщин. Поняла меня? Красавица, молодец, красавица, правильно сказала. А теперь смотрите. Твоя армия педофилов. Не, смотрите. Подожди, сестренка, подожди, сестренка. А 7 октября можно было еврейских детей в кровати добивать, да, маленьких детей? Это можно было? Скажите мне, пожалуйста. Когда в кровати добивали 7 октября еврейских детей, а чему тогда никто ничего не говорил? Это неправда, это фейк. Что ты говоришь? Это неправда. Что, брат, что фейк? Да, я тебе сколько хочешь видео покажу. Я тебе видео покажу, сколько детей поубивали. Да. Зураб, он с сарказмом говорит, то есть он ее словами говорит. Да, Зураб, машаллах, машаллах, брат. Как ты себя чувствуешь? Ассаламу алейкум, брат. Нормально, спасибо. Ты давай не нервничай нам, поверь мне. Вот поэтому мне нельзя, пока еще. Привет всем. Нет, просто знаете, в чем дело? Просто обидно, когда говорят, что из евреев в Палестине мирных детей там добивают и так далее. Я еще раз говорю, как я солдат, когда у меня в руках оружие есть, я вижу, что ребенок держит в руках оружие, и она хочет меня убивать, я клянусь, возьму, да завалю его. Мне наплевать, он ребенок будет или кто будет. Ты конченый ублюдок, вот ты кто, ты террорист. Я это записала. Почему, скажи? Позвольте мне сказать кое-что. Почему, скажи? Почему конченый Адольфовна, я не знаю, кто вы, выньте кляп изо рта, во-первых. Что ты такое? У тебя или член во рту, в горле, я не знаю, или что. Во-первых, ты не ты чеченка, я посмотрела твое это. Не пизди, блин. От того, что тебе, и выбирай выражение. Тем более, Азербайджан, тебя не стыдно, когда в Карабахе у вас война шла, Израиль не поддерживал вас, а? Она не в Азербайджане, она в Европе живет, это нацистка. Она в Европе живет. Я просто так скажу, шалава ты конченая, больше ничего. Шалава это твоя жена, понял? Шалава ты конченая, шалава. Подождите, давайте не будем. Знаете что? Я тут, детей, слушай, ты, вот, например, мне любых детей жалко, да я не делю людей. Но, блядь, если кто-нибудь моего ребенка трогает, да я, блядь, я не знаю, от злости всю эту нахту уничтожу. Согласна, сестренка, согласен. Насрать, кто вы там, что вы там, не трогай меня и моего ребенка. Потому что вы террористы, это вы убиваете каждый день. Подожди, вот давайте, подождите, скажи мне, пожалуйста. Хорошо, смотри, Азербайджан, послушай меня, на минуту, девочки, я вас умоляю, на минуту. Это доказал весь мир. Базар устраивает. Ничего не понятно.
Хватит уже базар устраивать. Ну вот, Можно ты сказать? себя убрал, потому что ты Азербайджан. оскорблял, Послушай тебя сюда. выкинули в TikTok. Я хочу сказать тебе одно слово. Ты же истинная мусульманка, правильно? Мне твое мнение интересно, потому что ты Нет, поддерживаешь... я отвечаю у тебя, я вам говорю. Что ты хочешь Для тебя от азербайджанцев? что Вы так самое конкретно. главное в жизни? Божье слово или человеческое слово? Вот скажи мне, пожалуйста, что для тебя важно в жизни? Человеческое слово или Божье слово? Вот ответь мне на этот. Кого ты будешь слушать? Адел или как тебя там зовут? Ну вот видишь, блядь. Конечно, человеческое слово. Когда провокаторы вот это слышат, сидят. Конкретно тебе в Коране написано, пророк Тебе Муса, сколько когда заплатили? разговаривал Тебе сколько с Всевышним заплатили? Аллахом, когда разговаривал с священным горе, в книге у тебя написано, пророк говорит, иди освободи народ Израиля и приведи ту землю, которую я А в даровал. Коране написано, что Землю я Аллах обетованную. понимаете? Авраама, Аллах Якова, за Ицхака. то, что Ты мне Я здесь знаю. доказывай. на земле Я знаю народа. одно, Адольф, послушай, я знаю одно, что когда у нас русско-чеченская война была, первое, которое сказала остановить этот беспредел, это евреи. Ни одна Да ладно, а то, что вот мусульманская, я знаю, что вот азербайджанцы это приходили к Палестина, вам. палестинский Подожди, Ясер Господь. Арафат обнимал приехал, Подожди. целовал в лоб, в десны А почему ты не говоришь, целовался. что азербайджанцы Говорил, что приходили тоже к внутреннее вам? дело Почему ты это не говоришь? России. А ты почему не одно говоришь? мусульманское исламское государство просто даже слова не замолвило. Да, зато Понимаешь? азербайджанцы приходили вам помогать. И Азербайджан Почему ты не говоришь? Люди знаю. приходили Подождите. помогать. Да, Ибрагим, да. Подождите, один момент. Но их было Надо, немного, короче, мало. надо говорить как есть, да, потому что Азербайджан во вторую вот эту войну очень много беженцев принял. Азербайджан как государство, Азербайджан как народ, а не какие-то салафиты, маляфиты там. Серьезно. А я И, к знаю одного сожалению, которые туда поехали, там как раз таки вот эти салафиты всякие, они нагадили и подкосили отношения азербайджанцев и чеченцев. То есть... Да, именно. Я свидетель. А то, что приняли азербайджанцы, помогли во вторую вот эту войну, это надо отдать должное, да, конечно, это факт. Можно мне, ребят, можно мне минутку слова? Да. Я вам выставила фотографию на заставке. Значит, многие не слышали об этом, потому что обычно Аиша и у Мухаммед. нас в Израиле, когда убивают наш народ, мир молчит об этом. Я хочу вас познакомить с семьей Фогель. Все, кто на фотографии, все убиты. Значит, семья Фогель, это рот закрой свой, когда я разговариваю, мразь. Израиля убила палестинского Рот свой закрой, мразь. Армия Израиля убила... Рот закрой, я сказала. Я тебе не дам говорить. Убила Хамас. Дайте договорить сначала Стелле, потом будет... Значит, ребят, в 2011 году, 11 марта, семья Фогель, закрой рот, мы твою маму, папу, весь твой тупун, всю твою печенку, блин, иди отсюда. Аккуратно, Зураб, аккуратно. Просто мы этим матершинникам говорим все, что они сказали, амин обратно. Аминь. Значит, Аминь, палестинские брат, террористы проникли в дом, зарезали родителей, Уди, которому 37 лет, Рут 36 лет, и троих их детей, Юав 11 лет, Ильад 4 года и Адаш 3-месячного ребенка. Они зашли и просто руками зарезали детей в кровати. Ребята, в кровати детей. Я вам не хочу выставлять тут фотографии, но вы погуглите, напишите «семья Фогель», есть фотографии, прям, где вся квартира в крови. И эта тварь мне будет говорить, что мы к ним плохо относимся. Семья Бибас, что сделали? Бибас, Да про Бибас я вообще уже не говорю. 9-месячного ребенка с кормящей матерью похитили с 4-летним ребенком. И там уже истерзали их. Мать перед матерью молотком ребенка голову разбили, перед матерью.
А потом 4-летнего братчика, блядь, добили сверху. Ничтожество. Что они Да, говорят? с вашей стороны эти случаи намного больше, чем Забрали с это в этого. холодильниках, в газе сохраняли, чтобы продать. Расскажи, как Настолько ваша ничтожные армия Саха твари. насиловала Настолько вы детей ничтожные палестинских. твари. Вот И ты это поддерживаешь, потому что такая же тварь, как они. Это ты, тварь. Сахал красавчик. Сахал молодец. Сахал молодец. Адольф, Ну, ты дайте видишь, сказать. один момент. Адольфа, ты видишь, вот этот вопрос ты вообще не интересовалась. Тебе с каким-то палестинскими даже детьми, интересовался палестинскими детьми. Почему? тебе наплевать вообще на А палестинских почему ты детей. не интересовался палестинскими детьми? Я, например, А полностью... скажи, пожалуйста, вот у я, тебя имя смотри, Ибрагим, давай, ты да, меня задала Ибрагим. вопрос, да, я тебе отвечу теперь. Я, например, полностью за то, чтобы этот вопрос закрыли. Чтобы вот эту вот кровоточащую рану, ее надо закрыть. Вообще, проект Палестина, его надо закрыть давным-давно, всем миром. Потому что там не будет никогда мира, если этих людей не убрать оттуда и не расселить их по этим арабским странам, откуда они пришли. Все, этот вопрос закроется. Тогда Эбрам, Россия тоже смотри. должна будет умирать. отвечать на то, что права себе как. Это то же самое. То, что в Чечне Нам было, не надо то же самое, мы не собираемся куда-то в море столкнуть Россию, русских куда-то. У нас нету никаких аятов, где говорится, что мы русские должны всех там, короче, не буду здесь озвучивать, а то блокнут. У нас нету так вообще. Мы хотим, чтобы от нас, как бы это помягче сказать, просто отвязались, да, чтобы нас оставили жить как народ, как нацию, на своей земле быть там хозяевами. А не чтобы нам там кого-то завоевывать, какие-то халифаты устанавливать, Махди какой-то, чтобы в Аляску куда-то спустился. Вот скажи мне, пожалуйста, там, русский Кремль, чтобы Махди спустился. У нас нет такой идеологии, чтобы в русский Кремль спустился Махди, и мы всех русских вытолкнули куда-то, я не знаю, испарили. Эбрам, что? Одухсу. Санхуаттерасу. На понятном всем языке скажи, чтобы тут у вас не разница. Один вопрос единственный, этот я задам тебе лично, потом я буду на русском разговаривать. Это не всем, а тебе вопрос у меня лично. Окей. Асаху за бусулп нохчи алгай гуамбухан, чем ерш жуктичу. Можно на русском скажи по-братски? Я понял. Один момент, Зураб, я потом переведу. Суна нохчи галай бусолднеш сун гомбу яга галай гойс жуктичал царя. Тебя не слышно. Не, хаттатас просто. Да, я не утверждаю. Все, кое-что. Жуктичал масарел гомбуйсун нохчи галай бусолднеш. Идар хахаттар. Бацдер ба сун бусул вала пушист вала сун. Вообще без разницы дуй. Суна как нохчи вала вай гумантя хасет чандат сун хэл близкий цавацах. Наоборот, вай гумантя соуц ба вай до распыляться цадяш. Он один хахабичи, он один наши идеологии. Сутят шайц манипулировать, мадает бах наоборот. Наоборот, он соцамег сун, хомег шу, пушиствола, просто от ночи, от войны гуманца, от он собичан, сун, хомег шу. Он соцамег, потому что идеологии, но сокафир, мафир, джахиль, пасик, бошта, он лишь. Добрый вечер, здравствуйте. Эбрам, асаху. Один момент, сейчас. Эбрам. Ханз, например, он был жукти, нохчи, бусул, жукти, что ханяр ол халватскира. Нохчи, жукти, шнука, фуэ, улоцерер, бага? Цанер, он был ханяр ол халватскира. Бусул, чисто.
Vai nisa dolš, vai baka dolš, helš, vai eolo cerjude. Nagasan, vai харцо молили Эрдукас. Ну, харцем молили, да, но дол вагуацо. Или дол вагуа. Коман, вайлор, маватисо. Ну, харц, во один нас сет баура руксо. Никто. Так, извиняюсь. Можно, да, поставить меня на большой экран? Я хочу задать, вот девушка, которая говорит с кляпом во рту. Вот. Девушка с кляпом во рту. Вы можете с таким плакатом выйти там, где вы сейчас живете? Вот с таким плакатом. Неважно, там на немецком будет написано, или на русском, или на английском. Вот с таким плакатом. Кстати, вот эти два индивидуума уже давно на том свете, они сейчас того света передают. Спасите детей Газы от рук их родителей. Девушка с кляпом, вы можете такое сделать, выйти? У вас есть смелость? Девушка с кляпом, можете мне ответить? Она вышла, по-моему, да? Но жалко. Правильно. Ну, она здесь в чате, потом я можете как-нибудь ее поднять? Я бы хотел... Она тебя отправляет туда, где обычно сама сидит. Нет, она азербайджанка. Она что-то написала в мой адрес? Она тебя отправила туда, где обычно сидит. Ага. Ну, значит, я ее до 10 раз отправляю. Вы такие противные слова употребляете. Вы не можете чуть-чуть Вот эти люди, так, ты если закончил, можешь выйти, там, другого подымем, это самое. Я ответил. А что ты сказал? Ты почему мне ничего не переводишь? Ладно, объясняю. Не тебя. Объясняю, что он спрашивал. Я объясняю, что он спрашивал. Он спрашивал, тебе, как бы, мусульмане, чеченцы, ингуши, враждебные перед евреями там и другими, да? Я говорю, нет, мне наоборот близкие, все чеченцы, ингуши мне ближе всех остальных. Это вам, я наоборот враг, потому что я наоборот хочу, чтобы мы нормально, там народ был, нация была, друг друга относились как бы нормально друг к другу, а вот именно ваша идеология говорит, что я там кафир, мафир, и вы со мной враждуете из-за вот этих вот идеологий, которые вы притащили. Ну, для нас на первом месте религия в любом случае. Один вопрос, вот спасите детей Газы от рук их родителей. Да, понять это? Да. Как понять это? Как понять, я тебе сейчас скажу, смотри. Очень правильно. Давайте одну вещь скажу. У нас была одна мудрая, как ее, премьер-министр. Она говорила так, если вы помните, ее звали Голда Меир, бывшая киевлянка. Она сказала так, когда арабы Газы начнут любить своих детей больше, чем они ненавидят нас, евреев, тогда будет мир и благодать между нами. Это сказала мудрейшая женщина. Золотые слова. Да. И она сказала, что я ненавижу их за то, что они меня заставили, чтобы я ненавидела их. Она так и говорила. Они нас заставили, чтобы мы их ненавидели. Не понимают. Нет, они прекрасно понимают, дорогой брат, они понимают прекрасно, но с таким слоганом они не выйдут, знаете почему? Потому что они боятся эту правду. А что плохого в этом слогане? А ведь действительно, если родители палестинские, нету Палестины, такого народа нет вообще. Арабы Газы, когда начнут любить своих детей, защищать своих детей, не отправлять, взрываться, убирать, тогда будет вообще все прекрасно и все хорошо. Я в чем-то как Палестину я осуждаю. Нету Палестины, дорогой брат. Послушай, нету Палестины, нет такого нации. Нету, правильно, брат, правильно, нету такой есть такая нация. Есть там, они нету такой нации, чего ты взял? Нет такой нации. Сначала дайте ему высказаться, потом объясним ему, что там. Давай, я хочу сказать, нету, как они там, фактически, факт, что они там живут, и все время у них даже голос, он есть. Арабы. Послушай, подожди. Вот я, например, наш народ точно так же почти под это попало. Вот вторую войну
вот эту идеологию нас вот так затянуло, эту вторую войну. А это Палестину, когда вы кормите их, все вы выделяете им, они там под этой Палестиной вторую Палестину строят под землей. Это ваша ошибка. Брат, можно я... Ошибка в том, что мы кормили их? Да, ошибка в том, что мы их кормили. Выделяли все, а они строили больница, Завхоз, вода, секунду, Зураб. Секунду, это не мы выделяли, во-первых, есть ООН. Да. Есть Это ООН и отдельная Катар. организация, которая называется УНРВА. Прям вот Подожди, отдельная. откуда у них шекель тогда? И она, Шекель, откуда у них? работает. Ребята, есть куча беженцев и куча голодающих людей. В Йемене умирает каждые 10 минут. Ежедневно, каждые 10 минут ребенок умирает с голоду, старики и женщины. Но об этом мир молчит. Для палестинцев есть отдельная организация, называется УНРВА, которая работает только на них. Израиль уже доказал, что работники УНРВА, которые должны якобы помогать им гуманитаркой, учебой, эти люди, которые там врачи, учителя, они все хамасовцы. Уже доказано, показано, и журналисты, их то же самое. Но дело в том, что весь мир проплачивает. У них статус беженца переходит по наследству. То есть они утверждают, что они на своей земле, правильно? Раз они это утверждают, что они у себя на земле, то почему они получают деньги от всего мира как беженцы? Как люди на своей земле могут быть беженцами? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему у них беженство, вот этот статус? Они уехали в Европу, женились на жене какой-то европейской, и эта жена тоже получает этот статус беженки. Вы понимаете, ребята, тут разговор идет о миллиардах долларов. Миллиардов долларов, ребята. Как главари Хамаса попали в книгу Форбса? Извиняюсь, подождите, вы неправильно вопрос мой понимаете. Вот смотрите, сегодня на весь мир самое лучшее это Моссад. Они нигде никого не оставляют, у них разведка очень хорошая. Что они не видели годами, что строят под этими этажные подвалы, Отвечу вам, завхоз. Мы видим, что творится и как осуждает весь этот мир, и как пропаганда работает, как дорогая нефть арабская, она дороже, чем еврейская кровь. Даже после 7 октября, даже после того, что нам сделали такой теракт огромный, где нас прогенотидили и своровали, похитили наш народ к себе, около 2 года держали у себя, даже после всего этого осуждают каким-то боком нас. А теперь давайте возьмем ситуацию, где Израиль первый начинает действовать без того, что они на нас напали. Да нас бы сожрали. Израиль, красавчик, сожрал бы без разговора. Назад пути нету. Только вперед. Террористов надо добивать. Я еще раз говорю, если я солдат, я держу в руках автомат и увижу ребенка, то, что он хочет меня убить, то, что у него ребенок, автомат в руках держит, и я добью этого ребенка, и мне наплевать, сколько лет ему будет. Потому что у террориста нет возраста. Сейчас еще блокнут, аккуратно. Пускай блокнут, брат, у меня 4 осуждаем, короче, этих всех там гасить, не гасить. Я лично против, да, чтобы это делать. Ибрагим, я тоже очень против. Да, это делать. Я что и говорю. Но я не могу. Одну секунду, мой родной. Смотри, что я хочу сказать. Я всегда выхожу против войны, всегда выхожу против насилия, против терроризма, против убийства, против издевательства. Но когда сидят и не видят правду и смотрят только одну сторону, почему молчали, когда добивали еврейских детей в кровати? Вот с того дня я иду и буду поддерживать, брат. Нельзя одну сторону говорить. Изначально вот эти люди, вот это Адольф, сейчас она, тем более она Адольф пишет туда, да, уже это ее вообще вышвырнуть надо было отсюда изначально. Но тем не менее, вот если бы она, когда вот 7 октября это было, вышла бы, да, и везде бы топила бы, полностью проклинала бы вот этих людей, полностью с ними, я не знаю, воевала бы. А потом, вот это, когда
сейчас я доскажу мысль. А потом, когда уже Израиль начал делать вот это, и она бы начала и Израиль тоже осуждать, тогда у нее моральное право было бы. А сейчас Вот это это я просто... хотел Ибрагим сказать. Да, Вот, сейчас вот это просто ненависть вот эта, которая в башке у нее сидит, и все. По-моему, знаешь, даже обидно. этот Нет. день, который они захватили этот плен, они все освобождены, по-моему, даже до сих пор еще не все, да? Вендетта. Смотри, что я хочу сказать, дружище, всем говорю, нет разницы. Когда вы говорите, что Израиль убивает, Израиль не убивает, Израиль защищает. Они своих же убивают. У меня есть сколько роликов, как Хамас заходит в середине корпуса и оттуда отправляют ракету в сторону Цахал. Когда они обратно ответ получают, они добивают их потом. Сидите и вы кричите, потом говорите, что вот евреи детей убивают. Не детей убивают, это убивают правда. террористов, понимаете? 335 Я пуль в одну это девочку. же и Это говорю, не Зураб, так, что ли? когда Нет, строят... брат, подожди. Когда Второй детей город. добивали в кровати, почему никто ни слова не сказал, то, что еврейских детей убивают? Вот, Почему вот. никто не сказал? Потому Щас, что нету приказа, нету... Это правительство делало. А Цахал Слушай, пришел? Зураб, Да. Зураб, Да. это правительство 49 лет я делало. дурак, дружище. То, что ты 49 говоришь. лет. Кстати, вот эта тема, да, Стелла, чтобы, я не знаю, вы знаете или нет, вот эта тема на англоязычных каких-то пабликах гуляет. На вот этих вот у всех куда-нибудь к русским зайдешь, там, ватникам, осуждают, да, там, ну, скажем так, костюм ватный. К ним заходишь, когда они тоже, как все, как в один голос. То есть они где-то вот это вот хавают, вот эту вот пропаганду, что Израиль напал сам на себя. И вот как в России вот эти вот прогремело в 99 году, серия взрывов, и потом Рязанский сахар такой был, который ФСБ засекретило на 75 лет с Путиным во главе. Вот примерно такую же параллель пытаются провести на Израиле, да, вот типа сами на себя напали, чтобы потом напасть на Палестину. Ну, Палестина, да, в кавычках, то есть арабов вот этих. И вот эта тема, она действительно гуляет в англоязычных даже пабликах среди всех вот этих вот жертв вот этой пропаганды. И они пытаются спроецировать, ну, то есть вот то, что в России, да, например, происходит, вот они на бутылке, грубо говоря, все сидят, да, там Путин сказал цыц, и все замолкли сразу, пикнуть не могут. Они вот это же самое пытаются спроецировать на евреев, да, там, на Израиль, вот такое. Типа там Израиль, евреи все сидят, и как бы никто пикнуть не может, и их там могут мочить, как Путин цитирует, да, в сортирах и так далее, и они не будут вообще дергаться, будут как эти. То есть вот это вот... Ибрагим, я знаешь, что я тебе хотела сказать? Извини, что тебя перебиваю. Вот я когда говорила, что когда у чеченцев было вот это горе, война у вас, и на те времена не было телефонов, никто ничего не мог снимать, и пропаганда была по телевидению, показывали только то, что власти хотят, чтобы показывали. И люди действительно не знали всю правду, да? Невозможно было узнать эту правду. И это горько и было плохо для вас. Ну, то есть минус вам, что никто не мог узнать об этой правде. 40 детей убили тогда в Чечне. 40 тысяч. Из них В нашей ситуации, было. в нашей ситуации идет обратная игра, что идет пропаганда. Вот смотрите, фотография, которая сделана, якобы ребенок в Газе в снегу, там с холоду умирает. Хотя если каждый здравомыслящий человек загуглит, в Газе последний раз снег выпадал в 1950 году, ребята. И вот эти пропаганды, они идут, и все в это верят, вы понимаете? Когда толстая мама держит ребенка исхудавшего с одними костями. То есть мама жрет, толстеет, а ребенок умирает с голоду. Они не скажут, что это генетическая проблема у ребенка, да? Нет, они просто выставят, и люди будут хавать, потому что удобно, когда говорят, что еврей кого-то геноцидит. Вот и все. Поэтому, если я сравниваю наши войны, это вот, понимаешь, это такая параллель идет, что у вас не хватало информации в ваше время, а в наше время эта информация идет, злую шутку играет с нами, потому что идет грязная пропаганда.
Совершенно верно. Если тогда было отсутствие информации, то сегодня дезинформация. То есть она... Вот смотри, брат, что я хочу, одну историю хочу рассказать. В Грузию приехали в моем городе. Вот эти, которые есть на байкере клуб, это, как это называется, Путин, который с ним этому, присоединился к этому. Боже мой, ночные, как это называется? В общем, короче, эти люди приехали к нам. И устали на музею, хотели встретить, ну, там, гостей, там, увидеть, что происходит. Я случайно наткнулся на них. Я им спрашиваю, у меня даже ролик есть на этом странице, брат, Ибрагим. Я им спрашиваю, Путин фашист, говорю. А почему, говорю, ты нас говоришь это? Потому что он фашист, конченый ублюдок. Вы тоже фашисты и конченые ублюдки, говорю, потому что вы поддерживаете их. У них был русский флаг. Я взял этот флаг, оторвал. И начал наезжать на них. Говорю, давайте быстрее выходите отсюда, пока по-хорошему. Пока вы не получили, говорю, то, что надо. Из-за этого, вот почему сейчас я это говорю. Когда убивали чеченцев, а их называли террористами. Как можно убивать человека, который даже на твою территорию не перешел танком? Человек хочет освободиться, он назвал себя независимым государством, и ты берешь. 300 тысяч человек погибло, 300 тысяч. Из них только 40 тысяч детей. Семей нет, и в Чечне, чтобы не было пострадавшего. Нету семей такого, чтобы или там ребенок не погиб, или мужик не погиб, или женщина не погиб. И сегодня сидите, есть такие вот эти кадыровцев, я имею в виду, и сидят и говорят, вот мы, это бойцы, Ахмад Сила, Ахмад... Какая Ахмад Сила, боже мой. То, что есть сегодня, реально, друзья, я еще раз говорю, поддерживать не надо террористов. Террористов возраста нету, я еще раз говорю. За один день, за 4 часа, за течение 4 часа 1200 человек поубивали. 250 заложников забрали. Какая страна, какое государство, я тебе просить. Детей в кровати добивали, спящих детей. И сегодня, когда Сахал начал добивать этих террористов, ой, Сахал террорист, ой, Сахал детей убивает, ой, Сахал мирных убивает. У меня столько кадров есть. У меня столько кадров есть, как добивали детей. Так ты ищешь то, что тебе надо. И все. Так ты ищешь то, что тебе надо, и все. Ты на другую сторону не смотришь. Даже я лично видел, как израильские эти солдаты убивали овец даже, чтобы они им голову просто ломали. Овец. Смотри, там знаешь, в чем проблема? Смотри, там знаешь, в чем проблема? Секунду, а ты уверен, что это правда? Что это не сфабриковано так же, как девочка со снегом? Серьезно? Скинь мне, пожалуйста. Вот смотри, с кем еще раз? Я только что показала тебе фотографию девочки со снегом. Когда в Газе, я тебе сейчас еще раз поставлю, когда в Газе в 1950 году последний раз снег был. Может быть, это такая же сфабрикованная, которую вы любите хавать? Вот смотри, я еще раз говорю. И мне это отправь, и я проверю это. И сказал про меня, что... Сейчас я тебе поставлю. Ты с таким плакатом можешь? Где ты живешь? Где ты живешь? Подожди. Как ты нужен? Кто пошел? Мне нужно с таким плакатом завтра. Ты выйдешь таким плакатом? Ты можешь таким плакатом выйти? Ты видишь этот плакат? Если даже мне ничего не сделают и заплатят мне $1 миллион, не знаю, не выйду никогда. Вот почему? Почему у тебя очко? Кого не видел? Не хочу. У тебя очко? Выйди с флагом Палестины или очкошник, что ли? Я буду выходить с флагом Палестины? Чего ты сделал, что есть флаг Палестины? Или очкошник. Серьезно? Ты очкошник, с чего взял, что есть флаг Палестины? Один момент. Я не буду. Давай сделаем так. Слышь ты, индивидуум. Тебя есть еще один гаджет? Слышь ты. Друзья, у тебя есть еще один гаджет? Разговор. Зураб, дай сказать ему, Зураб. У тебя есть еще один гаджет? Чуть-чуть дайте разрядить ситуацию. Вот этот вот парень, который сюда зашел, какой-то Каф, непонятно. Вот этот парень, вот смотрите, этот парень ингуш, да? Ингуш, который живет по соседству с чеченцами. Ну я в Чечне живу. Вот если вы у него спросите, что произошло с чеченцами, сколько людей там погибло, сколько детей погибло, он вообще вам не то, что не Ибрахим, даже отвечает. Ибрахим, хожу. Ибрахим,
осетина, ингушский, он был чхана. Твага же колонны шхамаш, а чё чхана? Цхану твано остудадат. Тход еще ханцет, ахту еще уж. Твано остудадат срочно. Если ты об этом... Один момент, подождите. Я грузин и живу в Грузии. Если мы говорим... Ингуш, тебя говорю. Зураб, извини, он просто другую тему сейчас чуть-чуть открыл, я ему объясню. Вот вопрос внизу пишут, минутку. Как называется валюта Палестины? Кто может ответить на это? Внизу в комментариях пишут. А сам Шекель называется валюта Палестины. Неважно, можно секундочку? Шекель это израильский. Ну это валюта Палестины. Друзья, у нас жаркий. А флаг ты думаешь конечно. палестинский, да? Флаг палестинский, да? У нас эфир жаркий, нет, эфир этот самый, флаг, короче, он израильский. Он иорданский. Нет, он иорданский. Тот флаг, который они махают этими арбузными цветами, Имею в виду, это вот иорданский, здесь посмотрите. Не-не-не, который они махают цветом арбуза. В любом случае, в любом случае, этот флаг, он является флагом тагута. То есть в исламе этот флаг не должен быть. И салафитки не должны были заступаться за этот флаг. Но почему-то они, вот, например, когда мы здесь, чеченцы, пытаемся какую-то демонстрацию, что-то провести, да, мы днем с огнем не можем найти людей, потому что все сразу под корягу заползают, в норки куда-то прячутся. И называют вот этот флаг Чеченской Республики его тагутом. То есть это вообще не должен быть там волк какой-то. А когда вот эта палестинская тема, тема палестинцев, да, арабов всплыла, тут эти люди с нашими флагами везде лезут, в камеру везде, потому что там в Чеченской Республике тоже эта тема, она как бы поднята, да, и ты становишься героем и там, и здесь, когда выходишь с чеченским флагом, и рядом с палестинским вот этим... Лицемеры, потому что единственный их флаг получается или белый на черном, или черный на белом. Может тебе секундочку? Я хотел бы вернуться, вот, чтобы мы с темы на тему не прыгали. Вот этот, который зашел, он говорит, что когда был осетино-ингушский конфликт, как бы никто им не помог. Тут я тебе объясню, что произошло. Алло, колонны. я тебе сейчас... Давай я тебя не буду выключать, я тебе просто объясню ситуацию. Дело в том, что Ингушетия, да, вот ингуши, после развала Советского Союза, когда провели там общенациональный конгресс, то ингуши тоже участвовали там. И вообще-то Чечено-Ингушетия же была, да? И чеченцы взяли курс на независимость, то ингуши в 1992 году провели у себя референдум в Назрани и отсоединились от Чечено-Ингушской республики и вошли в состав Российской Федерации, сказав, что Ельцин там наш отец, точно цитирую слова многих ингушей. Нет, смотри, это может один человек сказать, это не народ говорил, во-первых. И причем здесь это? Если даже они так сделали, то почему вы... Подожди, не перебивай меня, я тебе объясню. То ну, я, чтобы понимали, да, как бы... Заклятые вот враги, они наши, грузинов. Да, вот эти вот люди, они то есть, их раздраконили и натравили на ингушей. У меня вот руки чешутся, когда война начнется, я резать буду этих баранов. Стоп. И теперь что произошло?
Там чеченцы тоже присутствовали, но официально наш президент, он объявил, что это внутреннее дело Российской Федерации. И мы не имеем никакое права вторгаться. Серьезно? И мы не имеем никакое право. То есть этот вообще конфликт, он был развязан... Дай мне досказать. Этот конфликт, он был развязан, чтобы, вот как в Дагестане, да, на Карамахи, Чабанмахи, 2 села напали, в котором Степашин шариат установил. Офицеров, там, военнослужащих, то есть именно там вот эти вот... Это мы напали, Ник, я тебе еще раз изнасилование женщин, потом трупы, когда детей скармливали свиньям, то есть вот это вот все там происходило, вот это, скажем, ну, я даже видел людей, которые оттуда потом бежали. Ну, это, короче, отдельная длинная тема. То есть тут что произошло? Тут вот это напали, и тут... Чеченцы не могут официально как вмешиваться, но хотя добровольцы там были и нормально как бы кто-то помог там пошел. Но официально государство не имело права именно создать прецедент, чтобы на нас напали. То есть вот этот вот конфликт, он был специально создан, чтобы мы туда вторглись и потом сказали, вот как в Дагестане, на нас напали, и потом начали уже... Смотри, Ибрагим, смотри, Адуху. Мы, ссылки, пришли домой. Можно секундочку, ребят, я извиняюсь, мне телефон звонит. Я хочу тебе вопрос задать. Стоп, я ухожу сейчас скоро. Я хочу тебе вопрос задать. Ты уходишь, что за вопрос? Нет, я выхожу скоро, просто мне надо уходить скоро. Ингуш пишет, чтобы мы с темы не отходили, вот внизу, кто они пытались. Там прямо участвовала российская армия, ОМОН. Дайте я скажу по-братски, я же начал эту тему. Казачьи формирования. Я это как раз таки и говорю. То есть там именно полностью российскими этими алазань, или как они назывались, короче, вот этими ракетами там полностью долбили по ингушам, по гражданским. То есть это я подчеркиваю, подтверждаю полностью. Но проблема в том, что ингуши сегодня видят врага не в России, которая этот конфликт создала, а почему-то видят всех врагов в осетинах. Подожди, почему они сели на наши земли первые? Они могли уйти оттуда. Что ингуши морально имеют право, да? Ибрагим, я не соглашусь с тобой сейчас на это. Зураб, дайте мне досказать мысль, вы не даете, сбиваете все. Я хочу сказать, что ингуши морально имеют право как бы вот эту вот ненависть проявлять в адрес осетин, которые исполняли вот эти вот, скажем так, приводили в действие вот эту провокацию, там, убивали людей. Но кто это затеял, чьим оружием это делалось, кто за этим стоит, вот там почему-то все сдуваются. Я не пойму, когда о русских России идет речь. Вот это мне непонятно, что это за позиция. Смотри, они могли уйти. Чеченцы ушли, дагестанцы ушли, ну не чеченцы, а дагестанцы, все ушли, они остались на наших землях. Мы им сказали уйти, они не уходят. Мы начали войну из-за этого. Никто их не уговаривал там сидеть, оставаться. Мы там ничего не начинали, никто там ничего не начинал. Мы напали на них. Это среди вас были провокаторы, которые вот это вот начали, этот конфликт, и потом, чтобы ингушей там начали убивать, и чтобы чеченцы официально вторглись туда. То есть официально, военно вторглись, чтобы потом на чеченцев напасть. Это уже прекрасно в то время все прекрасно комментировали. И тогда полностью расследовали. И ладно. Тему поменяй, Ибрагим. Добрый вечер. Добрый вечер. С твоего позволения. Один момент, извиняюсь. Эту тему я почему начал? И не я ее вообще-то начал. Я начал тему, что вот этот наш друг, он не видит у себя под носом произошедшего, да, там, вот чеченцы, ингуши, они близкие друг к другу. Вот 300 тысяч чеченцев замочили, да даже самих ингушей в пригородном районе русские замочили, ему пофигу это вообще. Ты не слушаешь меня, послушай меня, при чем здесь это? У него проблема какими-то палестинцами, я не помню. Дай мне сказать, ты все поймешь. Можешь четко объяснить, что произошло в пригородном районе? Я могу тебе объяснить.
Не, люди тоже сидят, дайте им тоже сказать. Так, ребята, Я хочу вопрос задать. Можете вопрос задать? Да, говори. Зураб, здравствуй тебе. Очень сильно тебя уважаю, честно. Хочу, чтобы ты в конце... Мы с тобой в Израиле встретились. Послушай, там какие-то непонятные буквы, просто тупо сидел, печатал, я так понимаю. Такой вопрос. Заходит к тебе сосед. Не дай бог, чтобы такое никогда в жизни... Дай бог, чтобы такого не произошло никогда. Заходит к тебе сосед, вырезает всю твою семью и бежит к себе обратно домой. Закрывается и с окошка начинает стрелять по тебе. А у тебя дома базука. Что ты делаешь? А он при этом бежит к себе домой обратно, там, где у него дети, там жена и так далее. Что ты делаешь, твои действия? Не понял, а как это связано с... Он пришел, нет, связано. Опять же, у меня к тебе вопрос, оставь, ничего ни с чем не связано. Вот опять же, сосед твой забежал к тебе домой, перерезал всю твою семью, не дай бог, осуждаю, перерезал всю твою семью, возвращается к себе в квартиру, у тебя дома базука. У тебя есть базука дома. А сетини что сделали с вашей... Секундочку, да, Зура, пожалуйста. У тебя дома теперь базука. И ты такой просыпаешься, смотришь, у тебя дома все, никого нету, да? Ты один такой, и у тебя дома ракета стоит, да? И этот сосед бежит обратно к себе домой, закрывается, а при этом у него дома находятся дети. Дети, семья и так далее. Он закрывается, берет автомат, там, с окошка, начинает в тебя продолжать пулять. Что ты делаешь, твои действия? При том, что у тебя базука дома находится. Если там дети, то что-нибудь другое. Не обязательно его сразу убивать. Не обязательно. Можно потом это сделать. Не обязательно сразу пулять. Вот теперь будет сейчас честь, я не знаю, сколько тебе лет, как бы, вот теперь сейчас посиди, подумай, что ответить на этот вопрос. Да, поэтому вот сейчас... То, что там происходит, то, что вот сейчас, я лично могу только призвать Израиль, как бы не нарушать, скажем так, не заходить за границы какие-то. Но осуждать конкретно вот так в чем-то я, например, не могу, потому что я не знаю, как я бы поступил в этой ситуации. И как там ювелирно так поработать, чтобы вот этих вот вызволить, заложников, которых, да, там захватили. То есть это очень сложная ситуация, чтобы сидеть здесь, какие-то сказки рассказывать. Надо вот так вот сделать. Ибрагим, максимально. Знаешь, почему мы здесь умираем постоянно? Я тебе объясню, почему умираем. Потому что у нас вот такая программа. Знаешь, какая программа? Сначала листовки, знаем, террорист там находится дома, да, знаем, что там ракеты у него там в подвале где-то стоят, лежат. У него, может, у ребенка даже ракеты откуда он пуляет, когда окошко открывает. Мы сначала кидаем листовки, вот это полный дебилизм, чтобы ты понимал. Если даже они покажи мне хоть одну страну, где такое происходит. Полный дебилизм. Куда они уйдут? Я сейчас не с тобой разговариваю. Ты уже соврал. Ты уже соврал. Подожди. Я соврал. Если ты не готов, во-первых, наверное, у тебя семьи нету, которую ты любишь. Чтобы прийти в такие эмоции, когда вырезают всю твою семью, а потом пулют в его же дом ракету. Как бы. Не можешь. Я не хочу мирных людей убивать, ты не понимаешь этого? Мозги не морочь. Давай, ты хочешь свою правду Я хочу, подожди, 100 секунд, остановись. Я тебя услышал. Я услышал твой ответ. Ты свою правду. Я услышал твой ответ. Подожди секунду. Вая Хукау, или как там тебя зовут? Ты сказал, что ты не видел пропаганду. Вот смотри, это Мухаммад выставил пропаганду 19 числа 3 месяца 2025 года. Это, по-моему, было. Вот, пожалуйста, флаг вообще круто, да? Да, сзади флаг, она бедная замерзла в снегу. А снег последний раз в Газе был в 1950 году. Понимаешь? И вот так работает пропаганда. Бедный ребенок. Стел, за свое позволение договориться. Секундочку. Ибрагим, я еще раз. Мы не так поступаем. В том-то и дело. Понимаешь, в чем дело? Они так поступили бы. Мы не так поступаем. У нас еще раз есть, говорят, здесь тот там архитеррорист и так далее. Ну, опять же, сидят генералы, думают, елки-палки, там может пробежать ребенок, может пробежать, там, не знаю, его жена там может сидеть. И мы еще сидим, рассуждаем, как бы. Но этот архитеррорист, в конце концов, убивает нас, как бы. А мало что он убивает, он убьет еще, понимаешь? Мы осознанно понимаем, что он убьет, и мы сохраняем ему жизнь, потому что рядом возле него находится ребенок. Понимаешь, в чем дело? Так и кроме всего этого, в первую очередь, все наши вот эти операции, что происходили, там какие-то наводки, там, то, что там, в том доме находятся террористы и так далее,
Сначала листовка, потом есть такая бомбочка. Бомбочка, знаешь, кидаешь сверху, как бы сначала листовки бросил, проходит там час-полтора, кидается маленькая бомбочка, чтобы, посмотреть, люди выбежали оттуда, не выбежали, как считаешь. Почему листовка? Делать специально, чтобы потом сказать, мы им кидали листовки. Нет, подожди, там не листовка. Это потому что намеренно, стоп, остановись. Это намеренно, что террорист. Не, подожди. А это террорист, в конце концов, пришел сюда 7 октября и переубивал здесь, перерезал нас. И ты будешь мне рассказывать, как мы должны себя вести в такой ситуации. Говно такое. Смотри, я понял, да, там была не листовка, они кидали уведомления на телефоны. Объясню тебя. Листовка значит, что там написано мирным людям, которые выбрасывают это листовка, там написано, что уходите оттуда, мы будем... Куда им уходить, Зураб, куда? В смысле, куда? Где боевые действия? Откуда они знают, куда они бомбить будут? Откуда? Вот смотри. Дурак, листовки. Это дети. Да, я объясню. Идиот, листовки бросают. Сироты, там много сирот. Смотри, я тебе еще раз объясняю. Листовку бросают там, где должны, там на месте там отмечено, что должны уничтожить террористическую или бункер, или там, я не знаю, что-то там и есть. Или их дом, или, террориста, вот так. Вот оттуда надо уходить. В 5-м этаже сколько людей живут? В этим людям говорят, уходите. Ты видел Газу? Там нет дорог даже элементарно. Куда им уходить? Куда? Обратно оттуда, куда они пришли. Это не национальность, это цыгане, которые перемешиваются. А мне интересно, где были евреи? Вот сейчас без неприязни всего этого. Не надо дискредитировать цыган там, аккуратно. Не, я не дискредитирую. Это сами арабы говорят, их братья. Цыгане нормальные, там, у них есть бароны, какой-то уклад жизненный. Да не, я не про это говорю. Где были до второй? Я же не за это говорю. Я говорю, то, что их сами арабы так называют. То, что это люди, которые перемешиваются со всеми нациями. Друзья, давайте чуть-чуть разрядим вот это. Я просто тут 10 тем проскочила. Я хотел админу сказать, чтобы вот эта салафитка, которая здесь пыталась чеченскую какую-то тему, чеченскую национально-освободительную борьбу сравнить с вот этими хреновыми террористами Хамаса, что абсолютно не надо нам вот это накидывать, там каких-то насильников, ублюдков, я не знаю, рецидивистов и так далее. Если можешь, админ, вот эти пару там роликов прокрутить, там, где по чеченской теме, то, что я тебе скину. Что это? Что это такое? Ну, это тупизм какой-то. Это намаз, время намаз. Не, при чем здесь ислам? Отводит и говорит, по запарке мы там... Отводит и говорит, по запарке мы там стариков уложили, говорит, быстренько похороните. А брат говорит, уложили или убили, кто убил? А говорит, откуда я знаю, не надо было вам Советский Союз разваливать, не надо было на Россию нападать. Мы не нападали, мы не разваливали. Вот мне говорят, молчи, не рассказывай, не говори. Но я вас... Вот его никого не боюсь, ни вам, ни ему, никому не верю, но я вас не боюсь. После всего этого, что я здесь пережила, я не боюсь вас. Тут экспертизу даже снимать не надо, видите? 2 братьев, что осталось, у каждого куча детей. Александр. Начал демонстрировать, приходите свободно, всех приветствую. Да, вот эти какие-то моменты, это сейчас Алды был небольшой ролик, и вот это то, что в Алдах там около 100 человек. Вообще дедушки, бабушки какие-то, женщины, которые там дома оставались во время войны. И когда вооруженные там силы чеченцев сдали город вот этим нападавшим русским, они просто вот так, набухавшись, пьяные, шли вот по поселку вот этому, и подряд там людей расстреливали, сжигали, осуждаю, полностью. То есть нам тут пытаются... Как раз таки, вот эти вот братьев вот этих обезьян, которые там напали вот этим в Израиле, занимались, как раз им подобных. И наоборот, их пытаются с еврейским народом, с израильтянами сравнить. А вот этих вот обезьян, наоборот, там с нами как-то. Все наоборот. Можно меня вывести на секундочку на главный экран? Я хочу вам показать, как арабы относятся, например, к чеченцам. Да? Как они
считают, что нужно относиться. Из-за 3 человек всю нацию арабы, все арабы теперь, да, такие. Секунду, В натуре гонишь. От меня Ты же гонишь. в натуре Ты гонишь, не гонишь. Ты что-то говоришь, тебе что-то говорят. Кстати, кстати, да, напомнишь потом ситуацию. Чтобы наши мужчины попадались в отвратительные ловушки, потому что мы не можем допускать того, чтобы наши мужчины попадались в отвратительные ловушки прелюбодеяния. Вместо этого мы можем купить секс-рабы, например, из Чечни. Конечно же, есть военнопленные, которых мы можем купить. Разве не лучше продавать этих рабов кузнецким торговцам на законных основаниях, а не незаконно? Это очень нормально. Примером, заслуживающим доверия, является Харун аль-Рашид. Когда он умер, они обнаружили, что у него было 2000 секс-рабынь, в то время как у него была только одна жена. Над этим можно гордиться. Наш шариат это позволяет. И благодаря Аллаху в нашей стране было много благочестивых торговцев, заинтересованных в этой торговле. Ясно вам, ребята? А вот теперь пускай кто-то зайдет опровергнет, кто разговаривает на арабском. Пускай зайдет опровергнет, скажет, что это неправда. Как вы преподаете какие-то там правду, переводя их, это неправильно. Вот я могу зайти опровергнуть, когда я читаю на иврите, когда я пишу, когда я разговариваю на иврите. А вы сейчас арабоговорящие, зайдите и опровергните это. Добрый вечер. Можно слово? Разрешите? Извиняюсь, что вы вас... Да. Можно меня с главного экрана убрать, ребят? Да, приветствуем вас, говорите. Да, я буквально 5 минут, жалко, вы молодого человека выкинули, да, или он сам вышел, я не знаю. Я хотел ему задать вопрос, не провокационный, на который почему-то мне никто не может ответить. Вот. Не относится к религии никак, вот просто напрямую с вопросом геноцида, да. Вот. Можете его поднять, чтобы он ответил, или он в чате будет писать. Так, вот. Вопрос состоит в чем? Поднимайтесь, пожалуйста, уважаемый ингуш, да? Парень, если не ошибаюсь, ингуш. Да. Пусть он поднимется, я ему задам пару вопросов, а потом уйду, да? Пусть он хотя бы меня ответит. Если он меня ответит, да, и скажет, как есть, не знаю, обещаю ему скинуть денежки на садаку, пойдет, купит для бедных что-нибудь вот за мой счет. Пусть только ответит мне, пока никто не смог ответить. Позовите его сюда, пожалуйста. Да, он внизу, видишь, что пишет. Хорошо, я начну. Смысла нету ждать. Да, я начну. За последние, сколько уже, 20 лет было очень много событий, да? Да. Давайте вот начнем с Сирии. Да, я вкратце. Гражданская война, 11-й год, 13-й год. Вот. И начнем, еще если далеко уйдем в Ирак. События в Халабже в 1988 году, когда Саддам химическим оружием, да, перебил суннитское население курдов. Все историю эту прекрасно знают. В Сирии, когда турецкая, ну не только турецкая, там малый сирийская, остальные группировки убивали мирных жителей, да, в Сирии. И российская армия там была. Я хотел бы узнать у тебя, молодой человек, да, ты вроде, тебе лет 25-30, может быть. Скажи, пожалуйста, где ты в Европе видел хоть раз, чтобы выкладывали, допустим, 200 подгузников в крови и кричали об этом? Это первый вопрос. Второй вопрос. Страны СНГ, которые выставляют российский флаг. В основном я вижу в интернете, в ТикТоке казахи, там, с Узбекистана с российским флагом. Почему вы не вспомните историю, да? Если вам там под 40, под 45 лет, под 50. Первую, вторую чеченскую кампанию, да, Ельцин, потом Владимир Владимирович, да, Путин. Когда от 350 до 400 тысяч чеченских людей, населения Чечни, да, было убито. В том числе и детей, и женщин, и стариков, там все были. Там неважно, там не смотрели. Где вы были? Это в первую очередь. Я понимаю, в то время интернет не был так сильно развит. Это тоже понятно. И вообще, если взять Ирак, 88 год, тоже интернета не было толком, да, не было вообще, не могли увидеть. Но все равно, почему вы
зациклились на данный момент на этом геноциде. Если так взять, то Йосиф, извини, что я тебя перебиваю, но Да. на сегодняшний день есть интернет, и про Иран они все знают, но они молчат, а то и дальше, что они оправдывают и говорят, что это предатели народа, и поэтому так и не Я надо. все это прекрасно знаю. Я вообще эту тему изучал. И общался с арабами, с сирийцами общался, и с курдами общался, да, которые видели эти события. Да, мы общались так вот, даже сидели глазу на глаз, общались на эту тему. Скажите, молодежь, да, где вы были? Я понимаю, у вас, да, ничего против ними. Это же тоже братья ваши, да, мусульмане, сунниты, шииты, алавиты в Сирии, да, Асад. Вот. Почему тогда вы не осуждали убийство детей? Так не братья они, теперь не братья. Они братья стали тогда, когда они, получается, мы с ними начали воевать. Как бы, Я да. договорю, потом уйду, мой родной брат. Да, я договорю, сейчас уйду. Почему тогда вы не обсуждали? Почему? Вы посчитайте, сколько вы убили курдов в Халабже. Ну, это Саддам сделал, его брат, да, Али. Если вы почитаете, есть очень хорошая книга, кому надо, я напишу. Почитайте, сколько было убито, почитайте, сколько в Сирии было убито, сколько детей. Где вы находитесь на данный момент, когда... Да, давайте еще вопрос. Вот последнее скажу и уйду. В Судане то, что происходит. Да, там, я же тебе говорю, список я могу продолжать. Я сейчас около компьютера не нахожусь, я могу просто список. Сейчас вот я хотел про Китай хотел. Подождите секунду, не перебивайте, пожалуйста. Давайте возьмем Китай. Уйгуры. Да, я с отцом в свое время работал в Урумчи, мы возили шубы. Вот. Ну, кто работал, понимаю, я на рынке тоже своим отцом было в молодости. Мы ходили, работали. Вот. Я общался с уйгурами, с ребятами. На данный момент, да, почти 2 миллиона в концлагерях, которые, извините, пожалуйста, отобрали детей. Детей вообще сделали пансион, или как это, племя называется отдельно. Они своих родителей не видят. А сколько убивают по статистике? Зайдите, почитайте сегодня интернет, вы можете прочитать, это не проблема. Почему вы не вытаскиваете красный коммунистический флаг Китая и в Европе, да? Европа там особенно любители всего этого. И не кричите, китайцы, зачем вы нас, там, наших братьев убиваете? Это называется лицемерие, ребят. Смотрите, тема, когда подхватывается, и очень большая ошибка нашей аудитории, израильтян, да, что они им отвечают. Не надо им отвечать. Какой смысл обсуждать с человеком, который сам не защищает свой народ? Хотя бы своего человека, который исповедует одну веру с ним. Оставь народ. Веру. Понимаете? Вот. Это о чем-то говорит. Потому что, как попугай, один подхватил, другой сказал. Поэтому вы немножко поучите историю. Понимаете? История очень важна. Книги есть. Не только интернет, YouTube есть. Есть еще книги. Есть умные люди, с кем можно пообщаться. Со старым поколением, акцакалами. Да? Если взять Кавказ, пообщайтесь со стариками своими. Они вам много чего расскажут. Вот и все. У меня все. Если можешь, Ингуш, пожалуйста, ответь мне. Или если есть какой-то человек, да, который хочет поднять, опровергнуть это, я обещаю. Давай, опровергаешь. Только, пожалуйста, прежде чем опровергнуть, я договорю потом. Нам не нужна история, у нас есть Коран, Камасутра и Сахих хадисы пророка, альхамдулилля. Нам никакая история нас не интересует. Нам нужен таухид, шариат. Иншаллах, на всем земном шаре мы хотим шариат. До конца, да. Я хочу, чтобы все кафиры, наджасы, яхуды, безбожники, христиане, иудеи и всякая нечисть, чтобы они платили нам джизю в униженном состоянии. И вот что я хочу. Вот, и все, у меня в принципе все. Я думаю, я ничего лишнего не сказал, никого не задел, но я вам сказал все по факту. Опровергнуйте, давайте, можете меня опровергнуть. Вот, я слово мужика даю, на садаку переведу прямо сейчас 2000, кто мне скажет, как есть. Давайте, я жду. Самое интересное, что они друг друга ненавидят. Они друг друга ненавидят. Евро или рублей? Вендетта сказал то, что Вендетта сказал, мне напомнило вот эту сказку о золотой рыбке, где вот эта жена бедного рыбака, короче, сказала, чтобы и золотая рыбка у него на побегушках была. Вендетта вообще должен евреям 20% вернуть. Если я что-то не то сказал, уважаемый, если я что-то не то сказал, извините. Уточнить, $2000 евро или 2000 рублей? На садаку $2000 пошлю тому, кто опровергнет мои слова.
Я вот что хотел сказать. Среди палестинцев были фейки. Я сам лично видел, как они накрыли там кусок из простыни человека, но он был подросток. Они снимали это. И раз он улыбается и шевелится, хочет выйти из этого положения, он лежал, на него накрыли этот простынь. А те ему говорят: мы еще не кончили, стоп. Ему вот такие вещи были. Ну и, наверное, еще были, что были мертвые. Я вот что хотел сказать. Вот эти фейки, я про мужчин чеченских вообще не говорю. Ни одна женщина себе не позволила бы, и она никогда не сделала бы, чтобы вот так снимать вот эти фейки. У нас 99% на камеру не попало эти смертей, эти все ужасы. Только там какая-то доля часть, это мизерная, попала на камеру, потому что в то время не было таких это. И еще вот эта женщина, которая там говорила, я долго вас слушал, нас не надо с ними сравнять вот этими палестинцами. Мы никого, ни 30, ни 50, я не говорю 1200, 1300, мы не убивали. На нас напала Россия. Я его, мощи, уйгуры, все там были, это, удмурты, я лично сам это видел. И все эти смерти видел. И смертью в глаза смотрел. Не надо нас с ними сравнивать. Чеченцы вас тоже так, вот так. Это то, что я сказала Салафии, чтобы она не сравнивала вас с террористами. Какого-то будулака, да, который приехал во Францию и здесь, короче, вырос на европейских кафирских харчах, да, потом полез куда-то вот этого учителя и с ним вот это вот террористический акт провел. Тем более, если кто не в курсе, вот, чтобы все знали, да, что там на самом деле произошло. Я сейчас не пытаюсь, как бы, в любом случае то, что он сделал, это террор. Но имеется в виду, что этот учитель как раз-таки вот этим детям в классе объяснял, как нельзя поступать. То есть он, наоборот, критиковал вот эти карикатуры, которые делают на мусульман, да? И наоборот, там говорил, что он как бы против, нужно как бы среди людей должна быть терпимость, толерантность, вот так вот нельзя делать. То есть он наоборот оправдывал вот это вот все, да, там пытался как бы призвать не делать какие-то карикатуры и так далее. И поэтому показывал вот это там на экране. То есть там вообще обратное дело происходило. Но вот эта девочка, там арабка какая-то, которая плохо училась, и она взяла там своему пахану это сказала, они потом в интернете распространили, что он показывал эти карикатуры, и потом вот этого зарядили, да, террориста мелкого. И он пошел туда, и вот этот теракт сделал. Понимаешь, Ибрагим, в чем дело? Я не перебил тебя. Я перебил тебя. Я сейчас микрофон лучше, потом можно скажу. А меня слышно же было, да? Ну, не перебивай людей, Лазик, дай им договориться. Не, я думал, что закончил, честно, я извинился. Не, все нормально, я уже как бы закончил. Я просто хотел объяснить, да, что вот там на самом... И потом вот этого пацана, который это сделал, пацан, не пацан он, конечно, да, он уже понимал, что он делает, да, и еще отчет делал в интернете на русском языке. Брат, я сделал это... Иншаллах, там, делайте за меня дуа, туда-сюда. То есть вот так вот. Непонятно, почему чеченский пацан, который вырос во Франции, на русском ломаном языке кому-то в интернете объясняет, что он сделал с вот этим учителем. И потом этого пацана пытаются связать с чеченским, там, вот этим трагической, да, там, национально-освободительной какой-то борьбой. То есть он какой-то герой, там, то якобы вот то, что он сделал, это как-то связать, вот оказывается, вот к этому стремится там чеченский народ, да. То есть это тоже из вот этой вот оперы, вот то, что сюда вот эти салафитки, малафитки всякие, вот черкес какой-то сюда заходил, старый, 70 с лишним лет. Заходят сюда, примазываются, типа, о, мы там мусульмане, мы должны быть вместе, туда-сюда. И потом аккуратно перекидывают вот это вот с больной на здоровую, да, всю вот эту вот, перенастраивают фокус. То есть тебе надо не туда, брат, а вот тебе чем надо заниматься. Я, короче, передаю микрофон.
Да, секундочку, если можно, да, с вашего позволения, да, по поводу конкретно того, что геноцид встречают геноцид и так далее, как бы там убивать детей и все остальное. Есть, опять же, есть два обозначения. Тогда, когда ты что-то делаешь, да, вот ты пытаешься чего-то добиться. Есть такие, которые добиваются, там, не знаю, там, ну, чтобы распространить там свою радикальную религию. Вы знаете, да, вот, Стелла тоже меня пару раз осуждала, якобы, по поводу ислама и так далее, как бы, потому что я не критикую, ну, как бы ислам. Для меня есть все равно какое-то определение. И для меня есть радикальный ислам. Есть такие, что вот этот радикальный ислам, когда приходит в какой-то дом, в какой-то город, в какую-то страну, они навязывая, убивают людей. Они вот, чтобы навязать свой ислам, как бы, да, вот такой ислам, как они его навязывают, они убивают людей. В нашем случае, что мы делаем? Мы для самозащиты, как бы, получается, что погибают там люди. А почему защищаемся? Мы конкретно защищаемся от этого радикального ислама, который приходит и резать, ну, пытаются резать нам голову, но у них не получается. Ну и почему-то вот эти русскоговорящие, как бы, публика, с которой мы проживали по советскому пространстве, они начинают нас осуждать и кричать нам о каком-то геноциде. И вопрос им такой, как бы, да, что бы вы делали в таком случае? Опять же, есть, еще раз, есть два варианта. Есть, кто к тебе приходит домой и пытается навязать тебе свою религию, и из-за этого тебя убивает. А есть такой, когда ты себя защищаешь, и с той стороны те, кто пытается тебя навязать, умирают. И при этом умирает, и ну, получается, что он, значит, отдает в жертву своих же детей. Если там, не дай бог, погибнет ребенок, как бы, да, опять же, мы здесь не те люди, которые хотим, чтобы погибали дети. Да, дай бог, чтобы все были вот такие, все страны, если будут такие, вот так вот, как мы ведем свои войны, чтобы, если будет происходить так, то в конце концов дети, я думаю, что не будут погибать, как бы все будет нормально. Дай бог с Божьей помощью, чтобы все вели свою политику и были такие же моральные люди, как делает Израиль. Но при этом погибают дети. По какой причине? Теперь я задаюсь вопросом. Ну, как бы я им задаю вопрос. По какой причине погибают ваши дети? Да, елки-палки. Теперь посидите и подумайте, как бы, да, на эту тему. По какой причине? Потому что ты хочешь, вот и отец этого ребенка хочет прийти и отрезать мне голову, если я не приму его религию или не уйду с той земли, где ему не нравится, чтобы я жил, как бы, и так далее, да. Потому что он хочет здесь устроить, как бы, свой халифат. Давайте, ребята, успокойтесь. Но если вы говорите, что это геноцид, значит, такие же террористы, как бы, которые приходят нас убивать. Вот, Стелла, можешь вот этот ролик поставить, который я тебе кинул? После того, вот, как... Стелла, вы сказали, что вы лечили их солдат Азербайджана. Лечили их солдат Азербайджана. Это очень хорошо. Мы были благодарны им за то, что они нас лечили, понимаете? А вы говорите, что вы их бесплатно лечили. Ну, мы даже в то время считали, хотя мы платили врачам, больницу, все это, все равно мы считали, как будто это бесплатно, да, чтобы мы были очень благодарны и сейчас, и в то время тоже. Надо быть благодарным за какую-нибудь помощь, которую тебе оказали. А вот эти арабы нас не приняли. Лично меня не принял арабы. И других тоже. Я поэтому говорю, писали. Они побоялись, наверное, русских, я не знаю, или что. Но азербайджане боялись в то время, эти люди, не этот салафит, а какие-то добрые люди. Хотя у них тоже там, да, война была в Карабахе. Но тем не менее, на их больнице очень много чеченских детей, женщин, много людей лечилось. И мы благодарны им за это. Кончил. Дело в том, что те, кто прошли войну в Азербайджане, они как раз-таки благодарны, и они знают, кто им помогал. А вот такие особы, как эта Салафия, которая сбежала с Азербайджана и живет в Европе, и еще многие азербайджанцы, которые живут на территории РФ, да, которые проходят жесткую пропаганду там, нацистскую, вот они себе позволяют много чего. Много чего, что в Азербайджане себе не позволили, вы понимаете? Вот в чем дело.
Вот я здесь внизу как бы, ну, вот комментарий написал, почему-то, я как бы то, что я пример подавал по поводу базуки, почему, говорит, базукой, говорит, не разберешься, почему-то якобы, ну, с базукой просто не разберешься. Я говорю, моя базука это F-35, это не тот уровень, это был просто пример. Вот как бы ты поступил бы, да, вот чтобы ты слышал, ты вот там комментатор внизу. Это пример, да, вот просто вы такие честные, такие мирные, такие самоубийцы, прям аж я не могу, да. Вы так готовы как бы отдать свою жертву своих детей, и чтобы, не дай бог, не погиб как бы ребенок с другой стороны, который, того маньяка, который хочет вас убить. Вы тут такие сказки рассказываете, что прям я не могу, да. А моя базука, моя базука это F-35. Хавайте. Не хотите увидеть эту базуку, не лезьте. Живите себе мирно. Живите. Кормите своих детей, растите своих детей. И идите работайте. Назик, подожди секундочку. Я думаю, что на данный момент самая главная цель чеченцев, да, как народ, это сохранить свою молодежь, чтобы их не вербовали, не таскали на чужие войны, не растрачивали их как мясо, да, на пушечный выстрел, потому что все-таки вы маленький народ, и вам нужно сохранять свою молодежь. Это ваш генофон, это ваш народ, и вы молодцы, что я прекрасно понимаю, что все, кто сюда понимаются, насколько это опасно. И многие есть, которые так же, как и вы, думают, но боятся и не поднимаются, и не говорят. И поэтому вам большой респект, что вы не боитесь, что вы говорите свой голос, свое мнение, потому что в итоге вы беспокоитесь за свое будущее, за будущее своего народа. Мы боимся только Аллаха. Им, к сожалению, то же самое придется пройти, как бы. Они прошли уже изгнание, как бы, да. Когда вернутся к себе на землю, к сожалению, придется пройти то же самое. Потому что там вот русские, ну, как бы, та Россия, там, империя, да, скажем, империалистическая Россия, она никуда не пропадет. Ну, в ближайшее время. Надо быть реалистичным. Ну, дай Бог, чтобы они вернулись, как бы, они могли бы точно так защищаться, как мы защищаемся. И пускай им также завидуют, как бы, да, и лают на них, только лают. Админ, можешь показать? Я тебе ролик скинул, наложницу. Вот эти вот насильники, да, которые схватили женщину и тащат ее, да, там, короче, заниматься с ней всем, что они хотят, да. Вот ты представляешь своего сына среди вот таких вот маджахетов, салафитка или кто ты там, адельфитка, своего сына, папу, брата, мужа своего, которого вот так вот женщин хватает, короче, по суре 4:24 и насилует чужую замужнюю жену, чью-то сестру, там, дочь. Просто что у вас в голове, блин, вот это вот я не могу понять. Что у вас? Хотя бы какая-то женская солидарность, что-то же должно быть у человека. Маршал Ибрагим, здравствуйте, это Мика. Маршал. Добрый день всем остальным. Я хотела бы добавить, что салафия, которая заходила к вам, она не азербайджанка. Она в бывшем была армянка, которая приняла ислам и покрылась. Вот. Жила, да, в Азербайджане. Это первое. Человек, который аморально себя вел на другом сайте, называется Биго, аморально себя вела, оттуда она убежала и пришла в ТикТок. Маргарита ее имя, настоящее имя ее Маргарита. Вот. Никакая не салафия. Это первое. Человек, который был здесь, ингуш, обращаюсь к вам. Послушайте меня внимательно. То, что произошло 7 октября в Израиле, это был геноцид. В течение нескольких часов 1200 человек, в котором погибла и моя племянница. 30-летняя девочка. Соболезную.
у которой через 19 дней должна была быть свадьба. И она, и ее жених погибли оба. Я не против детей, потому что каждый ребенок в мире должен иметь право на жизнь. Каждый ребенок. Но когда пришли и убили наших детей, повырезали наших детей, забрали в плен наших маленьких детей, я говорю так: кто к нам пришел с миром, останется с миром. Кто к нам пришел убивать, получит бумеранг. Амика, они, знаешь что, они вот, если такие ролики, видео, да, вот то, что якобы в тапочках заходили арабы, говорят, как они могли с ними справиться? А арабы вот эти в тапочках, это были мирные. Это те мирные, за кого они сейчас топят. Те тоже забегали, они были в ботинках, как бы, да, они были в ботинках. Ребята, есть ролик про одну девочку, которую выставляли именно хамасовцы, что типа эту девочку убили евреи. На самом деле выступила мама этой девочки, жительница Санкт-Петербурга, и она выступила с тем опровержением, что когда она зашла в интернет и увидела своего ребенка, она была в ужасе. Она была в ужасе и написала: моего ребенка выставили как палестинского ребенка, убитого в Палестине. Она писала в органы, она писала в разные органы и в полицию там в Санкт-Петербурге. Ей ничего не сделали, ей не помогли в этом. Не помогли. Понимаете? Никаких действий не произошло. Я скажу два слова. Мне недавно грозненский наш горский еврей Серега Назаренко присылал из Израиля видео-фото, что творили там они. Я лично знаю, я извиняюсь, что перебиваю, я лично его знаю, я с ним очень близко знаком. Человек вроде взрослый, и я его лично знаю, это был близкий человек. Не мешай, дай ему договориться, что с тобой. Когда я посмотрел это видео-фото, я первые 2-3 дня не мог уснуть. Когда то, что я увидел, я написал ему: такое прощать нельзя, Серега. Такое нельзя прощать. Он проживает в том городе, где я жил, и он был, вот я когда звонил по телефону, я жил в другом городе, да, я живу в другом городе, там моя семья, там моя мама жила, а родители мои жили, я в другом городе жил. Я звонил. Ашдод, по-моему. Я живу в Ашдоде, Сережа живет в Афакиме. Вот в Афакиме зашли террористы и расстреливали просто. Вот женщины вышли на остановку, поехали, там был туризм, там тур был какой-то, туризм, автобус должен подъехать, расстреляли всех, женщин, там мужчин не было, там был женский такой коллектив, который должен был поехать, там, куда, по-моему, они собирались куда-то до Мертвого моря. Расстреляли всех, моего друга маму убили. Я ездил в Афаким потом на похороны всю неделю. Ездил просто вот на кладбище ездил. Женщины на полу валяются. Забежали. На них же были эти тоже видео, эти регистраторы. Они ходили просто, смеялись под наркотой какой-то уроды, да. И ходили расстреливать. Тупо вот человек вышел, это было 6 утра, 6-7 утра это было. Ходили просто, кто-то мусор выкинуть, оп, все, пуля в лоб. Забегали в дома, кто успел закрыться, тот успел закрыться. О чем вообще разговор, как бы, да? А девчонку возили одну на открытом джипе, тоже ее там вывернули руки ее, короче. Одну мертвую засунули туда. Это вот это то, что ее убили там, это было на этом, то, что отдыхали, это молодежь отдыхала. Убили, просто ноги сломали, руки сломали, в багажник так засунули, чтобы она поместилась. Да?
О чем вообще тут разговор, как бы, да? И все эти, кто забегали сюда, вот эти вот в тапочках, да, тоже якобы, они сейчас начинают подменить понятие, якобы, вот в тапочках же к вам забегали. В тапочках забегали это те, кто знали, куда забегают, потому что они там работали в этих домах, потому что оттуда не кормились в этих домах. На своих нагрудных камерах, так что это не может быть сгенерировано, это все они снимали, и напрямую все это шло, снимки в телеграм-канал, прямо онлайн это они скидывали все. Вот один из отрывков, где они маму с 2 рыжиками похитили и потом в итоге растерзали. То, что Зураб рассказывал. Я видел это фото, то есть фото-видео видел. Это женщина с 2 детьми, 2 пацанами, по-моему. Ислам здесь пишет. 2 сына. Ислам вот это пишет. До 7 октября десятками лет, как вы убивали палестинцев, расскажите, раз начал. Я просто вот тебя не пойму, Ислам. Ты, наверное, не видел, да, вот эти ролики, чем эти люди занимались. Я не знаю, вот попробуй посмотреть, изучить вот этот момент и себя поставь потом на место, как человек бегает, заходит, короче, в населенный пункт и бабушек расстреливает подряд, там, детей. Просто видит вот силуэт какой-то в окне. Вот эти GoPro камеры нацепили они, да, и просто вот так вот пуляет туда. Я не знаю, ты с какой Ибрагим, планеты, ему да? жалко не будет, если он увидит евреев, но я бы ему отправила бы посмотреть, как его братьев самих же в Газе, те же хамасовцы избивают и убивают. Пусть он посмотрит это. Почему они их избивали и убивали? Потому что они воровали гуманитарку. Да, я больше чем уверен, со всей вот этой ненавистью, если ему дать какое-нибудь вооружение, да, GoPro камеру, нацепить его и пустить вот так, он не сможет это вот так вот. Он будет здесь сидеть, вот эти балаболы, да, вот ты возьмешь ему оружие, отдашь, вон поставишь людей, а ну-ка давай. Хочу объяснить, как мозги вот этих дебилов работают. Ты ему дашь вот так, он никогда в жизни пульнуть, даже это нажать не сможет. Но они будут сидеть и вот так вот других призывать к вот этой ненависти. Вот что у этих людей там в голове, вот, покопаться, просто разобрать, что с вами происходит там, что у вас там в голову засело. Выкиньте из этой головы Аляски, Махди, Иисус Христосов, который, войско Иисуса, которое там спустится с небес. Вы можете это все выкинуть вот так вот и человеческим, своим мозгом подумать просто вот обо всем этом. Тут пишут, я не перебиваю никого, просто меня закидали, видите, перебиваешь. Тут человек просто задает мне вопрос, как ты относишься к христианам. Так, еще раз смотри ты внизу, там, то, что мне пишешь, как я отношусь к христианам. Я никогда не забуду ту историю, когда нас убивали, ну, они называли себя христианами, как бы, да, и при этом нас убивали, уничтожали. Никогда не забуду. Но сегодняшняя история происходит так, что это не христиане. Это они кричат «Аллах Акбар» при этом, когда убивают меня. Когда они мне... Ну, в принципе, я повторяю ту же самую историю. Если ты прям хочешь мне напомнить, это то, что христиане делали. И христиане угомонились, пришли, скорее всего, в себя, надеюсь, как бы, и так далее. Но вот мусульмане, получается, что они сейчас повторяют то, что делали тогда христиане. И вот поэтому я вот сижу и возмущаюсь как бы из-за этого. Ну, я думаю, что я это делаю по праву. То, что они приходят и рассказывают, Аллах велик, Аллах это единственная вера, которую надо исповедовать и так далее, как бы, да. Не принимаешь, на тебе получаю. Вот по поводу христиане и мусульмане. Я не помню, чтобы еврей когда-то приходил с мечом и кому-то что-то навязывал. Христианам. К христианам я отношусь вот сейчас, в данном случае, пока он меня не убивает, и пока у меня с ним мир, я к нему отношусь хорошо. У нас с ними есть, да, история, да, она такая история, нехорошая история. Там все, что происходило, это прям, ну, мыло из нас сделали, да, скажем так, да, осуждаю. Я это никогда не забуду, и мой ребенок про это, и мой ребенок будет про это знать, как бы, да, и моего ребенок, я постараюсь, чтобы тоже про это знал, дай Бог, чтобы я смог это сделать. Но опять же, я своему ребенку буду объяснять, были ошибки, сейчас они ведут себя по-другому, но вы сегодня ведете себя так,
Вы сегодня так себя ведете. Вы сегодня, прямо вот сейчас вы мне об этом кричите. Что мне с вами делать? Ислам истина, и он пишет, ты умрешь скоро. Давай так. Вы все время говорите скоро, скоро, скоро. Когда скоро? Вот поднимись и скажи нам, когда скоро. Вот точно дай нам число, месяц, год. Когда? Когда? Когда камни с вами заговорят? Нет проблем. У меня уже есть камни, я бизнес открыла, продаю камни. Хочешь продать? Продам тебе. Запасешься камнями говорящими. Истинная религия. Хочешь? Кстати, я вам хочу сказать, что мне совершенно наплевать, какой вы религии. Хоть в дерево верьте, хоть в корову. Мне вообще наплевать на вас, какой вы религии. Мне важно, чтобы вы не приходили убивать мой народ. Чтобы вы оставили нас в покое. Понял, ислам? И, пожалуйста, не напрашивайся, потому что если я сейчас начну проходиться по твоей религии и по поведению ваших исламистов, ты охренеешь. Блять, маньяки-убийцы, прикрываясь религией для того, чтобы осуществлять свои потребности. Вы просто маньяки. Вопрос к вам. Можно вопрос к вам? А вам можно, что ли, убивать, что ли, детей, женщин? Ой, чего Нам можно убивать тех, кто пришел нас убивать. Понял? Мы не христиане. У нас, секунду, мы не христиане. У нас не написано, что если тебе дали пощечину, подставь вторую щеку. Кто приехал? У нас написано глаз за глаз, око за око. Пришли к нам убивать, мы будем давать ответку. Задаю тебе вопрос. Ну? Кто приехал в сектор Газы? Кто приехал? Кто зашел в Палестину? 48-го года. Секунду, Лазик. Кто пришел? Ответь ты. Я тебя спрашиваю, кто зашел? Ну ты отвечай, кто начал? Кто начал? Кто начал мирные люди убивать? Я тебя спрашиваю, кто начал? Ты же знаешь? Евреи, конечно. Кто еще? Где они убивали? Ты не видишь, что ли? Нет. Может, ты в Дагестане видишь лучше? Расскажи мне. Подожди. Вас назвали ООН террористами. Ваш президент не может в Европу приехать, потому что он террорист. Наш президент едет везде, где ему хочется. Везде, где ему хочется. Почему он террорист? Объясни мне. ООН с тех пор, как 56 стран мусульманских попали в ООН, закрой рот, я тебе отвечаю. Ты же спросил, давайте отвечу. Я тебя уважительно с тобой общаюсь. С тех пор, окей, ну так не перебивай, ты же спросил. ООН с тех пор, как 56 стран арабских вошли туда, и с тех пор, как беженцы с мусульманских стран набежали на Европу, 56 стран мусульманских в мире есть, они в ООН. Значит, с тех пор, как в ООН, я же тебе говорю, с тех пор, как в ООН есть эти мусульманские страны, и когда Европа начала зависеть от нефти этих мусульманских стран, и с тех пор, как эти мусульмане набежали в Европу как беженцы, и их голоса, значит, этих политиков зависят от этих мусульман, им приходится как проститутки подстилаться под ними. Но у меня к тебе вопрос. Думаешь, да? У меня к тебе вопрос. Я так не думаю, я так уверена. Знаешь почему? Что-то твой ООН молчал. А что ничего не говорил, а? Что-то когда в Иране каждый год, вешают каждый год полторы тысячи человек. Что-то ООН молчал. Скажи, пожалуйста, а как так получилось, что иранцы... Как молчал? Подожди, объясни мне, как молчали? Подожди секунду. Как так получилось, что иранцы... Я тебе объясняю. Как так получилось, что иранцы возглавляют в ООН защиту права женщин, когда они убивают женщин, когда хиджаб не прикрывает до конца волосы. Ты мне можешь объяснить, как так получается в твоем справедливом ООН? Может быть, твой ООН что-то говорит в защиту твоих уйгуров, которых в Китае держат в концлагерях? Расскажи мне, пожалуйста. Твой честный ООН. Подожди, ООН же... Или может быть может быть твой честный ООН что-то России сказал, когда Россия убивала чеченцев? Конечно сказал. Конечно сказала.
Стелла, она еще Сейчас пришла тоже защищать говорите? чеченцев. Слушай, я не знаю, ты в Дагестане, наверное, сидишь, да, по твоему С тобой бесполезно общаться. Нет, с тобой бесполезно общаться. Мне интересно, где Я- твой ООН, подожди. секунду, Амика, где твой ООН, когда курдов убивают, когда езидских Подожди, женщин в пленницы берут в сексуальное рабство, когда в Афганистане Где? детей на бача-бази продают. Да я тебе говорю, где чеченцы, афганистанцы, в Афганистане детей продают в сексуальное рабство. Как девочек, так и мальчиков. Бача-бази, загугли, посмотришь. Подожди, ты В хочешь Пакистане сказать, то же это самое. ООН отрицал, что ли, это? Подожди, Он ни а ты хрена хочешь не сказать, делает. ООН это отрицал? Он ни хрена не делает. Почему он Не молчит? делает? Не делает. Понятно. Где он что-то сделал? Покажи хоть одну подожди, вещь, где когда он вас не кому-то поддерживает, помог и вам спас. вообще ООН не нужно, да? Нет, нам не нужна ваша... Послушай меня. Нам ничья Конечно, поддержка вам не нужно. Он Мы же вам не маленькая помогает, страна, поэтому и вам не нужно поставили это. всех арабов вокруг раком. Нам ничья поддержка не нужна. На данный момент все страны умоляют, чтобы мы свои куполы продавали им, потому что они понимают, Подожди, что у них арабы вас подгорает, поставил бы, если Америка они там не было бы. боятся. Какой Подожди, ты Америки? хочешь Ты сказать- погугли, посмотри, когда Америка с нами Ты начала чё? сотрудничать. Вчера до проснулся, Америки, что ли? Подожди. Подожди, ты тихо, вчера молчи, подожди, не сиди, не... Объясни Слушай, мне, не лечи меня, давай не ты молчи лечи меня, сейчас. ладно? Подожди, я как молчи минимум минуту. в 2 раза старше Ты вчера тебя проснулся, возрастом. что ли? Я как минимум Мне без 2 разницы, раза без возрастом разницы старше мне. тебя. Без И как разницы мне минимум живу в этом регионе, Ты а не вчера какой-то проснулся, что жопе ли? негра. Хорошо, давай помолчи. Ты не знаешь, кто вам помогает? Это что ты ли? вчера проснулся? Ты что мне ли? скажи лучше, ты лучше скажи мне, русскоговорящий мусульманин, ты с каких пор Абу стал? Русскоговорящая. Ты Русскоговорящая что, араб? еврейка, говори. Стелла, один момент. Русскоговорящий мусульманин. Абу Шишан. Ты Абу когда стал? А ты хочешь... Подожди, а ты хочешь сейчас по-чеченски Все они разговаривать? стали. Абу Шишан. Абу и Ибн они слышно. стали. Абу А ты Шишан. Языки свои по-чеченски забыли, законы разговариваешь? свои Ты знаешь забыли. Украине, Всё Джихад, Абу забыли. Шишан. Да ты, я даже не удивлюсь. Я даже не удивлюсь, Подожди. если ты ехал с мочу Ты- верблюжью пить, потому что тебе арабы Подожди, сказали, ты что это отрицаешь, посланник что- пророка. Подожди, ты отрицаешь, Стелла, что убивает... посмотри в Телеграм, то, что мирных я тебе послала. жителей Выстави убивает это, в пожалуйста. Палестине, да? Покажи вот это. Абу Шишан. Стелла. Ты можешь ответить, в Украине джихад или не джихад? Сабадин, Ваша. Алло. Ты Ваша, хорошо. ты который этот самый правозащитник арабов. В Украине джихад или не джихад? В Украине? В Украине не джихад. Мугуалвала, в Украине. Джихад, да, в Украине? Мугуалваланс. Я хочу понять, ты какой-то правозащитник арабов. Подожди, я говорю же, мирные жители убивают, ты отрицаешь об этом. Мирный житель, Я жирный говорю, митинг, русские да, убивают жирный мирных митинг. жителей. Украинцы Жирный убивают митинг, мирных сколько жителей. тысяч сейчас? Скажи мне, А что, а ты почему... Секунду, Ибрагим, а ты почему себя Абу назвал? Может быть, ты в Сирию ехал с мирными воевать там? Нет, что не расскажешь, тебе? почему ты Абу? Когда А мой меня это рождение, тебе волнует. нужно было сказать. Меня это так- волнует. Почему какой-то человек, русскоговорящий мусульманин, называет себя Абу, скорее всего, И что? попер в Сирию, люди, И что? которые убежали от войны, а ты Ты туда что, попер, банальная, скорее что ли? всего, О чем ты? убивать Подожди, чужие ты- народы. Я Подожди, хочу ты понять, больная, ты что ли? почему ходишь в чужие страны убивать чужие народы? И где я живу в данный момент, знаешь? Да мне плевать, где ты живешь. Ты хочешь, я тебя пробью, я тебя пробью. У меня нет проблем тебя пробить. Рот закрой. Рот ты закрой. У меня Ты такой вопрос, слышишь, ты не кстати, со Стелла. своими Ты дома, слышишь, ты не что со это? своими Зачем это? закрытыми монашками дома Тупая, сидишь. что Дома ли? будешь свои Стелла, я тебя все равно перебью, извини, Стелла. Абу, такой вопрос. Абушка. Лазик, секундочку, я скажу. Секундочку. Лазик, просто. Стелла, ты меня слышишь? Тупая, кто тебя сделала? Понял меня? Теперь закрой свой хлеборезку. ты. Стелла, Ты меня делали. Рот Стелла. закрой, твой нюх топтала, идиот мой. Тебе кто? Что? Стелла, ты Никто меня не знает. слышишь? Тупая дура. Стелла, Тупая дура. поставь, пожалуйста. Эй, Подожди, дура, объясни мне, закройте ему пожалуйста. микрофон. он не дает Абушка, говорить. Абушка, Дура подожди своей секундочку, я маме вопрос будешь хочу задать. говорить. Ты мне Абика там. сейчас скажет, секунду. Рот закрыл, Стеллочка. значит, сейчас вазелин Какой возьму и твою привет, задницу какой порву ответ на тобой крест. будет? Рот закрыл, Подожди. шмара. Рот Какой закрыл. привет? Ты же только так привык, да, когда с тобой разговаривать? С тобой по-человечески Стелла. говорить нельзя?
אל תדברי איתו, עזבי אותו. חתיכת מפגר מקשלה. Дура без мозга. Абушка, у меня тебе такой вопрос, Абу. Вот такой вопрос. Когда мусульманин убивает мусульманина, вот, допустим, исламская страна, вот, допустим, воюет с исламской страной. Не важно, да, что мусульмане зашли вот какой-то бригадой и убивают мусульманина. Это джихад? Вы мне дадите сказать? Да, ну, потом Макс ответит. Я извиняюсь, я с ним не решаю, когда... Подожди, не выключай. Слышала тебя, Мика, я ищу. Я слышала знаешь, тебя. кто убивает Я тебе в мусульман? Телеграм в личку скинула. Телеграм в личку. Секунду, я поняла, я ищу, секунду. Давай. Слышишь? Все. А можно ответить, Абу? Так, еще раз, слышал мой вопрос? Я отвечаю тебе твой вопрос. Да. Вот когда мусульманин убивает мусульманина, вот, войну идет исламская страна, на исламскую страну войной. Это джихад? Отвечаю, Абу. Чуть-чуть подвис он. Сейчас немного. Ждем, пока. Задавай снова. Слышу ты. Снова задавай вопрос. Когда мусульманин, вот группировка исламская, да, вот они говорят, мы, говорит, мусульмане, говорит, идет, убивает мусульмане. И они при этом кричат джихад. Это джихад, да или нет? Но при этом они убивают мусульмане. Подожди, как тебе понять? Ты хочешь сказать, что все мусульмане террористы сейчас? Я не хочу ничего сказать, я задаю тебе вопрос. А что за вопрос тогда? Когда мусульманин идет в войну на мусульманина, и при этом он говорит, что это джихад. Опять же, вот я знаю, что такое джихад, это если это исламскую уму, кто-то задевает исламскую уму, то в этом случае они могут объявить им джихад, правильно? Но сейчас твои братья, когда убивают мусульмане, они говорят, что они осуществляют джихад. Кто убивает? Кто убивает? Ну, допустим, вот сейчас вот в Сирии убивает вот этот новый президент, то, что есть, да, убивает курдов. А курды мусульмане, да? Они что? В Ружаву зашли, убивают. Да подожди секундочку. Успокойся, подожди. Вопрос-ответ. Я тебе на твой вопрос тоже отвечу. Подожди секундочку, да. Вот теперь сейчас курдов убивают. Оставь курдов. Когда Башар Асад убивал тоже те же сирийцев, и они ходили точно так же, намаз делали 5 дней в день. И тот же Башар Асад 5 дней делал намаз в день. Теперь вопрос такой, это джихад или не джихад? Что это вообще? Как это у вас происходит? Отвечай. Ну, это даже немного, скажем так... Подожди, не выключи мой микрофон. Подожди, я тебе отвечу. Ты знаешь, что Асад Башар сделал своим народом? Да. Я-то знаю, что он сделал своим народом. Но он при этом оставался мусульманином, правильно? Владик, давай я чуть-чуть подправлю. Хорошо, я тебе вопрос задам тебе тогда. Подожди, ты немного удобно, чтобы ускользнуть его задал, я по-другому переформулирую. Свободенца, минуту, отвечу тебе. Смотри, он у тебя спрашивает, например, в Сирии, Ираке, я там были... ему отвечу. Подожди, я отвечу. Не, я тебе подкорректирую вопрос. Вот в Сирии, в Сирии были группировки. Подожди минуту, хорошо, я понял. Отвечу. Вопрос подкорректировать, дай. Подожди, я еще не договорил с тобой. Вот сейчас Ибрагим тебе я тебе подкорректирую вопрос. Да, в Сирии, в Ираке были Ахлю Сунна валь Джамаа, Джабхат Нусра, Джайш аль-Ислам, Даиш. И друг с другом все делали джихад. Кто из них был прав? Кто правильно из них джихадист был, мусульмане? Из вот этих всех. Да, сейчас нету никакой халифата здесь. О чем ты сейчас говоришь? Ты, кажется, такфир сейчас выпустил, да, и все? Они шахидами стали или не стали? А ты хочешь сейчас халифат, что ли? Халифат, да. Они шахидами стали или не стали? Вот эти люди, которые пошли там на джихады со всех сторон, со всех джамаатов. Они воевали друг с другом. Подожди, но крестьяне тоже... Подожди, крестьяне тоже сам собой воевали?
Христиане это кафиры Я вообще. не трогаю христианов, ты сам себя судишь. А в чем причем здесь? Абу! Христианов не трогай ты здесь. Зураб, один момент, подожди. Христиане это кафиры вообще. Они друг другом, кафиры, иудеи по суре 5, 51 аяту, они друзья друг другу. И ты не должен с ними дружить, а то ты один из них. Это их не трогай. Вот мусульмане, Джабхат Нусра, Джейш аль-Ислам, Даиш, которые воевали между собой. Кто из них шахидом стал? Хуя? Еще раз. Тебе сколько лет вообще? 15? Достаточно. Достаточно. Вот что да? Ребенок, он молокосос, выкиньте его вообще. Я вам говорил, они не ответят на этот вопрос. Подожди, адвокат его. Еврейский адвокат, подожди. А ты что? Так, вылетел отсюда, он вообще мелкотня. Абсолютно. Это помнишь, что... Никита. Не тема. Ребята, я же вам говорил полчаса назад, ни один человек не может ответить на этот вопрос. Он ребенок, ему где-то лет 18-17, он необразованный, он, наверное, не застал то время. Вы старше него на много-много лет, вы все понимаете. Это мальчик. После того, как он начал отвечать, уже это было понятно. Только взрослый человек не может ответить на это. Как этот ребенок сможет ответить, понимаете? Вот полчаса назад про эту тему говорил. Ни один человек не может ответить. Я уже в год в ТикТоке задаю вопрос, пока никто не смог ответить толком. А тем более 17-летний ребенок вряд ли ответит. Ну, взрослые мужики умные, сами поймете. Потому что там 73 течений, понимаете, и каждый прав, и только одна течение попадет в рай. 72, 73. И каждый думает, что это они. Да? Вот интересно, смотрите, Абу Шишан, арабский папа Шишана. И немецкий еще флаг стоит, германский, как бы Deutschland. Вообще полный компот. Скорее всего, человек проживает еще в Германии, и вот умудриться вот таким дебилом вырасти вот там. Хотя там в Германии есть все условия самообразоваться. Я не знаю, кто школу посещает, кто хоть как-то вот эту вот программу там догоняет. Там есть все условия, вот как, я не пойму, что там вообще. Это готовый продукт, Ибраим. Это готовый продукт, его могут использовать. Дальше больше Воши будет вливать ему еще дальше больше. Его используют. Куда-нибудь закинут. Можно я вам включу еще одну пропаганду, где выставили грузинскую девочку, которая живет в России, как палестинскую девочку, маляк, да? Красивая девочка, такая, как будто бы якобы ее израильская армия убила. Можно вам включить это? Да. Да, очень интересно, мне тоже. Сейчас я... Я потом, Ибрагим, вопрос задам тебе, если можно будет там позовешь Мишку задать. Так, а как фотографию убрать? Секундочку. Погибла в результате бомбардировки Газа Израилем. 3-летний ангел принял... В середине мая Инстаграм, Фейсбук и Твиттер скорбили по палестинской девочке ангельской внешности, прожившей всего 3 года. Палестинская девочка Малак Аль-Танани погибла в результате бомбардировки Газа Израилем. 3-летний ангел принял мученическую смерть на руках своей матери вместе со всеми старшими членами семьи. Суббота, число не помню, мы решили поехать в зоопарк с ребенком, и вдруг что-то мы сидели, мой телефон начал взрываться. Прям Инстаграм, сообщение за сообщением, и все прям на арабском, то на английском. Ну, сначала не обратила внимания. Это Тамара. Она грузинка, живет в Подмосковье. Ее дочь – та якобы палестинская девочка. Но зовут ее на самом деле София. Изначально у меня была безумная злость. Я прям готова была вот все писать. Вот, даже вот не культурно, а просто вот включить быдло и вот по полной написать им вот все, что я думаю. Иногда бывает, что берут фотографии там, красивых детей из интернета и выставляют там в качестве пострадавших, чтобы вот на людей больше подействовало. Вот насчет этой газеты писали, что она всегда выставляет неправду. Я писала им, но ничего. Опровержение
Они ничего не выставили, они даже не удалили. А одна женщина мне вообще написала, что вы, говорит, знаете, говорит, что из-за того, что фотографию вашего ребенка использовали, и какая-то хаос, какая-то группировка или что-то такое, и чисто из-за этого 60 боеголовок запустила или что-то такое. Она мне написала, я даже вообще не знаю, это правда или неправда. Ну, меня это, конечно, ужаснуло. И я потом обратила вот это на хаос слово. И вот я прошлась по этим газетам, вот там, где больше на английском написано, и везде упоминается вот это вот хаос, что вот мстит вот за это происшествие. И решила позвонить в консульство. Я позвонила, взяла девушка русскоязычная. Я ей все объяснила, что и как. Я ей сказала, что я гражданка Российской Федерации, что вообще не имею никакого отношения вот к этой истории. И могу ли я что-то предпринять, чтобы моего ребенка как бы в таких целях не использовали? Она сказала, да, конечно, отправьте, говорит, мне все данные. Я скопировала все видео, которые мне прислали, эти газеты, журналы отправила. Она мне сказала, в течение нескольких часов там они мне ответят. Я ждала, она мне не написала, не ответила ничего, я перезвонила. Она мне сказала, что они рассмотрят это все, если это их дело, они это будут как бы решать. Если нет, они мне перенаправят. По сегодняшний день мне вообще никто не звонил. Но страницу я не стала закрывать. И я думаю, почему я должна скрываться? Все говорили, закройте свою страницу, они вами пользуются. Я ничего не стала удалять. Я просто там момент перестала выставлять ее фотографии, там уже в сторисах какую-то историю. Смотрите полную версию программ. Ну вот, примерно так работает пропаганда, ребята, детей. Тупорылы. Ибрагим, может, да, Стелла, тебя не перебиваю? Нет. Ибрагим, по поводу Тупцова, это Абдурахманов. Смотри, я за ним следил очень, раньше, где-то еще пару лет назад начал за ним следить. В Ютубе я, кстати, даже пару раз с ним общался, переписывался там через Ютуб. Вот что с ним вообще происходит вообще? Что это за человек? Он такой, как бы, сначала вот мне прям было интересно на него смотреть, как бы слушать его. А потом как-то он очень так сильно поменялся. Знаешь, что он мусульманин, как бы, да, что он... Это 100%. Никакой он не мусульманин. То есть у него чисто по работе эта тема. Чисто рабочий, да? Да, это 100% закинуты сюда. Вот когда вот эта игиловская тема, она уже перестала, скажем так, существовать, да, или на нет сошла после вот этих событий, там, 15-й, по-моему, это год уже, да, когда уже там замочили всех, или почти всех замочили. И вот это в обществе, да, среди радикальных вот этих настроенных там людей, у них понемногу начало там как бы просыпаться, да, там что-то в мозгу, что они начали понимать, а что это было, нифига себе, там уже начали задумываться. И мы как бы тоже там и активизировались здесь параллельно, да, там в Европе, чисто политическую тему такую. И вот на этот период, чтобы, скажем так, прозрело вот это общество, не пробудилось, вот примерно на, скажем так, чтобы за ум не взялось, вот примерно на этот период его раз аккуратно через Грузию вот так вот перекидывают. Там он вообще на себе тельняшки рвет, там типа я такой-то, только по Корану и Сунне, там туда-сюда. Даже если нас двое, он обращается к Садулаеву, который... Они оба одновременно появились. Садулаев, Мансур здесь в Австрии появился. Садулаева тоже слушал, да, я его слушал. Да. Как слушали? Он здесь появился, а тот в Грузии появился. И этот Садулаев там как бы к нам подкатил. Потом мы провели несколько митингов. У меня дома это все готовилось, там, короче, на тот период вообще понятия нету, кто он, да. И потом его начали популяризировать, вот, телеканал «Дождь», вот этого Садулаева,
То есть человек... Садулаев и Тумсо там нормально как начали продвигать. Да, вот этот Садулаев, он вообще ниоткуда появляется. А у нас тут есть люди, вот как Хусейн Исханов, депутат. Ну, мы уже как бы активно вели здесь довольно такие деятельности. Ни на Хусейна, ни на кого как бы не выходят. На какого-то непонятного Садулаева, который из какого-то села вышел и абсолютно там ни с кем, ни связи вроде бы, да, не имеет. На него выходит дождь и начинает популяризировать, там лидер какой-то оппозиции Садулаев, потом вот этот Кадыров младший, который опухший. Они критикуют, извини, что перебью, я просто мысли, извини, Брагин, честно, вот они сейчас критикуют Закаева, допустим, да? А как вы относитесь к Закаеву? Закаев, я изначально как бы в его команде был, да, когда общественным вот этим делом начал здесь заниматься. Из-за Исханова Хусейна, да, который депутат. Потому что, ну, я воспринял вот этого Закаева, да, как и Хусейна. То есть Хусейн действительно честный, порядочный там человек. Сейчас он немного отошел, да, потому что на этой религиозной теме его задавили. Все там знакомые, близкие, родственники и так далее. То есть он пожилой человек, немного он как бы абстрагировался от всего. А так вот, он честный, порядочный, там нечего ему сказать. Но он меня познакомил, вот мы здесь вместе с ним, да, там активно там какие-то демонстрации, какие-то потом с молодежью работу, короче, вот так проводили. И познакомил с Закаевым. Закаев как бы в свою команду меня они вписали с представителем в Австрии, да, там правительство, изгнание чеченцев. Ну, я как бы, эта тема, она мне приемлема, потому что я нет патриотично настроен, да, вот к нашей вот этой ситуации. И я вот как Хусейна принял вот так же Закаева, как государственника, как там, светского, демократического человека. Но, к сожалению, и Хусейн, и как бы и для меня, и Хусейна, к сожалению, да, оказалось, что Закаев вообще другую тему, скажем так, толкал или гнал. И сейчас продолжает ее гнать. То есть они там чисто на религиозной теме. Да, нет, ну вот, допустим, Хусейнов, он такой, он прям резко так вот ведет, как бы, ну, даже в Ютубе не стримы, ну, вот я не знаю, как. Я к нему никогда не подключался, к этому я Тумсо подключался. Я еще тогда ТикТок не знал. Мне просто было интересно. Да, то, что этот Тумсо там с Закаевым, тоже вот это, ну, скажем так, тема несколько групп исламистов как бы борются, скажем так, между собой. И у нас получается, кроме исламистов, никакого перспективного выбора для общества не существует. То есть они заполнили вот эту нишу, да. Там Тумсо Абдурахманов, потом в ПАСЕ, который вот этот лезет, Сулейманов Джамбулат, потом этот же Закаев. Ну, потом есть здесь тоже депутат парламента Идигов Ахьяд, который, казалось бы, светский человек, но когда мы начали все это ковырять, да, там про него, оказалось то, что он стоит вместе с нашим этим бывшим вице-президентом, да, там, Яндербиевым, который вот эту религиозную тему начал. Оказывается, вот этот Идигов, он участвовал там после окончания Первой войны, сразу они внесли подлог в Конституцию нашего государства. То есть это даже не знали депутаты, которые во втором созыве были созваны в государстве. Этот Идигов, они как бы это затаили, все, подменили Конституцию, и на основе этого преобразовали наше светское, ну, государство незаконным путем, да, вот в религиозное вот это вот дебри туда их направили. И вот этот Кадыров... Ты точно это знаешь? А? Ты точно уверен, что это Аят Идигов подменил там, это, в общем, как ты говоришь,
Нет, ты точно это знаешь, что он подменил, что это сделал Конституцию, внес туда религиозную тему, там, с Индербиевым. Просто ну, мы это полностью изучили. Мы же здесь в эфирах это объясняем. Мы несколько, уже пару лет подряд в Телеграме это объясняем. Не, ну и Андербиев приехал туда, во-первых, с Эмиратов приехал как религиозный человек. Когда он с Ельциным сел там общался, он как религиозный. Не, это не Андербиев, это не Андербиев. С Эмиратов... Андербиев это с Эмиратов, а с Иордании. С Иордании, с арабских стран. С Иордании приезжал Фатхи был такой, то есть человек, который женат, который был, оказывается, женат на своей двоюродной сестре, да, и который втирал чеченцам, что наши устои, там, наши традиции, они противоречат исламу, это грязно, все туда-сюда. Человек, который вот сейчас, недавно, полгода, год назад мы узнали, оказывается, имеется в виду, мы, кто вот, скажем так, наши единомышленники. А вот эти, оказывается, закулисье исламистское, они это знали прекрасно. Оказалось, что он женат на двоюродной сестре. И если бы чеченцы изначально знали, что он человек, который женился на двоюродной сестре, да, что он им втирает, как нужно культуру как бы соблюдать или какие-то устои и так далее, его бы оттуда вышвырнули бы из этой мечети сразу же. Заплевали бы. То есть вот хитро просто это все с нами провели. Ну, я сейчас темы на тему прыгаю. Нет, ну не важно как. У меня вопрос конкретно за этих блогеров, да, то, что вот ведут. Да, я вот про Закаеве, когда возник вот этот вопрос, я просто тоже в этой команде был, и где мы разошлись, когда я понял, что они, именно Закаев со своей вот этой отделом по религии, там, кто у него, Абдулла Артаханов, потом Салтаханов, вот этот, как его, елки, не знаю, напомните там. Алим Паша. Вылетело у меня его имя. Как? Алим Паша, да, Алим Паша. То есть вот это отдел по религии, там, закулисье, они на вот этой религиозной теме. И тут всплыло, что, оказывается, Закаев еще в 98 году, оказывается, возглавлял, это есть издержка из газеты даже, оказывается, он возглавлял комиссию, да, по созданию шариатской конституции на основе конституции Ирана и Пакистана. То есть вот, оказывается, чем наш этот... Очень весело. Я почему задал этот вопрос, потому что у них было, получается, два крыла. Ибрагим, а кто это спонсировал? Ведь каждые такие приходы в чужие страны кто-то спонсирует. Аллах дает. А ты ну да, там через Аллаха, от Аллаха все шло через вот этих, через Ближний Восток, слубянки от Аллаха. Вот если вы у меня на канале, это посмотрите, Дугина, как он объясняет, как они вот это с помощью религиозных приемов там разобщили чеченцев и так далее. То есть там можно это понять. Они притащили вот этого Абу Умара какого-то, да, из этого Саудовской Аравии. С ним встречался Яндербиев, и потом они взяли вот этот религиозный курс. У кого это микрофон включен? Так, микрофон у кого-то включен. Я сейчас опять с темы на тему прыгаю, да, я хочу просто объяснить, что там... Да, я хочу понять, что происходит. Он именно... Да, Закаев гнет религиозную тему. То есть у них есть такая конституция, принятая в лесу вот этими арабами. Сайф Ислам, Абу Умар, Ясер там какой-то. Когда они вынудили Масхадова, как бы вот из-за финансирования... Вообще-то Масхадова мунафиком называли, да, тогда джамаат. И вообще грозились его расправиться с ним. И он, чтобы вот эти джамааты, пытаясь их, скажем так, под общее командование подвести и заставить их там воевать, скажем так, освободить город Грозный, это в 96 году, это же он провел вот эту операцию,
под его планом, под его разработкой проводилось вот это, когда русские за стол переговоров сели и вынуждены были выйти. Он примерно такую же операцию подготавливал, и вот эти джамааты, чтобы их под одно командование подогнать, пошел на уступки в эти религиозные игры играть. И в итоге у нас получилось так, что нифига ни один джамаат, никто там не воевал, ничего не делал, да, просто балаболили все. А в истории осталось то, что Масхадов, короче, вот эту религиозную тему, вот этот низам какой-то принял там шариатский. И вот этот шариатский низам, который там был принят, вот это сейчас возглавляет Закаев его. То есть установление Корана и Сунны, там, короче, джихад. Как я следил за Масхадовым, он всегда носил папаху, как бы, он делал намаз. Я помню, что он делал намаз, но он всегда, как бы, отходил чуть-чуть от всего этой тематики, как бы, даже если это были те, которые поддерживали, как бы, приезжая в Чечню и так далее, как, помогая там против войны с Россией, он как-то от них отходил, как бы, да, он прям напрямую с ними так сильно не общался. Лазик, сегодня вот задним числом, да, вообще политика, проведенная Масхадовым, да, после вот того, как его президенты, короче, выбрали, она абсолютно несостоятельна и пагубна оказалась. Но сейчас это говорить, да, вот сейчас, да, после всего вот этого, когда у него остались вооруженные люди там до зубов, да, после военных, разрушенные до основания город, какие-то эти религиозные появились чуваки, да, которым там через арабские вот эти страны вот так финансировали, которых. То есть во всей этой ситуации, как бы, тем более не понимая, с чем мы столкнулись, да, вот эта религиозная тема, потому что чеченцы как бы врасплох были, скажем так, настигнуты, да, вот ты, вроде бы у тебя, ты не можешь против духовного попереть там, да, потому что у тебя, скажем так, национальная вот эта традиционная привязка к религиозному, да, но то, что истинно вот это вот пришло, это полная противоположность то, что у нас было. А это не знал никто об этом. Вот сейчас мы же здесь, если вы наблюдаете, да, пытаемся объяснить, да, хадисы, аяты какие-то, и эти начинают троить. То есть у них начинает там подгорать, короче, они начинают вот это вот включаться, такая защитная реакция, потому что люди тоже это не слышали. Никто не знает про педофилию, извиняюсь, про какие-то там вот эти изнасилования там и так далее. То есть это люди не знают по сей день. А там тем более никто об этом не знал, да, там посчитали это как, в штыки не восприняли. Ну, как помощь, сейчас, как бы, помощь, да, сейчас, как вот, если задним числом понимать, что за этим стояло, что там было, вот с таким пониманием всего этого, это можно было сразу там в 5 секунд разрулить все. Ну, вот тогда, Приняли как помощь, и в конце вот то, что получилось, то получилось. То же сегодня происходит. Короче, вот насчет этого тузика, да, в простонародье, Тумсо Абдурахманов, этот человек, он работал со Шмаковым, замдиректор был электросвязи. Электросвязи – это 100% как бы сотрудничающая полная со спецслужбами России организация. Потом его подтянули там, повезли куда-то в Москву, чуть-чуть, это, скажем, блогерское вот это дело, немного поднатаскали его. Потом создали вот эту легенду, ему якобы за бороду его какой-то Ислам Кадыров схватил, и он, видите ли, убежал оттуда. И почему-то с лордом там вел видеосвязь, как бы сидел, оскорблял его там на чеченцев. Я сидел, смотрел в онлайне, так сказать, что ты понял. Когда его пытались выдворить в Польше, когда там польские спецслужбы уже поняли, что это за как бы неприемлемая для Польши персона, да, там, то есть его спецслужбистское, короче, нутро. Его попытались оттуда выдворить, и тогда ему лорд провозглашает кровную месть в прямом эфире. А вообще по какому, это я не пойму, какого лешего кровного месть? Кровная месть это за убитого только провозглашают. Ну, что он лорда кого-то убил, что ли?
Они там такое, да. Это как бы туда переходить, там сейчас уходить в эту тему, это сейчас разговаривать об этом долго. Я смотри, Ибрагим, я смотрю, как хочу объяснить, что вот этот чувак, да, он 10 лет компасировал мозги и не дал вот дать обществу, они на перехват, скажем так, сделали нашу инициативу, перехватили у нас инициативу и 10 лет компасировали мозги людям. То есть сразу их афишировали, их «Дождь» подключилась, «Новая газета», «Кавказ Реалии», «Радио Свобода», «Настоящая Россия». Во все дырки их начали, о них трубить, их показывать, и все. Остальные какие-то, скажем так, альтернативные мнения, они отошли на задний план. И вот это через все ютубы, через все эти средства массовой информации их пропагандировали, и они опять вот этих всех людей не дали после падения ИГИЛа отойти назад, да, там, скажем так, дерадикализироваться обществу. Они вот так и начали продолжать держать это общество вот в таком вот, скажем, состоянии. Короче, как бы, когда они говорят, они убирают тему от главной проблемы, получается. В конце концов, когда им дают как бы говорить, как бы, но они уже получаются как представители, да, вот чеченской проблемы. Что сейчас они, в принципе, и делают, как бы, когда их зовут на все эти телеканалы и так далее. Но они убирают от главной проблемы, как бы, от правды само по себе, то, что сейчас происходит. Я тоже контактировал с некоторыми вот этими каналами, да. То есть они хотят пропагандировать тему в формате «Кадыров плохой». Да, все, вот так, слушай, я имел в виду, как бы, Кадыров плохой, все, вот давайте херачить Кадырова, как бы, якобы все. Да, чеченцы, чеченской власти, потом критики Кадырова, оппозиционеры, я им объясняю, что какие оппозиционеры, вон, поставили туда, привели многотысячную армию, посадили туда этого, он выполняет, да, он преступник, но он выполняет ваши команды, и эту тему они не публикуют, все, там это останавливается. Не, он написал, меня блокнул в конце, как бы. У него получается, опять же, еще раз, он как бы, когда говорил мне, ну, когда мне понравился, опять же, когда понравился, ну, когда я его увидел, понравилось то, что он говорит, он там прям топил, как бы, там, за историческую, как бы, да, принадлежность, там, евреев к Израилю, там, хвалил Израиль и так далее, как бы. Но я его начал слушать, там, подключался как-то в YouTube, и даже, ну, я же говорю, через комментарии с ним общался. А потом я вижу, он что-то такое банает. Почему? Они на чеченском языке у нас есть их эфиры, как они мозги компасируют, где он шариатские государства, исламские, короче, он Сулейманов, потом там Белокиев, есть вот этот ингушский блогер, там Ислам Белокиев. У них вот эти версии, короче, исламские. Еще на всю молодежь кричали, чтобы они против Израиля посты ставили, прямо призывали. Вот да, я слышал, я это слышал это. Я слышал это, как бы, если ты мужчина, скажи, как я. Израиль террорист, Израиль оккупант. Ну, понимаешь, это нашей молодежи вот в голову вот эту херню, арабскую сказку, вот эти пропагандисты, вот эти опущенные вливают, которые сюда присланы теми же самыми, кто гнобят наш народ, кто вам, евреям, сюрприз делал, да, Василий Васильевич Хуйло, наш халиф. Да, вот эти мудаки всем этим заправляют. И они все вместе и все заодно. Русский мир, исламский мир – это одно и то же. Одно целое, единое. Два брата-акробата. Просто один чутка черный от солнца, другой чутка белый. Где мой друг, который меня там целует там, во все стороны? Где он? Просто вот эта тема. Мана. Вот эта тема исламизма, да, ее уже давно с этим можно было бы кончить, да, там. Просто нету кого-то, вот, например, если мы возьмем там каких-то представителей других народов, стран, вот в Европе, которые проживают, у них есть спецслужбы, да, их государств, есть какие-то посольства, с которыми работают, там, сотрудничают, да, там, со странами проживания. И любые какие-то вот эти международные, скажем так,
инициативы, активность, там, имеется в виду, связанные с террором там, и так далее, это сразу пресекается. То есть и работают люди вместе. А тут в нашем случае у нас какая ситуация? В нашем случае мы как бы, ну, нас считают гражданами Российской Федерации, а в том-то и дело, что как раз-таки Российская Федерация и хочет, чтобы там мы головы резали во Франции. Даже вот эту тему, когда мы начали сейчас, и какой-то Полудан там начал провоцировать в Швеции, там сжигать Коран, и все дагестанские муллы начали призывать чеченцев последовать примеру Абдуллаха, а мы в противовес, короче, начали наоборот разносить это дело, да, разъяснять, что вообще... И вот такие, как Вендетта, которые даже под Аллаха фугас сложат, то есть перенимать всю инициативу на себя, понимаешь? То есть весь вот этот... Если какой-то следующий чеченский, скажем так, созданный вот этими спецслужбами, всякими пропагандой вот этой, Будулак, если захочет в следующий раз там с кем-то что-то сделать, он сначала нас должен остановить, понимаете? Вот мы здесь первая как бы цель. То есть весь вот этот удар мы на себя перенимаем, вот наша деятельность. И тут что происходит? Когда вот это в Швеции произошло, никакого этого не последовало, потому что здесь уже другая тема появилась. То есть никакого Абдуллаха Анзорова не нашли там. И они сразу создали похожую ситуацию в России, да, якобы русский какой-то сжег там Коран, надругался над ним, и его привозят, видите ли, в Чеченскую Республику почему-то. Нет, его потеряли уже. Да, и сын Кадырки показывает лайфхак, да, пример, мастер-класс чеченцам, проживающим в Европе, как нужно поступать. Вот видите, мы вот так вот поступаем с кораноподжигателями, а вы там сидите типа в Европе и ничего. То есть это надо в чеченской шкуре, да, побывать и еще быть свободным на голову от всех вот этих идеологических вот этих дебилизма, да, чтобы как бы четко, скажем так, ясно вот это ориентироваться в ситуации, в то, что здесь происходит. К сожалению, у нас... Да. И если Кадыров может потерять русского в России, перевозя его куда-то, вот от того же, вот этого тоже там посадили, как фамилию забыл, да, то, что вот закрыли, то, что это, мелкий пончик, как бы, да, с медалями бил его. Вот если они смогли потерять русского, то как там теряются чеченцы, когда Кадыров там сидит во власти? Это ж пипец. Ну, видишь, этого русского, если ты посмотришь, да, на эту запись, он якобы его избивает там. Вот мы в детстве в школе играли в такую игру, да? Ты как будто бы пощечину даешь там своему там оппоненту, скажем так, а сам, по идее, там себе по ноге раз вот так ударил и махнул, как будто бы ему по лицу попало. И рядом стоящий удивляется, что ты его шлепнул там. То есть то, что там вот этот мелкий кадырка, то, что, дайте я доскажу, то, что там этот мелкий кадырка на камеру там его якобы избивает, это вообще фейк, да? Если бы там реально что-то было, какое-то избиение, его бы он как Тимирханов просто матюкнулся. Не Тимирханов или как его? Не, Тимирханов это убил этого. Убил этого. На бутылку посадил. На бутылку пацан молодой, это то, что был, да. Молодой парнишка, и посадили на бутылку, да, и тоже исчез. Короче, как его бы посадили, потому что тот просто там матюкался, да, там на женщин, на кого-то, а этот целый Коран поджег. Тимирханов тоже Баданов, Шмаданов этого убил, да. Нет. Типсуркаев, да. То вот этого должны были сразу на 2 бутылки или на банку, я не знаю, ну, образно говоря, короче, обсуждаю там, да, понятно. То есть по вот этим вот, скажем так, убеждениям его должны были, ну, на 2 бутылки, скажем так. А это просто фейк, понимаешь? То есть там умышленно этого человека посадили, и они хотят показать, как надо здесь поступать, в Европе. И когда это все перестает работать, они сейчас подключают ЧГТРК, собирают всех вот этих исламистов, явно открыто нам вот в этих эфирах,
полностью созывают, призывают этих людей, чтобы... И, к сожалению, вот эти вот спецслужбы, я не знаю, они в курсе, в принципе, всего происходящего, но что-то, короче, так не надо работать, да? Надо работать на опережение, а не так. Что-то непонятно, да, что... Я понимаю, что там у каждого свои там стратегии, там подходы, там пытаются всю сеть каким-то образом, но это мы здесь тоже не собираемся какими-то, как это называется, ну, короче, подопытными мышами здесь, мышами подопытными, короче. Вы основатели сионизма сейчас. Вы, получается, основатели сионизма. Как бы нашего сионизма, ну, как бы в своем случае. Да. Почему вы всегда наезжаете на самую эту благородную, безобидную религию и самую беспомощную Россию? Почему всегда на них наезжаете? Почему? Потому что получается, сильнее, как бы, они беспомощные, они вот такие вот, видишь, как получается. Нет, я просто чуть-чуть хотел договорить, как получается, что вы не сионизма, ну, как бы в вашем случае тоже получается, ну, как вы назовете, так и будет. Это вернуться в Чечню или там, не знаю, может, у вас там есть какая-то принадлежность какая-то, там такая вот вековая, да, что вы можете назвать это. Вы должны так назвать. Вы как бы сейчас у вас идея такая вернуться к себе домой, скажем так, как у нас это. Ну, у нас это называется сионизм. 1,5 миллиарда Израиль на 15 миллионов ислам. Почему их постоянно... Потому что нас больше получается. Мы можем, мы сильнее. И Россия тоже, он только 35-150 миллионов, а вы 1,5 миллиарда евреев. Почему вы издеваетесь над беспомощными? Мышцы. Чем больше, тем сильнее. Знаете, я кое-что нашла, хотела вам показать. Я раньше интересовалась этой темой, езидками, да, вот то, что вот их постоянно похищали, продавали в рабство сексуальное. Я вот хотела вам показать, там буквально минуту с несколько секундами, по поводу девушки одной, вот, где она рассказывает о своей жизни. Я не знаю, если вам интересно, я вам включу. Просто те мусульмане, которые здесь внизу, хотелось бы послушать вас, да, вашу справедливость, когда вы говорите о вашей религии, о вашей уме, о вашей сплоченности, вашей справедливости. Можно, ребят, включить? Ребята. Конечно. Это самое, модер. Админ, дай Стелле тоже модерку, чтобы она тоже могла регулировать. Короче, я понял, да, и правильно я понял тебя. Я тебя услышал, понял. Мне было просто интересно, почему я отслеживал всю эту тему, как бы, да. Не знаю, это, может, и скучно было, может, и увлекаюсь немножко политикой, как бы, да. Я отслеживал. Было интересно твое мнение. Вот знаешь, вот эта ситуация с вот этим всем, что происходит, просто сами подумайте, приехали в Европу, там 300-400 тысяч человек, вообще далеки были от радикализма. И здесь, и то там, да, вот в межвоенный какой-то период, когда это все исламисты там появились, это не задело этих людей, да, как бы все наоборот там плевались в эту сторону. 15 лет. А тут, получается, в Европу куда-то приехали, и все радикализируются. Я что хочу объяснить, это не естественным образом просто происходит. Потому что здесь вот эта пропаганда через эти ТикТоки, через WhatsApp, Фейсбуки, через все существующие. Вот в Телеграме сколько они сидели, эти Абдурахмановы, они годами просто мозги компасировали там. Сейчас они в закрытые группы скрылись куда-то, да? Ну, там тоже они продолжают. Допустим, да, Абдурахманов, он делал это, он как бы говорил людям, то, что вот, они хотят услышать, допустим, чеченцев, да, которые проживают в Европе, но он еще туда приправлял как бы какой-то религиозный радикализм, как бы, да, при всем при этом, как я это вижу.
он потихонечку приводил еще их, как бы, ну, неважно, даже если они против России, значит, ну, при этом они еще становятся, как бы, радикальными мусульманами. Вот как это делал Тумсо. Он как бы работал, да, конечно. Потом поговорим. Вместе с мужем и маленьким сыном она жила в горной деревне с преимущественно езидским населением недалеко от города Синджара на северо-западе Ирака. Кошмар начался для нее в ночь на 3 августа, когда война подступила вплотную к порогу родного дома. Боевики группировки «Исламское государство» вошли в деревню, сломив сопротивление ее защитников. Амша, как и многие другие ее односельчанки, попала в плен, о котором вспоминает с содроганием. Боевики продавали женщин-езидок за $10-12. Одна женщина предназначалась для 10 мужчин. Кто может оправдать такое поведение? Может ли Господь такое принять? Это позор, когда женщину насилуют. Но когда ее насилуют 10 мужчин, то как это назвать? Это не люди, это животные. Из-за них я до сих пор живу в постоянном страхе. Всех мужчин деревни джихадисты убили, погиб и муж Амши. Она видела своими глазами, как ему выстрелили в спину и в затылок. Вместе с другими женщинами Амшу привезли в Мосул. Ей чудом удалось бежать. Другим женщинам повезло меньше, они все еще находятся в плену, и лишь единицам удается дать о себе знать. 3 дня назад я говорила с матерью, рассказывает дочь одной из пленниц. Она закапывает свой мобильник, чтобы его не нашли. Джихадисты проводят регулярные обыски. Если найдут телефон, то расстреливают на месте. Думаю, что они нашли телефон моей сестры. Вот уже 12 дней, как она нам не звонила. Последователи езидизма, одной из древнейших религий мира, уходящей корнями в зороастризм, всегда преследовались радикальными исламистами. Продвижение боевиков исламского государства грозит им геноцидом. Благодарю, что ты это показала, да, Стелла. Вот кто здесь смотрит, да, вот наши соотечественники, соотечественницы. Просто посмотрите, да, там, вы же понимаете, что вот эти иман должкенты, которых вы воспитываете, мазмарх, бусул внадинок, Аллах, да, там туда-сюда, когда он полностью начинает соответствовать Корану и Сунне, в суре 4, 24 аяту, это только один с замужними, там еще несколько, кстати, все вот эти про изнасилования незамужних тоже аяты, там, эти наши соратники, которые здесь поковыряйте, а то мы только на этом циклимся, 4.24. Там о незамужних вообще полный вперед, это только замужние, 4.24. То есть эти люди начинают, когда следовать полностью Корану и Сунне, вот представляете, вот я знаю случаи здесь в Европе, возвращенные в имане, в исламе, они ничего не своруют, там матери, отцу помогут. Вот такие вот хорошие, полностью из себя чистые мусульманские парни, потом туда их увезли, туда, затащили в эту Сирию, Ирак, туда. И они там вот по кругу, вот сейчас видели, вы показывают женщины, 10 человек. Это тоже, как и вы, женщина. Себя поставьте на женскую солидарность, включите свою. И поймите, что ваш сын оказался насильником. И в будущем любой ваш сын, ваш брат, муж – это потенциальный насильник, если он будет в идеале следовать тому, что там предписано. Не, ну для них он будет следовать как бы шариату, получается, так как она в него верит. Для нее получается, что он следует шариату, да, Ибрагим. Она в это искренне верит, получается. И на самом деле, Ибрагим, есть репортажи намного жестче, где прям вот они описывают и показывают. Но там просто есть места, где показывают и оружие, я боюсь, что нас блокнут. Поэтому я решила тут коротенько показать. Основать это. Ладно, спасибо за внимание. Извиняюсь, что всех перебивал. Я выйду. И тоже, если примете, с удовольствием зайду. Спасибо всем. Свободу вашему чеченскому народу. Дай Бог, чтобы вы все вернулись к себе на землю. Дай Бог нам, чтобы у нас было спокойствие, чтобы у вас было спокойствие, чтобы мы могли вот так вот просто вот общаться по-дружески. Как дела у тебя? Все хорошо? Приезжай в гости. Дай Бог, чтобы так и происходило. Тодороба за хорошие теплые слова.
Надо немного этого джамшута поднять, чтобы чуть-чуть разрядить здесь, а то... Я пойду к своим джамшутам. А то все по мне соскучились. Спрашиваю, какие дела у них там. Все, давайте, спасибо большое. Где наш джамшут? Джамшут, или как его там, Инвисейбл, или что там это был? Поднимите нашего. Так, ну где надо, в самом интересном месте нету нашего. А кого поднять, Ибрагим? Как у него это самое, Insable, или я, короче, не знаю английский, только местами. Какой-то этот номер. А вот Invisible, как это правильно произносится. Его, по-моему, нету. Вернись, Джамшот. Где ты? Нет, тут нету такого. Тут этот Гургаз или кто что-то там писал в комментариях, что я где-то мороженое на Шведенплац где-то покупал. И что? Я и на Шведенплац могу мороженое покупать. И на Флорисдорф. И на Штефансплац. И где и ты что хочешь сказать мне? Вот этот Гургаз, который. И что, я что думаю, что где-то это самое. В норке сижу, что ли, здесь. Или запугать. Добрый вечер. Добрый вечер. Приходите в свободный мир. Маршу. Да, слежу за эфиром. Слушаю. Я позвала Invisible. Он просто не в сети. Я не вижу, чтобы у него было включен, что он в сети. Надеюсь, он, короче, зайдет немного без этого, без юмора тоже как бы не дело. Я надеюсь, ему не из Египта надо идти. А вообще стрим очень интересный, очень сильный стрим сегодня. А правда, что у евреев есть специальная шляпа сейчас противодроновая, они сразу как сбивают и падают, говорит, дрона. У нас зонтик есть. Наверное, да, может, я неправильно понял. Да, железобетонный. Показалась шляпа. Идея неплохая. Вообще, можно было бы шляпу придумать, которая как дрон взлетает и сбивает, короче. Привет всем. Вы так смеетесь, это в будущем, возможно, там какой-то чип будет, там все, если что-то летит неправильно, он сбивает с толку и все, падает. Дай бог. Дай бог. Чему здесь удивляться, если музам даже Луну разделял пополам? Что тут такого? Я бы очень хотела, чтобы мои дети не знали, что такое дроны, и не знали, что такое ракеты. Да? Хотя они все прекрасно уже знают и все понимают. Но очень бы хотелось, чтобы дети не росли в такой атмосфере, когда надо бежать в бомбоубежище, либо в специальные наши комнаты. Так что я бы очень надеялась на то, чтобы уничтожили всю эту мразь. Сейчас все, что так быстро меняется, уже у детей дети, наверное, гуси летят или птицы летят, они уже
ненатуральные, наверное, будут. До того быстро прогрессируемся. Как это сказать, такие парки, где останавливаются перелетные птицы, и в сезоны, когда они улетают и возвращаются, мы туда ездим и смотрим сотни тысяч птиц. И представь, эти гуси, ты смотришь, ты думаешь, они натуральные, не можешь отличить, различить. Кто бы мог подумать там лет 20 тому, 15 назад, что сегодня вот так можно все создавать. Сегодня Украина полностью из этого неба под их контролем. Помните, они говорили какие-то комары, там что-то будут, у них есть химические запускать. Это уже, если даже сегодня будут, удивляться нечему уже. Быстро меняется все. Вы знаете, я только вам скажу... ислам не меняется, остальное все меняется. Ну, меняется, но я бы вам сказала совсем другое, что тогда, когда начинают летать ракеты, первый день начинаешь бояться, потом втягиваешься, а потом тебе не хватает этого звука сирены, когда летят ракеты. Это вот такая у нас жизнь. Так что, когда начинается перемирие, мы как бы еще неделю приходим в себя. Почему все так тихо? Понимаете? Это тоже не жизнь. Ислам, когда ты пишешь, что ты в грязь не поднимаешься, я тебе могу сейчас включить камеру и показать, где истинная грязь. И поверь мне, ты бы закопал бы свою голову под землю и не высовывал бы себя оттуда. Ясно? А так не переживай. Ты, Ванючка, можешь 7 дней не купаться, через 7 дней 7 сантиметров грязи сами отпадут от тебя. 100%. Главное, свою попу не забывай подтирать говорящими камнями, ладно? Дезинфекцию песком. И когда намаз делаешь, чтобы мухи не залетали туда. Это противоречит. Если здесь сидеть в чате, он такой же, как и мы. Зачем здесь сидеть, если он так считает? А если присутствует такой же? Он просто хочет себя превознести. Но дело в том, что он уже как минимум 3 часа тут торчит и выйти не может. Да? Кто? Стелла, ему нравится быть опущенным. Ну, иди наверх. Пусть сидит, пусть сидит. Поразговариваем. Смоем тебя в унитаз. Старые бабы у окна молча смотрят на меня. Что ты там жуешь во рту? Вытащи со рта эту гадость. Во рту снешь, знаешь, такой, как на слайд. Понятно, что ты там бубнишь, ты будешь нормально. Меняемо. Табак, это специально табак. Меняемо. Он, как это, видел листья вот кокаиновые. Кока, дерево, они жуют, кокс там выделяется. Это не бойся, сегодня не трогай тебя, я тебе слово дал. Ой, Господи. Блин, такие бойцы прям невозможно, да? Сидят внизу. Гузар, он такой вредный, знаешь, вот. И не может без нас. Вот 100%. Кстати, Ибрагим ушел, он говорил, что он видел по поводу ролика, да, какого-то, где там, или кто там рассказывал, что там, типа, он лежит, типа, он умер, но потом он там двигается, и ему говорят, не двигайся. Есть еще один смешной ролик, где мертвый вдруг встает и убегает. Ты же знаешь, сколько этих роликов есть. Как они это все снимают, готовят, заливают красной краской. Чтобы потом показывать всяким. Ага. Ислам.
Уймись, Или животное. так материализуют эту мысль. Куртизанка твоя сперва мама. так, По ней потом не вот надо так. судить весь мир, ладно? Давай, посиди тихо. Куртизанка. Не, Именно среди он баб старых, всегда с нами. и еще со Узар, стариком ты каким-то. донатишь этот чат? Нет, Узар? О, кто пришел. А, Привет, все, привет. уже пошло. Кто? Как дела? Оставь Это Эрла. наш. Кто это? Это наш. Ну, это не Если бы Ахмад. ты слышала, как Обычно он Ахмад так красиво прикалывается. поет. Если бы ты знала, как он красиво После поет. работы, понимаете, очень устал. Отдельно диверсионным батальоном, джихадом, на абхазским, афганским, именно Дудаем, на батальоном Украины, на джихадом, на Хачуном, на Кто это? Стелла. Я подсказываю, не могу угадать, что это. Если ты дядя, ты можешь понять, да, помнишь, что народ говорил, Огонь просто. на тебя будут плеваться, сморкаться. Хочу джихадом сделать, муханом залетает, очконом, если задеть, то намазанным не портится, гусаром на русском гусаром, хочу зайти на задницу, по шахарному, хадису, есть на катагон. Гусаром хочу зайти, как задницу. Узар, он клип, что и он говорит, так что... Стелла, ты гимн не В слышала? 4 языках лох клип презентен. Куда прибеднять туда, а шо? Я сейчас блокну за сексуальный контент. Перестань. Сексом по-хорошему вешаем, не надо запрещать, но сексом по-хорошему вешаем. Сексом ислам не разрешает, но в любых позициях со всеми нам разрешает, кроме мамы. Мама не запретила, сура 4, я там 23 не запретила, она сказала, не надо. Иншаллах, Аллах тебя накажет. Аллах тебя накажет, иншаллах, жестко. Сура 33, по памяти, думаю, 50, а я там сказала. Тогда Узар, он по-другому будет уже говорить. Сестра, Когда предстанет перед Аллахом, у него голос не такой будет. Можно делать, еще шмиш-шмиш-шмиш, делать как гусаром. Шмись-шмись. Ой, мамочки. Да, тут такая разрядка. Изменится тогда, когда узнают, кто такой Узар. Добрым, тихим мусульманам, задний приводный кверху задом на мусульманам. Просто не знают, кто такой Узар. Когда узнают, вот тогда голос меняется, отвечают. Трусливо-пудным мусульманам, лживые мусульманам. Не читала мне ни одну книгу, но свою книгу на Коране Камасутру не читала. Говорит, много Вачечена, Рашум, Яшимяч, колокольчик, Денечи, Яхнеро, оказывается, были чисто звонко, даже вендетта были, да, слишком, охуеть, блядь. На меня уже не действует, я уже все уже знаю, как против тебя, блядь, суки, блядь. Мне похуй, блядь, что ты там делаешь, блядь, стонешь, блядь, нахуй. Донат. Там она делает мое удовольствие на задний привод мусульман натягивает, по самые помидоры она натягивает мусульман, русским православным. Хавенер, каким-то боком осмотрел, блядь, ты можешь аздик дона, так, сучка, блядь, карту дона, блядь, блядь, нахуй, блядь, это дало, блядь, Мерщевич, Молина, очень шестерки, блядь. Секс с джихадом наделать, секс с джихадом наделать, это приятно гусаровна будет. С Нехатаном говорит, ну давай еще делаем на джихадом, задний проход на делаем, на взрывчатку вставлять, а потом на шахидами стало.
Подожди, сделай мне рекламу. Я открыла новую компанию. Подожди, тихо, не матерись, ну успокойся, возьми успокоительную. Я открыла бизнес еврейский, буду продавать мусульманам говорящие камни. Говорящие камни. Подожди, сделай мне рекламу. Сделай рекламу говорящим камням. Да, озвучка. Капец. Пиши тексты, мы тебе сделаем любую рекламу бесплатно. Если хочешь успокоить Гузарова, скажи, возьми в задницу на Гузарова, успокойся, зачем кричать ему? Гузаров на бывший муджахидин в лесах Чечня и Дагестан ходил, жопу себе делал, взрывчатку сувал, но не взорвался, убежал, нападло, ходит веном, Австрия, социальное обеспечение, социальное направо, берете, плачет, говорит, я чечен, убежал, чечен, приходит, говорит, я араба, не люблю чечена, чечена буду бить, говорит, подлая, лживая араба, иди скажи нам, Австрия, государственному скажи, я не чечен, я муджахид, араба, курышит, скажи нам. Хотя бы один волосок на твоих разбитых яйцах есть, бля, свой голос покажи и поговори нормально. Скажи, скажи, у вас есть яйца большие, я хочу в рот брать, на ждуська помидоры, до помидора я хочу брать, скажи, мусульмане. Кусил, мы говорим, на хадисов, если ты не любишь. Гузар, я очень стесняюсь спросить, почему тебя интересуют волосы на его яйцах, вот серьезно. Стелла, блядь. Ну реально, я просто хочу понять, Ай-яй-яй-яй-яй. что это такое. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Волосатим мужчинами хоче, волосатими равшанами не хоче, джавшутин не хоче брати, волосатими монобровинами, тако мощний, джавшутим равшаним не хоче, братами, посудними збаханим не хоче, в ротами, братами, коренними зубами, сосати не хоче. Мама будет сосать точно, я тебе слово даю. Русский Гузаров на опушке. Гузар, блокнут меня, Хамас он, Хокац Мауит, заодно с ними. Блокнут меня, Айба, Сигбая. Бахдер. Хавас, хочу модер, хочу масана, хочу, ничего, тягая, ел шмаили, гайс, уже болелся. А модер, хочу, да. Это специально, это страх. Самодер мол, а вам укупал лица. Тот, кто вводит страх на эту группу, это... Вот я, волша, вот она моя. Мухмалат, ассаламу алейкум. Слушаешь, это газ, ушей свой, да, спорю, все не решил, блядь, а это последний, блядь. Более доучу, без морала, более доучу. Я очишок старый, блядь, пердон недоебанный, блядь. Это специально, да, шмадуцу, гучцу, а гучу айлон, вот это заодно уже. А было судебное, айлон, маршал, да? Гоза, рух, Абу Кирилл. Ибраим, цикать, заодно, это муэр. А мешал, ислам дин. Бусовнах, цабиескан, да, бусовнах, цабиескан. Ага, мы бехали. Я как знал, что я, блядь. Хуйму, блядь, первую, блядь, что ты долуши. Хуйму, я бываю, вот Не понимаю, почему у людей... Хотя люди туда находят вообще абсолютно бесполезный человек, животное. А ты тут какой-то зверя там, который там... Давай мозга, кучуа, муэр, да, и слонам, тага. Ама бил тагу. Ой, вайн, дочь, бусовдин, реза дочь, да?
Я вам хотела включить этого дагестанского имама, который рассказывает, кем надо быть по жизни. Секунду. Вообще петух, я не понимаю, почему у людей это петух, это как оскорбление. У нас, например, лев, тигр говорят, да, например. Хотя лев ничего не делает, туда-сюда ходит, вообще абсолютно бесполезный человек, животное. А петух такой хапара, такой зверя, который там семейство даже защищает. Одно, даже вот в народностях одно, когда хвалят человека, ты такой мужик, лев, они говорят, машалла, ты такой петух, говорят. А у нас как-то это стало, например, да. Поэтому не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть очень. Все, имейте в виду. Хочу вам представить Абу Кирилл Хаджи. Он сделал большой хадж, вернулся, не было месяц. Он почти пешком обошел всю этот арабские, как говорится, государство. Везде он представил Палестину, ихнее горе. Он должен скоро выйдет его интервью. Как вы потом увидите, как мы болеем за Палестину. Так что приветствуйте. Да, приветствую. Все прав. Скоро будут выходить все мои интервью. Абу Кирилл, а это не вы освещали этих, как его зовут, в России там имама просвещали, священной водой там крестили, по-моему, еще чем-то, иконами. Да, это тоже было. Вода закончилась пока. Вот, я могу превращать воду, коснувшись двумя пальцами, в водку. Вот эти кладбища, вот, которые вот показывают, оказывается, вот это их где-то в 20 веке они переделали. Раньше, в 19 веке, эти кладбища были нормальными надгробиями, оказывается. Вы знали об этом? Откуда мы узнаем? Нам же вот говорят это. На хаджи, оказывается, это кладбище, которое мы видим, в 20 веке вначале только переделали вот так. Раньше, в 19 веке, раньше эти кладбища были, оказывается. Завхоз, вот он. Эти трюк мой архаион, типа, сушут. Свободен, ой, бля, ебаный дорога. А им трюк мой архаион, завхоз, вот он, типа, сушут свой архумелар. هنعني كوتا ميوقع ده أولا بوجه دقة نوم الكون سألون مسخن قيت قوتوا عشوق مسخن هم يلا يخمريني أتلا يا لا أقول بيولا نختي ليرة نختي دوت صدق روشا ميوخون دوت شو ما قلت ويجي شيخون شتايزونا فيسو ديستريليتيش провокация عشمو استرويك إيش وصل دولة تريج ليش تو قمل عيشتوتي واخر يقمل دوت الدريا يقمل استولتي واحد جمتو دك مداتيز Идешь по лахват, цари, в открытую, глаза в глаза, ердут, шхумадури, царь, дюсер мадаться, с нами, хомша, стагол, стагуаться. Я, а это твой витамин, да, а вы на юридицу. Ой. Далее это вообще киечуаться. Лерти огайцерти бос, на вид шокку задуешь, царь мадала, тауза, шоуза. Peter, do you get it there? Sami, there is a back.
هو وقو هو ها بيحكبو كيلك وقو اتناعت اوي هزدوش عشدوش سميتا نستغل شو درتي يا ديلا هيو اليو اتتزواتيس Маршрут. استهل اتك بيحكي يا شو دي دري دبا دوايش اتك انت شو دوايش Модератор, модератор, بيحكي شو بصوت اوي هزدوش اخشى تعليل دوم ياتش شات اوي هزوال كيتش تقوي خاي نا اوي هزوال ياتشو تقوش دعوي الكنال هو كنال خليش شو نوقتي قوم مرشو نوقتي بتشاك ادم قيتو كنال خليش شو نوقتي واحد ناخ شو بيحكي ايش سخل شو كم يعدي كان لا دولو شو لا دور دوك شو تا كم خليش دي ثم خليش دوك شو سيريوز ده نوش سناخ اوي هزديوش خل شو اسا كليك دوك شو حسن لا دور دوك دور دات كيتشن تيم بولي دور دات سوم شر ارتسوش اكتر نو تك شور واتس اوكي ديال شو شون ديال ابا كو وكو داب داي الا هاي دوش ده وكو وش هاي وكو غير لورش هر داوي ويتسال روح جا كيتش جا اوي هزدوش اشدو يتشو ما دير اوي هزداوي إتاني ومن سجت ديش واتانا بوصل دين دات ديت نوخشي قامتو نوخشي قوم وين هوك بوصل دين وإس غاسكش دينك ديت وين نوخشي قام برك داك مارش بتشال كواليرت شول هرنا هما كواليرت باتير قومت بالا باتير بتشال ياتيش يدو يجي غادي يتشتي بالبليلر بولنا بو إشتاني هما دير دولنا باتون ديلو يحسبوش دابايش سولات اوي هزويلات الار شو دي لا تلاسل كان البيت بوتش يلا ما يحكيش كان البيت بوتش سؤال شو مودератор был نسبة شو دي لا شو ذا حلطيقي شو ذا حلطيقي يو خبر يتشاتو ده نسبة وترى Стелла, вы модератор здесь. Лето милок شو مودератор работает. مودراتر خزن خلوه قناة جانا بربوش بتسحق شيء عطيت خلون غير واتر كيتش هرشة جانا مال خلو إيش دقيقة ميلش داش ودقيقة ميلش نيتا إيش تا أي هزنيش دقيقة ميلش ياش بقي بياش بوار نخ وقت بياش ولا اتحيطوا ما تسقط داش إز داعلوت شولا هم دينا واتش تبلت داش نوي سو الله لروي شوي ما جمد لروي شوي أحسن لروي شو ما يوش دات شيخاتي دولو تدلو شنو حلط يحكلو يقام إديت يزروي فرصة دينر ديش دوي هاتي خبر شوش شاك دلوي يتسملخ يشواك يقر شاك دلوي بيت برشلي يوم شدوش باش سونوجي ناختخيت يا روجي برشول يخبر شوش يومش ناختخيت دايري حو عدل بيلوا يجيتن عودلهم شي كيد قوم بالبوتي جيتن تار كيتش قام كلا قش دير زكون شق دار يرتبونا وش بتعمو تريل دوش قام كلا تقلس يتعمو ايش تكساتوا هرم شتوا تقواتش اي هزيوش نوختي دو باغات ايش نوختي قوم نسقط داش واتشو دوتو هو دير دو نوختي چونتياش بو دير دوكسو وندات نوختي تون قعدات هو كان حيغم بوجا نوختي حيغات يخون دات كدات بصوا بني احسن نوختي تي يتخين موات بات غير دات تونيرش أنا أي هتسبوش نبيش أتكلمش أكوي تاجم ناخي التمبر وإيش أي هزديل أخوك شو عبيك تكي تروات أكلدرنا غنوك يا أسادهم دات أشادهم دات ودات ولدر تياك شو تيوك يدعوا لي ويش شو تج تستخل شو نسبة تعمو دعوة نعوق وحالته يشوات لو كل ملو مودراتر خوش ولاتي ويش خيرش لا تعخيبو قربوش معاي دا ارقوس ويسعمو يسي ارقوس نيك حاول صلتوش ويتويز نسبة دوا باخ Просто цауза вещь. Да, охоту, хигвасти, а люха халатишки хоутло сагать, а саг вообще чувает, вешуат. Пусть сидит и слушает, ну и газша, мэр, газ, или вешера. Ол дауа, тузики, ош бочи дауа, цикая.
دقن دق شاش ديتوش لات خار وي بال وي ليلوش دق وين تدي نق ديتش شاش بدرجو دستخش خطابه خذوق القصاش نوقل ما ايش دعوه شورت تشون شو شيخ تربش تشو عايش Ислам возвышает и унижает независимо от того, арабы это или не арабы. И нет превосходства араба над неарабом, кроме как в богобоязненности. Но в то же время это не отменяет того, что арабский народ лучше, чем все остальные народы и нации. Это то, во что я верю, и то, в чем я убежден, и то, в чем я следую религии Аллаха. И даже несмотря на то, что я албанец, я мусульманин, хвала Аллаху за это. Ведь то, что я упомянул о превосходстве арабов, это то, на чем стоят ахли сунна валь джамаа. Так закончил свою речь наш шейх Мухаддис Аль-Албани, да помилует его Всевышний Аллах. Харб бин Исмаиль Аль-Кармани, один из последователей имама Ахмада, что же он сказал относительно упомянутого нами? Я познал тех из населения Ирака, Хиджаза, Шама и других мест, кто находится на этом убеждении. И те, кто противятся этому мнению о превосходстве арабов, порочат его или порицают высказывающего его, то они являются нововведенцами, вышедшими из общины и отклонившимися от принципа сунны и пути истины. Затем его длинная речь привела к следующему. Мы знаем право арабов, их превосходство и основания для этого, и мы любим их согласно хадису посланника Аллаха: любовь к арабам иман, ненависть к ним лицемерие в религии. И мы не говорим словами шуабитов, которые не любят арабов и не признают их превосходство. И относительно них он сказал, что их утверждения являются нововведением и противоречием. Право не превосходят чеченцев однозначно. Может, они над другими не знаю, но точно над чеченами. это хагош был халифши, это علم نخ بوبوش بوتر بتوش حاجتي وجه چامبو مدوت الدنيا لوقم لوق كرا يتانا بتوش تاخذ سبت لو صبت تاتا حوج بعرك شجار لي تعمق لي لوقم لوق وش ميتر كربتي يتان اسبت انا شتوكا توريت باش كيتشوش بوتي يتيوش تقول هواخت اشتغل قوش باش اشتبريوش Каждый бизнес делает через нахбу ишки, он бабос бацендер разбол шибук цаласуном цебаркш. Одним словом, превосходство над чеченом его дать дом. Ни в каком отношении превосходство яйца, ни культурой, ни традициями и с человечностью абсолютно ноль. Чечен Халадой. Стелла, вы здесь или ушли? Стелла вышла. Кстати, мне очень нравится этот ролик. Если можно, послать мне его в личку. Я буду благодарна. Я не понял, что вы сказали? Я сказала, что по поводу вот этого ролика, который сейчас поставили, показали, да, о превосходстве арабов над всеми. Да, я буду рада получить этот ролик, чтобы показать, насколько происходит полное замутнение в голове. Это надо модератору сказать. Да. Надо, наверное, услышал, отправить, скорее Да, всего. конечно, буду рада это получить, конечно.
Вот здесь была одна девушка, ее, как ее... Стелла, моя подруга, да. Нет, другая, это... Ну и что, по-моему, так было, ник у нее, ну и что... Она про одну девушку там сказала, салафитка, что она не азербайджанка. Да. Это, Вот, я вам поясню. это точно она не азербайджанка, да? Это точно. Она ходит, я вам сейчас расскажу, она ходит под ником Салафия. На самом деле ее зовут Маргарита. Она армянка, которая жила в Азербайджане. И она известна из совсем другого... Она известна, да, как девочка легкого поведения. Она была в... Это называется аккаунт Биго. Я не буду полностью рассказывать, чем она там занималась, да, но вдруг она стала салафия. Я говорю абсолютно точно, я могу переслать ее никнейм, я могу переслать ее аккаунт. Ее знают в России. Я эту информацию получила на российском стриме, и потом уже все это перешло дальше, и все знают о том, что она армянка, которая жила в Азербайджане и занималась непристойными вещами, а потом вдруг одела на себя марлю и стала, да, как-то сказать, халяльной мусульманкой. Да, скину. Мне ее личная жизнь вообще не интересует, что она там делает, это ее дело. Просто вот она по чужим народам так обзывать, если сказать Азербайджан, я их знал, я сомневался в этом. Я даже спрашивал у своих товарищей, вот помните, мы же там были, они вот такие, как она могла нам сказать, хотите вы, не хотите вы мусульмане. Я лично, когда приехал в Баку, когда меня спрашивали, у тебя какая религия, лично я за себя говорю, я не знал, что ответить. У меня не было никакой религии. Я вообще не знал это, понимаете, потому что у меня не было этого. Я только там начал узнавать про это все. За меня азербайджанская сказала, меня спрашивал американец, и она у меня спрашивает, ну что у тебя за религия? Я говорю, я не знаю, какая религия. Не знаю, там старики молятся, там я тоже там молился, не молился, вот так было. И она, американец, говорит, у него религия ислам. И я про себя даже чуть слух спрашиваю, ислам? Я удивился даже, что у меня есть какая-то религия ислам. Вот так это все было, по правде. И я видел, что они вообще не религиозные, такие эти люди. Я часто встречал, порой жил с ними, и много их знал. И она раз вот так говорит, они никогда так к нам не обращались, что мы как будто мусульмане. Она говорит, хотите вы, не хотите вы мусульмане. Поэтому я засомневался, что она азербайджанка. Может, она живет там, но под чужим народом вот так говорит, это неправильно, это вообще, да. Это нечестно по отношению к тому народу, где ты живешь. Если я скажу, что я американец сейчас, это же неправильно, если я в Америке, или я в Франции, я француз. Это же неправильно. Вот за это я говорю. А что она... Да, что она за личное у нее, это ее дело. Мне это не касается ее чистое или грязное белье, это не мое. Нет, это не важно, кем она была. Важно то, что она сейчас делает. Она занимается подстрекательной работой, она поддерживает ваххабизм. И в свое время, я думаю, месяцев 7-8 назад, тогда, когда она начала конкретно выходить в стрим, у нее вся ее страница была полностью заполнена теми шейхами, которые запрещены в Саудовской Аравии и в Эмиратах. Они сидели в тюрьме и сидят до сих пор в тюрьме, и им запрещен въезд в некоторые мусульманские страны, потому что они лишены гражданства этих стран.
И тогда, когда я ее подловила на этом, я уже поняла, кто она такая, чем она занимается. Поэтому это полная дрянь, которая сталкивает между собой народы. Она армянка, которая жила в Азербайджане, и все то, что она вам говорит, не верьте ей абсолютно ни в чем. Она полная дрянь. Просто полная. Могла бы сказать больше, сказала бы. Приветствую всех. Что я хотел от тебя сказать? Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Просто, как представителю чеченского народа, уважающий историю, традиции, обычаи своего народа, как я могу принять религию, где я должен быть второсортным? Второсортным, третий сорт, даже сорта твои, второй сорт можно тебе не дадут. Тебе третий сорт дадут, если так стучишься им в дверь, ихнюю дверь. Третий сортный. Я не понимаю, как можно принимать? Можно как не уважать себя, как не уважать себя? Даже официально третий сорт мы. Где они вообще твою культуру не признают. Требуют, чтобы ты оставил свою культуру как низкосортную. Твои традиции и обычаи вообще не признают. Ни твой язык, никого. И не признавали. Как они приходили? Силой и оружием приходили. Что они с добром, с книжкой, с Кораном приходили? Что там у них люди приходили, проповедники с Коранами, что ли? На Кавказ с Коранами не проповедники пришли. Кто пришел на Кавказ? Мы же знаем. С оружием, с мечом. Что они делали? Грабили, убивали, насиловали. Плен забирали, женщин, детей. Мастеров забирали, ремесленников. Красивых женщин требовали. Просто вот что им повезло, это религия, что это Византийская империя, империя сасанидов. Можно перебить? Я бы хотел спросить вас. Да. Сколько лет назад это было? А? Что было? Сколько лет назад это было? Что было? Та история, которую вы рассказали сейчас. Какая история? То, что вы сейчас рассказываете нам. Можно я кое-что вам расскажу? По конкретной какая история? Чеченоговорящий араб, Хаярда. Можно я кое-что расскажу, Вендета? Можно я вам кое-что расскажу? Извините, что я вас перебиваю. Непонятный вопрос. И насчет евреев... Он у тебя спрашивает, вот то, что ты рассказал. Можно я вам кое-что расскажу? У меня это есть в записи. Я вам кое-что расскажу, что ответил мусульманин араб. В каком веке это было? Объясните ему. Да, объясните, в каком веке пришли с оружием и убивали. Вот это когда происходило, он спрашивает. 729 год, первое вторжение вовнутрь ислама на Кавказ. Ну, первое появление арабов, 640-е годы. Потом в 8 веке Мирван II прошел через Северный Кавказ, убивая, грабя, дошел до Ростова почти. Ничего хорошего на Кавказе не принесли. Можно перебить? Сколько чеченцев погибло тогда? Сколько чеченцев погибло тогда? Нет, что за вопрос у тебя? Что за вопрос? Что ты спрашиваешь какие-то вопросы? Что за вопрос? Сколько чеченцев? Ответьте, ничего. Можно же ответить, если... Ну, сейчас пойду посчитаю. Посчитаю. Я не знаю. Вот этот вопрос чеченец задает или не чеченец? Чеченец такие вопросы задавать не будет. Чеченец не будет такие вопросы. Я понимаю, если там араб какой-нибудь, но чеченец такие вопросы задавать не будет. Ты же говоришь... Можно я на эту тему кое-что расскажу? Что хочу сказать? Вот этому типу я вообще отвечать не хочу. Вот таким типам вообще не хочу отвечать. Потому что у меня презрение к таким типам. Ветеран, можно я кое-что расскажу вам? Последний вопрос именно к вам. А какую религию тогда ты именно предпочитаешь? Подожди, уважаемый, можно я кое-что расскажу? Секундочку. У меня есть очень хороший друг чеченец, он живет в Грозном. Он поднялся на один эфир
Это я могу привести этого человека, он это подтвердит. Он поднялся на один эфир, где находились арабы, мусульмане. Один из них, его зовут Хусейн, он выходец из Газы, если я не ошибаюсь, да, очень хорошо говорит на русском, он учился в России, у него жена русская. И он поднялся на этот эфир и сказал: я чеченец, я мусульманин, я живу в Грозном, в чем твои проблемы, я читаю Коран. Он ему ответил в лицо, он ему сказал: кто ты? Ты мусульманин? Ты читаешь Коран? Да ты не мусульманин, и ты читаешь не тот Коран, и вообще арабы вас не признают. Ты не то, что первый, не второй, не третий, ты вообще никто, ты не мусульманин. Я отвечаю за каждое слово, которое я сейчас ты сказала. сейчас путаешь меня с русскими наташками, каждое которые слово любят арабов. я рассказала. Я арабов не люблю. Я сейчас рассказала, крепко. секундочку. А ты то, что сейчас рассказываешь, это ваши личные, короче, кого вы любите, не любите. Это Я рассказала правду. Это не мое личное. Меня там не было. Меня там не было на этом эфире. Я сейчас объясню. Никакой религии он послал нахрен 6 аятов Корана, достоверный сахих хадис пророков, в которых Аллах и пророк отрекаются от мусульман, которые живут в Садикафре. Этот опущенный поехал в Австрию многобожникам, безбожникам, кафирам и жрет их харчи. И еще туда приехал под видом чеченца. Вот этот араб чеченоговорящий. Шныры. Вот чем эти шныры занимаются. Отвечаю за каждое свое слово, которое я сказала сейчас. Арабская политика и российская один как. Я вот таким даже отвечать не хочу, потому что из них никогда у них понятие органа, ногчела, такого у них нету. И таким людям объяснять не надо. Мы объясняем людям, которые хочет, чтобы искать, кто ищет истину. Вот. Кто хочет знать эту религию, чтобы чеченцы познали, другие, вот мы до них, вот, до таких вообще я не хочу внимания обращать. Он все сюда лезет, какие-то вопросы, будто я на его вопросы какие-то отвечать-то. И вопрос не умеет задавать. Но как хочет внимания, чтобы на него. Я на таких внимания не обращаю. Много чеченцев убили арабы. Я спросил, сколько чеченцев убили арабы тысячи чем-то лет назад. Ответь просто, все. Выключите, будет нормально, мы будем общаться. Не надо этого внимания обращать. Маус, я не знаю, может, я неправильно назвал этот ник. Меня зовут Майя. Майя, это не секрет для нас. Некоторые из нас знают полной убежденностью, что там же они же сами говорят, что они тебя превозносят до седьмого небес, он арабы, то они высшая каста, так как они считают себя. Знаю. Мы это знаем. Я лично среди них находился. Какой только народ они не обзывали. Я имею в виду народ, не какого-то индивидуального человека или там несколько человек, а полностью народ. Пакистан, Ливия, любой народ вот взять, они считают их как цыгане. Они говорят хаджар. Они много раз говорили, я потом начал из любопытства спрашивать, что это значит, это хаджар. Они мне объяснили, ты знаешь, что Рома? Я так понял, что они про румын говорят. Я говорю, румын? Да, говорят, вот такие они. И я знаю, что за моей спиной они тоже так же и говорили и про меня, потому что они знали, что я чеченец. За это они не говорили мне в глаза, а за спиной 100% я уверен, что эти люди говорили так же и про нас тоже. Смотрите, я как живущая на Ближнем Востоке, я знаю, что такое кастовость. Кастовость – это очень важно, чтобы вы тоже понимали, кастовость среди арабов. Среди арабов есть высшая каста, которая является теми потомками Мухаммада, пророка, и они являются для всех остальных высшая каста.
а все остальные являются, да, как пирамида. Вот представьте себе пирамида, высшая каста — это потомки пророка, а потом все ниже, 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 ниже. И поверьте мне, они всех называют тоже цыганами. Даже среди арабов есть касты, есть кланы, и чем ниже, тем хуже. Примерно то же самое, как и у индусов. И все те, которые не понимают и не разбираются в этом, это, да, очень жаль, потому что чем ниже в статусе, тем хуже к тебе относятся. Как-то так. Да, это Сауди, это же их фамилия, они где-то там 1920-36 года, как они начали нефть добывать, и после 1920 какого-то числа года их англичане и Россия их признали. Там они переименовали свое имя на арабы. Сейчас Сауди Арабия это Сауди, это фамилия, а арабы это арабы. Вот, конечно, у них есть своя каста, у них уже начинаются после этого потихоньку расти принцы, откуда ни возьмись, из-за денег так получается. Вот принц, то потом опять рождается какой-то принц. Да, это каста. А ведь нельзя. По шариату, по исламу нельзя. Я бы не стал их, цыгане, между прочим, они сохранили свои нравы, свои как адаты, они ничего не изменили. Как-то сравнивать, я не знаю, я выше ставлю цыган, чем арабов. Это я точно скажу. Они живут в другом измерении. Это для нас это... Я вам одну историю расскажу, которую я знаю точно. Мой двоюродный брат в Владимирской Крытой, у него был большой срок. В Владимирской Крытой он отбывал Крытый режим 2 года или 3 года, не помню я. Ему один из Санкт-Петербурга парнишка литературу, священное писание. Он мне рассказывал, когда он освободился, мы встретились на родине, в саду сидели, и когда мы заговорили за арабов и так далее и тому подобное, он говорит, я, говорит, их не читал, я, говорит, их изучал, говорит, до прихода Мухаммада пророка, говорит, это, говорит, были люди, не люди, это были, говорит, животные, говорит. Что они там, говорит, между собой творили, вот про этих арабов. Здесь я уже живу лет 12. Подхожу, здороваюсь, года 3 назад. Он сидит, я его за руку дергаю, говорю, я с тобой здороваюсь, я стою, ты пристань, жопу подними. Он такой удивленный, немного испуганный, растерялся. Я говорю, я больше тебе салам не дам, говорю. Вы что, говорю, блядь, такие? Я извиняюсь за мат, выскочила. Никакого уважения нету. Я наблюдал за ними, за их поведением, старший, младший, никакого этикета, правила поведения, блядь, нету. 1-2 человека есть, которых я так, они со мной такие добропорядочные, вроде нормальные, с уважением, все нормально. Как-то так. Сравнить с нами, да, это близко нету. Вообще даже об этом это даже не обсуждается с нашим этикетом, с нашим укладом жизни, с нашими адатами. Там нету, нуль вообще. Им это как пешком до Луны, до нашей культуры, допустим, например. Я закончил. Я вот когда... Я общался не с наркоманами, а которые как религиозные люди, да. Вот когда я им давал салам, первый раз я обижался на них. Когда они отвечали на полный мой «Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату», они мне говорили «салам». Вначале я обижался на них, а потом я начал обижаться на себя за то, что я вот эту ситуацию создаю. И я начал держать дистанцию. Честно говоря, я вообще их оставил давно уже.
мне стало противно, что вот так они поступают. Это в нашей культуре вставать-то они вообще не встают, надо по правде сказать. Но было такое, если честно сказать, вот имам вставал, когда меня не видел там 3 дня или неделю, он вставал, но другие не поднимались. А у нас-то как, да, он знают тебя, не знают тебя, зашел ты, все равно встают, даже ты не произнес ничего, просто ты зашел, люди встают, как увидели тебя, и другие также цепочкой встают. У них этого нет. И поэтому мне среди них находиться было вообще неловко и не хотелось мне. Я уже чувствовал, что не надо мне быть среди них. И еще одно случай такое было. Когда-то я сидел там, несколько человек, чеченцев, зашли, и они... Имам говорит, почему вы встаете? Ну, один неправильно ответил, он хотел ответить ему, он неправильно ответил, он как-то ответил вот так. Он первый сюда приехали, он так замазанно, ну, неправильно ответил он одним словом. И я тогда тоже обиделся на имама про себя, да, какое твое дело, у нас же так, вы это не поднимаетесь и не шевелитесь, когда вам дают салам. Вот ты первый раз его видишь, все равно они так делают. Из-за этого какое-то отвращение, лучше дистанцию держать. Они не виновны, я тебе сказал, ты виноват. Если ты туда не ходил бы, такого с тобой не происходило бы. И вот так я их оставил. И вот так они всех и нагнули, все потеряли свои как адаты, как свой этикет, свои традиции. Конечно, они хотят сейчас убрать это у нас, но да, у них это не получится. И еще мы этот Коран, мы сильно чтили этот Коран. Понимаете? Мы ложили на верхнюю полку, но выше пупка, так говорится. А они, когда они клали на пол, когда это был Рамадан, у них это таравих называется. Я 2 раза многие там ложили, я взял и говорю, почему вам что, трудно что ли положить на полку туда-сюда? И 2-й раз, когда такое случалось, один араб спрашивает у имама, смотри, говорит, он ложит Коран туда на полку. Я говорю, нельзя под ногами так, что оставлять их. Он спросил у имама, имам его поддержал, этого араба, говорит, да, можно туда-сюда. И они насмехались надо мной. Это тоже мне очень сильно задело. И это был последний таравих у меня с ними. Это было очень давно. Вот такие вот. У нас разные традиции, разное воспитание. Воспитание разное. Нет, генетика. Нет, не генетика. Не воспитание, генетика? Воспитание. Не, и генетика абсолютно у нас общего ничего нет. Ничего нету, не может у быть нас вообще. Менталитет. Но генетика это то, что передает. Если ты сейчас начнешь перечислять, ничего у нас общего нету. Начнешь с Корана, с первого пункта. Алиету, винегрету, кабачку, икрету. Да, винегрету. Лактоз, томатос. Мусульманам. Я один раз с ними ел, и это был последний раз в моей жизни. Никогда с ними я за один стол, стол-то мы не садились, на пол садились. Никогда не сяду больше. Я тоже это видел. С мусульманином нельзя доверчиво сесть на 1 гектар земли, положить фугас даже. Очень опасно, потому что бачибазист, может возбудиться. Только на крыше. Да. Добро Алекс Тигрула. Приходите, будучи свободным. Алекс, мой брат Муджахид, альхамдулилля, Алекс, не слушай этих кафиров, наджаса. Вот это ягудки, видишь?
Это сестра Бенанина. У нашего брата с большими ушами нашего брата еврея, это его сестра. Она спонсирует вот этих всех чеченских кафиров. Они им дают шекели. И, они, ислам вот так говорят про ислам все, что мы с тобой два муджахида, мы на Швамбаль-Бимбамбале, у нас джамаат. Даже если нас двое, иншаллах, Аллах с нами, 3000 ангелов с нами. Ну, хотя у нашего пророка 2 передних зуба отбили, хотя с ним было 3000 ангелов. Ну, ничего, Аллах так там записал, 2 зуба не будет у Мухаммеда. И еще он просто шлангом прикидывался, когда Абу Суфьян там на горе стоял, кричал, есть ли среди них этот PDF-файл, этот Музбага? Этот говорит, не отвечайте ему, ничего не отвечает. Шлангом прикидывался, среди трупа валялся наш пророк. Ну что, он Это такие... при какой битве было? Битва при Угуде. Да. Да, передних зубов. Против сколько там 1000? 3000 ангелов с нами было в тот день. Ну просто ангелы там не сумели нашего пророка оберечь. Ну ничего страшного. Это наш Аллах захотел, чтобы он передних зубов лишился. Это ничего страшного. Бывает, И там еще, когда он бежал, вокруг, вот эти были охранники. Кто остановит их, тому обещаю 72 путаны, большегрудые гури Аллаха. Не спрашиваю Аллаха, раздавал путаны Аллаха. И раз, один пошел, его замочили, другой пошел. 7 человек положил. И в конце Мухаммед говорит 2 оставшимся, мы поступили несправедливо по отношению к нашим товарищам. Да, мы. Представь, те двое друг на друга 100% смотрели. Всех ансаров уложили один за другим. И потом Нашему брату, мусульманину Александру, слово дайте хоть раз. 2 кольчуги и сзади одного. Словно пророк Василий даже есть. Ты читал этот хадис, в котором Василий, упоминается? Василий даже есть. Путин и Мухаммед это одинаково. Передатчик хадисов есть, Аль-Василь. И в Дагестане Васильев был как раз. Тезка. Василий Небензе, это тоже, иншаллах, наш посол. Василий Небензе. Куда это? Тигрула, куда делся? Аузу билля. Небензе уже все в раю. Его зовут Василий Небензе или Ебензе? Я так и не понимаю. Может, Ебензе все-таки? Представь, внизу человек пишет, он говорит, он удивлен, что у нас нету границ. Границы России и ислама нигде не заканчиваются, чувак. Я сейчас тебе твоего пророка буду рассказывать, у которого вообще хребта не было, никаких принципов, вообще ничего человеческого, святого, вообще никакой морали. А вот смотрите, батя пишет Вендетта, привет твоему отцу скоро передадут. То есть родственникам Вендетты, да? Да, спасибо, Ахи. Мой отец почти каждый день по всем мечетям, по всем базам Аллахом ездит, Сейчас от меня... Угрожает попытка шантажировать. Рваный такой израильский флаг он поставил. Салам алейкум, всем достойным. Вообще, вообще полоумный. Он дал маршал, да, он. Ой, хасабок, шибрам, давай, видишь, азбах, цеешь, столш, отход, так. Серьезно, надо отключать сразу. Да. Надо взять за правило. Всегда отключать. Пускай слушают, учатся, там уму, разуму набираются. Так, Ибрагим, я вообще не угрожаю, это реальность.
То есть понятно, да, что вот петушня... Ну, это реальность ислама. Да, из ЧГТРК, из вот этого русского гарема, да, там, то есть угрозы вот поступают, и реально есть угрозы для всех. То есть как вот этот террор над чеченцами работает, ты сейчас здесь четко как раз олицетворяешь это. А вот чтобы зайти, батя, и подискутировать здесь, понятно, да, что там вообще пушка нету абсолютно. Голосок петушиный, дай услышать свой. Да, какой-то правды у тебя абсолютно нету. То есть ты как вот эта вот петушиная система, да, система угнетения, система террора, давления, вот просто являешься одной деталькой из всего вот этого. И все. Вспомнил, Да, за заявление Оли, солнце, пола. Висту. Я вспомнил эту историю, когда что Магомед два этих жилета носил. Я сразу вспомнил великих полководцев, даже известных и неизвестных. Даже вот Александра Македонского, когда осаждал Газу, там 6 месяцев он Газу осаждал, в 332 году. Нет, в 331 году, да. Я помню, 331-332 год, да. Вот это. И он был ранен там в Газе. Помню, в битве при Гранике получил там по голове. Он в первых рядах перешел реку и был ранен мечом по голове. В индийском походе там племена Маллу, он первым спрыгнул с крепости вниз, и один он спрыгнул. И его там Маллы из лука насквозь стрела прошла у него. И видя, что он один там, они хотели подняться ему помочь, там лестница обломилась, и два его телохранителя там. Один там ранило, другой тоже погиб, и те успели там пробить ворота, как-то его спасли. У нас столько ранений. Цезарь даже, читаешь, там он где-то, когда они бегут, он хватает знаменосца, берет знамя, и они, устыдившись, останавливаются все. Там даже императора, это Юлиана берешь, Юлиан отступник. Он без бронежилета там был, тоже его из Деций император, там читаешь, других читаешь, даже Ганнибала этих многих читаешь. Уважение, хотя они там вели войну. А этот кто такой? На деревню нападал, на деревню. Представьте, на деревню напасть, одинокая деревня где-то в пустыне, на одну деревню, где там никто не поможет, ночью нападает. Я понимаю, город там, что-нибудь там, где деревни там, пустыни где-нибудь, люди живут и так в нищете, бедности. На деревню нападал ночью. Представьте, мужчин убивал, потому что мужчина будет свои семьи защищать. Женщин, детей продавал, насиловал. Разлучал детей с матерьми, продавал. И вот этот, говорят, из-за него это наш мир. Там, ради него мы живем. Представьте вот так. И третьесортным я должен на этом мире жить, потому что первый сорт арабы. Ветеран, самое обидное тут что, ветеран? Из-за этого хотят сделать... Ветеран, самое обидное тут что? Вот этот чувак барыга, ПДФЛ, инцестник, грабитель, маньяк, насильник, душегуб. Вот этого тирана, убийцу, который людьми торгует. Так, это только у меня мира. Пропал звук. Цагайзазе, бля. Цагайза. Так, нинц разя жолдик бисмол дахнон, сенс шоз. Сонам хинц, халго тишина хинц. Ветра, бусобдин бо, дирмоят, этот бусобдин, эта идеология навязывается только мечом и ложью, к варварству, коварству. Тагана сон 100% убедиться, но он войдешь сабус обден, ты целяци войдешь сабус обцали. Тагана ас
هو دينا ديك مدر هو شو عديك آية حديث ديزن على سوير شو قردو حير نشير غالي أو وعدو يجتو خيشو أشبال نشتيق بوش دو يجتو شي سويلي توك داتسي أنك وديشني شو عتيق بوش بيش ويسن نشغل ويدايش بيه هدير موي قيتا العيو لشغلي اللي والأتاك بوش آياتي قوم بالبوش بولناخ قوم بالبش بروست مليتسا كلهم قام دقيق هردولناخ بوي قوم تسكت ياش قام دقيق هردولناخ ناخ لورش بولناخ هر ياسومش سخلون ياسومش اتخيش سخلون تا سخاطر مدو تسيقا اترا أبرق زيلي وات короче цунух абаргино молзянца яқанча чол чеқ إذا خاطر مدوسة هو قزع دق قدو قزدق دين دات قزع دق نوختي قام مرش دينتا ويخاقين دين باخر غاسك شو ما دير داتر وما تانا تدو يقوش نقوى ماتكش يشبوش مرشو أولي أحقوم مرشو أق أوكرانيا دين قيش مباتي غاسك بوصل دين ناي كيرس دين بوخش مباتيش مرش بولغيرش أوكرانيش نوختي مرش بولغيرش تانا وانت يح مرش ويوتش ونوختي وهكر دين دوتش بشو هوش نوع باتلي أمر أكهر وتجا ويلي شو تجوات شيء أورخل شيء قوم هم تسجت ديش ليخل لي المرز ولا شو تجوي وتشون بيهرم كويرتش دور ده سابر ديال سم وات ستريتي سورت هر أربعة هو يسون سب ملي متى هر أربعة يوتش هر يوتش بينه هر أيد اللي يحكي سب ولا يحتاج يح يوتش هر حق واتيرو هر غاسك أيد بخ واتيرو كوزر بلات غاسك شلوش دق هوك تجي لدو يحشي هو نخشي خيرو هر سقام دو يحكن ولا هر أيد البلو هو يوم وين школе هو 37 году هو за одну ночь 13 человек собрали в 37 году за одну ночь. С 31 августа или по 1 сентября шведская дума отсюда. За одну ночь 13 900 деду оттах чувар чуши وشا داويك يلرتsa. تعمل جيم وش ياليل شو شابر. ثاني عندك دو داويك ساويك بايش يتخير مالر اها خيتو يخسون جيتو يخشنو بار إذا تانا هر ونغ نقطة يوتشول تقوي رجالي أشتوش توشنر هركوت ماشي يوكشوخ يشواش في سام شو بوكشوخ يشواش شو هركوت مش تهم نقطة يوم ديت سام نقطة ديت زش بات شو هو كات كمل لدر هم هو كمل ديت وتكخلها يدوك أحسن تكون تخلها أحسن هو ديت شو ديت شو تكخل أج تكخل سلعت نقطة يوم تديت نقطة مرشو تيجي هو ما جا مديو ترون حديش هو ديت دكتور عربوا يجونا بوي هو ديت نقطة تلك نقطة يوم مديت أحبكتوا هو كحسون جيتي نقطة بوي سافر ديها إذا تديش هذا هو أخير من شيء هو ويش ما هيزور وهيزور بدير هيزور باتر ومالدش خد سبالة بوش نخدله إسبلغوا عنك نقطة ولا نرمال سجدش Это идеология мою, а сразу бусудин диктация, конечно, орез, очкер будернах, а сразу до 10 чуяч мою цыга. Он худеня, а иди хаук 10 чуяч, эрдуй важду объяснять теш овардуч, мадат, а до виндетта бо, чё сразу чё идешь, мабушу. Так вот, а мацадуч до конца, мацадути, а цегнат. إيش واقع دوت هاي إيديولوجيا شوا. سأل هيك أو تاج حدو بوا هيك وقت بوا. سنخشم ديتشو. سرازو ونخشوا ولا هاي بزيتي يلا يتيشك هذا بوسو بندات ودوي هردوي باش. الوجد تاتيات عفية تيشك. عمر بالي دلك بوسو دندو بالي دلك. نه دكتور تاخذ بوا حريز وقت خينا أسوأ تبوا. حبوسو بات يلا أسوأكما تبوا حبوا يوكي ويندي بوا يوكي نصرانزو داغر حبوسو بدين وميادك عدا شوية شغدور مداسنا ودنيا كيت وات سوخر واتر كيت أبو كيتسو حلق سوخينس سو حلق يخير نتر كنا لوخي سو ريسخر واتر نو تانا لدو إيشوش مدوي تحكي إيشوش سو بديو سو سام بيترا زعم على تا بيترا زعم خاتتا Вендетта. 33 40 Буксовать, да, интернет вообще тебя решил. Собор Делта. Вин зажил. مستراحة
Es просто хатер до чуенчун бусолдин люшбог и хубог до солнца. Эц бусолдин чуа хармуал на чтобы проститут кшнец всю жизнь хокоман келькук что шлял до иде эн айдан буабеш кахмеш ды молнеш. Царец дин чуа дег ицадег нег цундег нег сюга садюзелга хе хокчуа мял болчер дейш на нош цер дюзел цер дейш идин я хахонца вицане поемор бо сагает то бекан лил самисквари я хонца шталейш выкупать беш иш дахуич чо энхиет мевари чо целлилш чо хазлилш вари хрозна шажа гарицо и мичуан и поемор дуса хаттер тахас имел элдол дац и хобал дешхолж бусалбам хули нохчица хули вообще таггаца хули и мухунисло и сон тяхкой асош Руфелен. Хатер, قيتر يا تقيا تعجين دات دون. Vamos deixar muito. Hens خشون. Alô. Ho dinchur erwe lo ho dinan rezuat صديق سؤال جواب مالو صديق جواب я отвечаю سؤال на جواب вопрос. مالو صديق не صبر دل صبر ايش تصلون زوي صديق جواب دينا صديق جواب صديق جواب Hens hodin чуауи хоштуи. Хо бусел буат хоштуи. Бусел буда да давал цхер онгшу. Декодуант. Даже гуду хан ай позиции хела кидекула. О уже чуоли а wo мел дек дюца. Ладно, бусел дина хоштуи. Бусел дина хоштуи дючуа. Ha rezuat dizat afashade biomshtu. No tabesh haynan det boa. Det turdu det ser любойчун det från dit natsaj. Das Allah nan doktunder serzanan melhay Allah nan et. Ta kan chua sunta dich. Ber shala ashamo yesqish. Ashamo. Ame tayes ame shaynish bate ta bacha besh tanter buish. Sabes hayazo eins khodirdi. Sadüzlo tangnan hahimet hayali yezero hahins. Yeta. Qawmat boys. Hadюзо boys und Quebec boys hot boys. Я со стороны зашел и говорю, чисто сомнение. Да, Катам алада. Бусодин там элжнер нан хой. Бусодин там элжнер нан хой. Нохчал, бусодин дит шхолцега, бусодин садюч, нохчал сахолчул. Бусодин олилаш негде, нохчал помат я дит шнуй. Цер игваш келпуш адам, мадит баш. خاطر ветеран чак на قطعتون جه حقوقش بوسو بوش قميل دنوچوا ها بوسو شريعة دولچا دوق بش بوسو نح بولچا وي ها انت физически место нахождения Сомосу метау. Я Сомосу метау, خليش ميات خليش ميات الله خي поемор цогдо шуй шашин الله поемор шашин цогдо шуй Иди цуала. А христианский дин ди цена мечтат. Христианш, битай, христианш, баца, махеш до умца, а он мечтат. What's a door? Ну, what's a door? Ich просто болтать тебе, но. Добр это, шокат, а что серьезно, на бушун ищешь, что будет. Остопило. Кадыр кавацы? Кадыр куй? Серьезно, нах. Серьезно, он ты ошек, серьезно, мечеру балабол гребаный. Nega sen kuchua düç рейс ходил кучуаться грубо царцум düç но дело в том, что альтернативы нету, да? Вот все, кто критикует то, что происходит здесь в группе, там какие-то наши единомышленники на подобных площадках, когда какие-то вещи высказывают, вот все, кто критикует вот эту деятельность, вы должны предоставить альтернативу. То есть мы за последние 30 лет в чеченском обществе не видим абсолютно никакую альтернативу, кроме игру в поддавки. Больше какой-то альтернативы нигде не происходит.
Потом сюда заходят какие-то люди и учат наших единомышленников, соратников, как надо правильно делать. Да не надо здесь никого учить. Откройте подобные площадки и покажите, как надо, если вы считаете, что здесь слишком грубо что-то происходит. Да, грубо, сохарвазар, охар, ихум дат, сюэтлюш далай. Лично сюэтлюй, и шаш лист нахцал, что, охай поэма реакции хачаэль. И за модердич, не зубрышный. Видите, вы грубо, это малыш, и день дючар, я царечу, да того нагло пич буцар. Сатекца волка шпичун буцар. Смотри, можно же. Да, можно принять эту критику, если эти люди покажут альтернативу, где они нежно, прекрасно, вот так поэтапно, очень красиво и эффективно будут как бы общество лечить, скажем так. Да? Вот покажите, почему мы не видим. Ибрахим Бахмабилла, ветеран, я думаю, что Кетон ونختي تعبوا تسموليش حديش داديش حريغم беш сон хайтера, я почему-то уверен в этом. Они все прекрасно понимают, что врет, что врут, что это все чушь, сэр, хадюцак. Худон. Они делают вид, что никто слушает, худеют, выбора нет у них. Да, слушай, соцсеть, шикумазаба, садуезло, шикумазаба, бошуг, любой нават, просто وحاول الدنيا عدك دوزك اشتمول والويه شاي دا قادا ودي مفتي والويه شيخ علمان توزبال بيه نوس خبوزنگ حقدين شو عدك داتس ورانش رأيشكا is hadis kadeg it khoy khund lechen wo saqom sadeh nenach is sadeg nem gdit shot shdu ash khund sadut majdik chwa vit poemer mor barig ne zodri beishdo shulel al khachel chena waslat uler tun ish do beit shlelo зарплат nog shu зарплат so bad да. Он живет хазхусами, дикшона, машину, халуш, акчаду. Зачем ему говорить, как есть? Он делает что-то. Он теряет все абсолютно. И еще по башке получит в лучшем случае. Или лет на 10 закроют лет на 10. قمت بلعبت دكان دون داشي عدل بال بيش اجرتو شيء يازن يتشو دسي يازن شنو والمتكيات دقنا بول متكيات اتمو تشو افيت شو بتقول انت بتش سكاسكشياش يازي شو بتاعتك بيتش بوتشوات سكازچني كوين ganz Christian Andersen دقو بركش بوشكنس يازيور سكازكش نو ات شو يازي وچ ناخنا سكازكش دو خاري بيرش تخار Tá, ia ser do que já tinha chatis. Não é beijo, nada. Ok, e tu não escutas. Am que ele quis não é. Tu não escutas. Bom, do chão. Que ele não do chão. Ué, há dias chão, Síria da dias. Ué, é Dagestan chão dias. Há dias. Khil zut beijo. Só que chão são genent. Tá zut eu ia que hoje. São ia que ter zut ia que hoje. Não zut ele ia galho lo que nada. É halt ia que. Ia galho que chão. بصل الدنيا هي خير يحكوا شو زود أخوش دمات يشبود يقول شو زود بوش دمات يشبود بورشنا ويدين دات زود ريلو الخيش دوي اللي الخيش باش مرش بدو داغستان شغل نشبوش ومرشو يحكينا اتعرف سوام لور بيرزوسكي سوام لور عرب سوام لور بوش هر اما اشتوي دا ساكش وقت يقدر تريتي سورت دوش كونوخ كام داغيش يوشدات سون سلا تروي تريسي تورتا عربي شو دوي شاش وقل هني سوريزوات سون تير موات بات تير غلقش دات شي غلقش دينز دوخش دات او تاع غلق كوما دوتر دات سون يومش تخارها وهتا شاش اوكا جو دوي هار دو وجه سون خذ كودر دينا نوخشم تاندو نو تاع هيخمش بياش خيل تانسدو يبورسون نو هو تسدو زرقدين نو تانا هرمش بوشتوك ايات خش حديث خش وهرم ديس بيت هرم وش بيخوش مايو هرم مقامد مايو بيخو ما البخت
لو تحتير نشلش تقعدش لو تحبش ما بتعش تتع هوشر ماشين شلوش تان أخشن شلوش وإيش صوت المش ما بتعش ناس كده صوت الدش ما ده ترقم هوشر حرارة الدش ما ده بصوا بدك قولش ده شو قولش ده شلش بصوا بلورش وات هون ده عربي ما كان قولش ده أوي شو بصوا ده هو كان قولش شو وات نقطة والله هي ما قواش نقطة يده شو تصدق نقطة تصدق هنقطة خلصلاي هاي بصوا البوان وتقول نقطة وما بقى نقطة وبوك عدوتا نقطة وبوك شيء غلط ديزر قام ديزر شاوك عارف شو وقت يعلو شو وقت شاريز وقت بوك عدوت لو شاش نقطة دوب ما بقى سوري Охчур это Михаил Бошек. Халуэлна цаджим. Хайла, короче. И ладно, цагай билли цаджим эз хити постоянно. Бак починник шарик шлахки, цадак шарик шлас починники. Ну, грубо если сказать, багалны швахки от своей кинош озвучки аж постоянно багалны швахки. О, менка лукия. Алиэкспресс шона гуд. Вот. Ваш Михаил, вот через. Важен бадедеш, а дебил, ла хорсан дебил. Мяц и вот чуон, хил вест халасо. Цэллэг захар просто Horш işte. Hoqar duyuçtek цэллэг тэсвэг за işte лэ замэт за цан халха давал эрэл хоqчурэл işte ягытан су ноқар дuyuçtek цэцэ дэйзэн свэг да дебилор кубошо менкайл. Самое интересное, что нервные цаджим проблемы решительно, так? Нам, чеченцам, навязывают, с кем мы должны дружить, с кем враждовать. Навязывают врагов, с которыми даже у нас территория вообще там несколько тысяч километров разделяет территорию. С которым народом, с которым мы никогда не воевали, но мы с которым могли бы дружить. Если мы протянем руку, они с радостью эту руку нам ответ протянут. Вот таких людей, такие народы нам навязывают врагов. И кто навязывает? Представьте, вот находясь под Россией, под арабами, и Россия навязывает, и арабы нам навязывают свободным чеченскому народу. Но сегодня не свободный чеченский народ. Мы должны сами выбирать. Ментра, чуахар, фрешмандок, шдолчер, послание аквиз. Адеза шена, шо масса оригация активизировать седем. Ах, чакачи, ах, что я ах, ждать, что проститут, шкал хочет дол ждать, что я аж воспользоваться не радать, что звахшно, са иду что. Ночью ком улкан эрвел, таган де хочур любой на вас туа кант, сандин дол зидуй, и чур сандило чушон, сай вошин, сай чур сай нанс, вошин дин зидать, и сан азодия зудол штушон дал мола. Синти однина, са иду, го ходу. Это цель наши
Короче, задвезали эдершливать. Я шо проститут. Шли макало, а проститут цакачон. Хаук хазнесан in Deutschland, ha проститутках as опущенный проститут в Deutschland. А я это иши проститутка, чадель, и чего ли леду. Иши цакачон, ца иду шо иду шо. Хол ходу. Хоцаю, отоюрт мали бо пидорази, декладувала асвик. Начальник полиции был пидораз. Садас нанс собой шупаемар педофилию. Ас бо Бухари муслим хадиш титоизен. Шупаемар тагяц бо ас. Садана нинци до цапаемар вацаш волшебный вецен. Сунох тиеш бо. Цари хадиш ишас дичи вообще хокш да цари хлил дац бо. Уже все ходине тиршей. Аж кверчи тентюрна шатиша тиш даур бош буйна. Это Исаи наш санне наша. Ицарца облди дати чуадо хадиши эйч. Кол иду дел ходу. И задвезала аш именно шу проститут кшдац. О айдло суахист бахна шу пидерш бане. Но сам шун дошло шун. Ас шухорен не чур двезал бац. Шухорен не чур. Шу цалек цатык царич. Вообще шайл жизнь нет. Аш царь дюцерду. Вах еще дитя ба дитя ба. И горен и шу дюзлин, шу хусам на нуашен, шу тон туашен, шу нен хуа, шу де, шу вообще одиня да цанне оман шу так боерша царич. Шу состояние цадуги хинц. Хинц омер шушун. Это решил. И теперь наш, короче, то не ханал вини, что пидорастический хочет чудос, НКВД очень двин, нах, короче, гнобить беш, отказать, да, то есть, дик до все отказаться, да, а сбо дюзел аж все баки, что пидорастический угрошин, петушины. Но хинц омер шушун, хинц вообще, у меня вообще больше терять нечего. Нет ничего страшнее отваги, когда она обречена ок ашин сю оборгвинашон. Хинца стоит говорить дейш шуар асхаб шар пидер шяц до дербенте яхкен халил. Церксан и мож нир яц, и мож нир даю хайтарюпа шу дини шу и Аллах бо пидери шу паймар бо пидер азвой майер ютер. 32 плюс Аллах воскресес. Кадыров агар ах чают шулта знать связи ах шо ма та шечек модай инах Кадыров связи büş ах чают швега я ко масто он дач Кадыров хаск вак бел босол бу бокш мона хиз вашел ма буш босол dinler yaş bu bokş şeriat ya cihad dünya halifat kiri bokş bol nak şehit nasıl bokş boy işler nak boy bosol nak boy şel bol nak üç çagar ach çayut şulta nokçi bayan ol يبيرش كان إيه غير له يدندو يشلات يقول كنت إيه غابنا شريعة جي خد بوش دايت الخير قام خلط دايت الخير إتاجر أخش حيو تردق قوم مصدوي إذا هربكنا خاكيك وديش نرو بكنا بابات قلبنا بكنا بوتي سون ديك خان يخوشيل دواش على تيح شوم شيدو يترم زانيان يسنوش قوس هياكشي تا دواش على بعدك القرش تا يسنو شوم قدر يرش كيد يتريش خد يتريش بيخلي يا مرتنوم خزيتي يش ياتك اديتي يش ياتون شيتيو وايش حدا يحكن وتلاقي شو خلني ينقذ وقناخ هرشول ما انه يا مرتو مرزكا هوكا همش ديال واشلات تورتي عيول هرجيزري هوكا رشتر قومت يحكا هيك شلات ايمنو نوخشي قون قامبي واش كيل قواسريت شنوي كتعني دي ابو بياش باتش نوخشي قومت يحكا هيك شبوش كدرت اخ شاياتك اذا ايدل بيلو هوكا ايدل خيت هوكا دير كدو أول والله وآخر كان موشي متش بيتر بوش شاشك يلا ريلغاش دادو تشدوش ما ديك هر تك واشن هر يرت مال ورشن هر تك يلادوش عينك ويرتن يحدق وقتك يلادوش يلا هرهو gosh meyer her huyu her idol bil hokol gadoks yal da kod way yurten yahdushin hadith al-ayat khawu wa bishit katnish goch ya hishu nis buqa inach dagit wa tan mir biatat sayush ma sayush وانت يا صلاح المير بيت صبيت هوكارم تق وهاتا واي بيت بوتشو وقودو واي بيت بوتش يلر دات نقش تاتقنا هرتق وايشن هرتدلت
هقناها الدنيا هو وكيل قسنا شو نعمرت وين قومن ساتجه هو خير هو كان توينيري هو ده حجيري هو كأت بيري حكيت سيري هي جيشر ساتجه بوسو بوبو ده هي تلاتيري تاموشي بيحكوا تلاتي هو كان لوتر داتشو هو تامو بوي هو هر اللي عمر سر اللي بوك اللي سر اللي بوك شر كم كلا قش اتغاس شو حكايل روشات شون دير هنا يورت على داخل توش قدوة تحكم قدوة كان إيرين دول قدوة كان كالقسن بيرش بس قون هو بيرش دوي يا هو كان هو بصل بيتوان بيش مبات شو جماعة شمير يرديرش جماعة عبش أخش دا يتورة وقت وان بنيت باتر تاتوان بينير بيرو توان بابين بقوية أشي سوام دلو دقستان شكوش ساقوش أشي قام بيرش يغادينا عربي سوام من دوح بيش برق سوام شدايتش بيش ملش برنوخشي قوم سقط ياش قوم مرجون سقط ياش قلناه مباترش تان نيجي ريح شادي إذا أنا أخشنش وش تمش مو بتيجي بوش إذا نشلو أخشنش إرجانيزاتيش الكايت يجيب كات نص ملل يجيل إسقام بتشالكش بهالقوش ده ما باترش شيء إيديولوجي شو يهتش دوي يمكن ما مداتي وين ما دو حكيت يتكلم وروح كوكو أنا رخيت كيوم ده تتكيت شو الخيل دول مش كوش داتوي تقام خيل ده هم يجيل داتوي هالوتي ويقول ستيرة كوز كيسل كوز عندنا اللي يشتكوت ادوكاتو شيء ما كلنا جيت كي ادوكاتو سنت ايوه جيت كيسل تاع بود كوز ناش بنت ايوه جيت لا مش ديش هاي دي احتريت ولا هو جيت كي ادوكات ايوه سو كوزي دم حاجويت هاربوش لا جيت دي خشتش وهاد سراس ودا هو شو جيت كي ادوكات ست بها سو بوسو باتشالكو زاو ويز با داو ويش ما هو جيت كي ادوكات ايوه اش كوسويت هاربوش شينا يحتريت شو ما ياخي نوختي وين بيغيني سول خا ويغيني صوت ايميل كنش تدين ويغيني خي نو دوين كدا يغ واش غاسك شويه اللي عارف شويه ماجك يحجوش قش بدون ديال ليل واش وين سقت يحصل وين متن سامو سقت ما دي غاسك شويه عربي شو ما يدت سويلي Бускош, удешь, ты можешь спать, только швы. Просто наешься я за минуту, свое мнение высказать, я имею в виду, что душу легко, постоянно радио Маш хорошо. Выстрел Машу. За Дина и за рыбами. Смотрите. Оратор ватся просто своими словами голос. Именно шум мнения, например, цахалша, ногчахал мекшвац. Цачо мнение, что дальше я мекшац. Ногчахал мекшац, берши боросом. И они кричали. Ну, дикто так, но мнение иштят, потому что действительно законно кентхальбо может еще дол, тогда заслано казачки шхальбо, он точно мацай, что цау не видно машинкш. Цанте нях шон трёхал, ишт борксас. Из примерно даст, но вот вас бьючо. Ну, корез баск радио машчо, царим ке дицай бош. А сона суфи соша, тёгл да гусунги. Примерно босом. Любое время, да, хавичано, чейма да вижет цапер бемецу. Ну, что мнение, что разликость, ну, что самое главное, ночью я хочу, пробегу. Вот, 30 лет назад, Дудаен, резко лица, хлебош. Сомнению царю чита хорош. Зацакитка шдичаха. Бях мылш, уавакаш, бях мылш. Мегер Дудай рейсу. Дудай ولاد حقيقة Дудай ولاد سون Дудай جرجر واتس но سونيجينا واتس но багдо дуешь буарбац за я сожалею о том, что я не был рядом с ним. Сон царцали дацахиоган дохко велоксо. Ардуня тасвел ватсо ардуня орден я уже устал, морально устал.
Дудаева Конах Стагор. Это он великий человек. Клянусь, великий Стагор. Один мыслящий мог устроиться в любой точке мира. Но я не могу отделить себя от своего народа. Я его частица. А этот народ ущемлен и был ущемлен в правах. Дудаев такой, дух молчал, мир говорерка. Совелашон. Маша, думаю, сарга бюстикахун. Лечь, шалот, ламбол, шалот, штахал, лечь, уя, шучек. Джахарок. Джахар, лечь, орки. Джахар Дудаев, первый президент Чеченской республики Ичкерия Орк. Джахарович, ты что, это само лечь, и алладел гора. Совицнак, Джахар. Леча, на минном поле. Свободела. И чуя лаг микрофон, да, цей душу. И чуя лагвать, ночи, да, цей микрофон. Хомел, это что, да, и... То чуя, типа, именно, шусан уэл цахельч, что... Лещать, что Дудаева лет, что уэли... И хуя чуарис, да, как узаться. Но там дина, дия яйцин тем мюз, ФСБшники щичвать, а кинец бож. Тюна, короче, от изи люх ярдан бож, кучал иструльшон, самая хуй бадик дичот ярдан, сахел худат, но и ФСБшники щичвать, а кинец бож. Из-за постоянно подрывной был бешлил шу из юх. Дудаев, короче, исламские государства, да, хайко швар бош, подрезать ин ролик, райскую шварез, обращение зачитывать ешь. Так, и тем, мюч дартхо, там, телеграм чо, биях чо, так, цигара, иштар, люка, я цадик цахазяцун, цушо, биюцук, цанис цахертяшт. Короче, типа, шусан, что ойл цахельч, нормально, что дистрой магиой больше. И духцо, цигдия, что хиллил тем, юга, кучашун, а яйци шел шуиз, развернуться, да? Короче, Сукейтерун, отцу, Лукас, Харендек, Хазерсун, как раз чуя, так, эс, волчур, лечь, бож, туда, лечь, я жалею, что с ними, чат, циркал волш. И захазил сон, так, и ой, мэр города, хэл, джогор, вешик, антлечь, уйцития, шалом, туан бож, так, хэл, и дар эсхэтин, дек, شنو ديك بس جندي الآلية شورسو أنت يا خاي تا تسخيش يا شو نخبل بيلا دودا ليش قول خور حلو بالآخر ليزة بيروي سونة قولت يا إخن جنك دودا ليش شو بيروي ساز يتخيل $10 تا دام دوي هو تا ومير قواتي سول $10 تا دودا ليش إخن وجه شكت وهاي بالله سوت الوهق شور بيروي إخنك وشنا سوجنك من وراج دودا ليش شو يلا هذا عزو ولا الخير وجه كده يلا دودا يقول أخور سونا إيش كانت تسبوش أبو والدي تعوق السبوك شاش تنوخ شدو بوكش بوتنا باتيا تعرف أنا شيت وقتنا سون تشوك لي يقول ويلشنو تا غاز يوي أهودي نوخشي موات نوخشي إيشر وقتيا نوخشنا أون حستوش نوخشا ياخ إيشر أون حستو عربي موات ياسكو بيش مات نوخشي أون باي نوخشي مخيل يزدر وش شيء أون شيء إستوري إيشرا اللي حستا إيش نوخشي نظم تغواتو عندي نظم تغواتو أنت نوخشي لازم يولدوش بارك خيد أرسون يوي بكنا يتعدوا وزواشتات يتحاجي تو بني حكيت أنا تعرف ده تو وجواس في زودش ناجي أنت الخزوش نيلا عليه لا يقوليش حنوخشي ويخايش مو أنت
ديلي هستو تار اتاغلدو لاسو نو سونا تا وانا تعمدت يوستمي خانا صامدت سو ديا صاحن أربعة نشد لي ملو هدو تغايش تقوى تسويش شنو ملو خوردات خدها شن عربي موتخ نوخش متى هريوس تمر خانو هكون دو هر آلي نوخش متى حس داويش دش داخ داخيتي داخ شون لقيت وين نوخش ملو كيبر كل ذات أخت قيت مي حاج نوخش الدوتش ملو كشي قيت مي حاج دوتش نتعم دو نوخش خلا تاتشومش دو ليلو ديش قيتم غلبيش بو شيشي قيتم خير انه حي قيتم يتنخش اللي تبوخش باتح هون يتحديثي حيق ام لخردو الخيتش دلح احتير نحيز برزودري بير بوحك قوبل ديش والله اك لدر نخش خيرو اها اتآيت يهدو حديث يهدو وقت تابو نخشن ديوش اتشوه ميكش لا تسون دات تشوه يقير بوخش دلح اكا نخش وات سون دات اتشوه انا اتان هو يش حاجو يشوه اتون وانا يالو غيرتو يشوات شون تام واطلع حوتك حلقة هالوهم يزربك يعربي تورنش لدوق شو شنو تاع نخشي خير وات تاخذتو اتقاس دوتيك ها لدوق تاعهم مش سوم دات هر سوية تصدق سوية سيهم ديت مردات نخشي مس ديتور دات سوية هرم ديت مردو عربو تورنش ديتور دوس نخشي مصدش اقل شوية نخشي بس هرا شيل يلوردو بوخش ها تاخذونتو راح نخشي خير واتو تام واترنش ميل وريوه تا اشتي بو ها نيو وجه نوخشي خير وات يوخشو تا يركو تا شكرا سنكليب تا كوارت عربي يوم تلنا تي عربي دو خدوا تا غاز يوق لا بوخ تا خي اش اسمال تو يونيا وجه يوم كوارت تام بيتاين داداكشي عربي دو خد داداكشي تو وجه نوخشي خير وات وجه هذا نوخشو لرد ديش دوغر داداك تو عربي يونيا تو نوخشو بابا يحكي شو وجه نوخشي خير وات ايش دادورش دو نوخشو تام تديت اش جروبا دوت وي اش خزاديش فيتش بوتش اش دوكشار اش خزاديش كام كالكش بايز اش خزاديش كام كالكش مدو موقي مودي تردو اش قومت ايه ديشني قش مدو خزاديش دي تاتل وي اش يلو اش بايز تار عيدلو لوش ماشينش اش شو مو اش قش مدو اش ما تقبل شي احكي عليك بير دنيا زود دايري شي حيالي شي دنيا هرمولش داوت وقدك بو Последняя инстанция мою ахчсер. У них последняя инстанция – это деньги. Ко всему проходит конечная остановка, инстанция ахчсер. Все чаквару спордык ветеран havali бистен. إليك ده بس ثم اللي شو كان خايت يقدر دوي سيني جدا لو سكت شانا خزيت يرجع يقول خلي نخش يقول هو بيت بيزروا يبغى درسون عربو يقول هو تسويش وتيري سيريا نخش يقول خل تسويش سيريا حقيتني يقول خل نخش دعبوا ايش يات سيريا حقيتي ايش يات نخش يقول خل اوكي يا حقيتي ايش يات نخش يقول خل ليش أعمال والمخاطر ليش ونقصن دعوات ليش قيد نوش ونشورت دعبل ده طعم دعبلش ملوجوج كات دلتساسون سانيقان مرجور ده بول بناتسو شو مرجور ده بول بشخنا خزين سانجو شي قوم ساقات تيش وتغالنا بيلش أول إنوليش دربان مصر مهتي شي نيت قوتشي رسي تا دوستوب تا ويخا تا سواش يوتشا مصر عرقا بعرقا غيرش جيمسا قوارس توهينا بيرشك صداقت غيرش إنوليتش ناليشيت بغيرش براتزيروت بغيرش بدوحرت أمي عضزينا بوبيسنا مصر أغر شي نيت قوتشو دلتو شالات أنبول بجوز غالر أرولش دقل غير إيه قونا كانتور ليش دالدي الأول يا الله يكشوسو دالدي الأول جوها جبت خلي أجنت خلي بوشين تعم شتولي نقص تاس دي كنال شاسي كنال شاس عشي بال بوش منين شوي بوش عشان ريشوق يوروبي واقع شين تخشى إيلان شوق زعمل ده أخمات سيلا بوش عن بلغشي تشو دلني على تخليل
إبالو بوغبوش يجوك خلي أجنت خلي بوغش إبالو بوغبوش أميال شين خيتر ديتشون شيبالو بوغبوشا просто شي ماترجي خيترجي ديتشونا يخارسو يوتشو دال قالو يتسمى آمين أنا بوغش بابات ويلوكشي وأنا أهتم أنا بوغ وهالوكشي هاي لقط قدام شوات لين وريات شوات توكي روش تويت كاريت أرتاح شو وين ورقة سالدو سيد ما يمكن نوكشي مس نوكشي وينير تربوغ شو لرد دوتو مس نوكشي وينير سون بيشرغ وبينير توام بينير خا يتو ديت كذا شان نوكشي وبوغ شو كمه دوتو مس نوكشي وينير ده وبشي لرد دوتو نوكشي ويدي يخيات شو وش نوكشي دوبوغ شو ناغ ليلو بايس نوكشي واخوشي وكذا شو سا نوكشي يوم تاجر سقط يا خزر دات شاش سديت ساعي دوت شوك بتسويس كان شاش قيت دوت داتي دوت سوق تسويس كان هون دات شاش دوتي خق كان أنا سبعي 5% بولش خليت قوم يا نوكشي يا كيتش قوم شكايش سو بولش خلي نوكشي يا كيتش قوم شكايش قوان خوي سو بولش خلي نو وي قوان خوي دائما بوش حيز واش اتستالين والجنيت ادرك ما انا سكيتش كان هور شرح تش بيتسوت تش سمسوت تش وسمسوت تك هلا هور باختشو سانشر شيزر اوغر دوقدر بالاهي سانشر شيزر بو غود دوتش سبرال نو تريت سيد ما غود يا ات بتا ترينات تش دوتش لاهير باخ هو كاير يومش امور دات ماتشكا ايش دوتش دات نوختي هما شي هما تحكي غيرترو نوختي شو دوتش دو كان تحكي تا عربي تونش دوتش دات Видите, что ногти что шеем дают сюда. Что второй, третий сорт тоже, да, ногти что? Да ладно, ногти 40 أصحابه بنا العين نقط. صونا عارف شو دوزل نقط شو ولا كي بو غلق يحكي بو شو يذكر واتك عارف واي بو تسار شو دوزل نقط شو غلق جولق ديك عام دو ايش وين غلق شو بو صمت وي دايش يا احمد يزم صوت على نقط شو اجي نو دور يودو هديت ناش خموش خلي درقين غير واحد دس نو عارف شو بيرش غلق يا دونال دوش بو صاغيل قوق دو تسار يا هيوت ويدش تاك هاج لدر خلبوش دو وي ستوري تاك هاج لدر خلبوش وي تجر اسمو شو دا تسري ده نو وين نبي ازوت يا شتو شوي بتي خون كو خاز دو توش اتوال وشوكو ديرو تشتي وال دالي نقوي وي كوش بدو دالي ني عاشق ويا صوتا ومن كورتشرج قايوك شباش ويخت يهوي تيغيرج الجغارة جكتي وبوغا اتويردو جغارة شي قوما دوغلوش قاحيقا شي محيقلو داو دوانا وسطو يحمدي شي خبر دو ديزنفورماتي تشقوي سمغير تربويش دون جار قاقنا خبر ديوش كين لا دوختق شي قوما دوغلوش وتقورك حقوش رقوني ما تندون هيجا عاشق ويوش ونخبلش دال موقع اتسيد دوشي نوختشن دوغلوش تقورك ادوي اتسيد دوشي دات انا دوي قصة ألم دات استقام توني قاقنا مزيتزو أصلا دي خوتنغ تو دوشن دون توريز ولش تسن نخريز بولش وما دوش تقوريزا يدشتا تشقولش وريزا غلط حقيقي دولة سنجر صونم خاطات غلط دون أدم دقة بيرو تنادري تعوات لهم بيرو وينا دري دون دايوش دون مالدو يوشوش بچال قول بدل در أدم دون ايوم شديد شويبات وقت پرووكاتروتو نخ ايور بات نانخا جغارة شقوم دوغلوش اشتال دولواني داغشتوكسن Амин. Его враги уважали. Враги уважали его. Эртуан Эдуард Эртуан имашу не Джохос Болина бат Эртуан Джохос Бекна бат Джохос Ом Халвекик Антур Хавяч. Да и что макбу. Халвекин из Чакавела ши садалушу. Таник амелш теш беша умет Европ вахш аш бо Джохос ши садале هو
تأخذناخ أقتل يالخشيل تأخذنيش خذ قاعد ديل دبوش ماشي يا حاجويش جوهر نشون مثلا ليل وش تواخش إزبالجا معني أغمى سيل بوش عاش ما بوش تعال ما ده ما يرد تتعي وخل توا ويس حواويس وغير شو خل وقع وقت أول مواتي أول واخر أخوة خليصة هاي كهتن بارتون دلبنتها مثل ميل نوختي ويلا تيجايا داتسالوش حاسلوش تكتون بيش صورك أصحابهم دان ويلا نوختي تيجايز سوز إشياء سبويش دلبنتيل قول يا أخي ليش نبري ده أربوشي صورك أصحابهم صورك جنرال دان ويلا تيجايز لوك Sonra gezir, tam diyor şu kadar dağda, kadar her der diyor, var diyor sabır diyor. Şu fettiş gezi umadat, şu gazak ve şu Palestin şabalinak, Palestin şmakhoşin şu iş sen hodoş. Kış kıyıt de zaten valeti şu mal da hadoş madat tag. Kıyıtış nokçu ter bir şu Palestin şu ahiş buk. وتساقل شاش ناخدله. هل هو كلام هم شوكيش واش كوت مش مش مايوش مش ناخ يا ميات هو شوكي وش بتاع يا شو لو بتاع شوكي حاجه كوت تذكر يوتش ولا لا شو اخي ايروان لان ايش يقول يلخ هاي دلور دي صدق هاي شوكي ده حجوري هما ايش شوكوش كوت مش اشش صح هو رش يا توما هو نقش قوم ماشو يتشو تقوي شيطان نقش الحلقه هذا قال يتشو تقل ليه يقرم شيات حيالي نكون فلسطينش شو غاز كبوكون تاستوتش جرجر تاجم متول شو ما تاجم здравствуйте بوخش مليلا دو شو بوشكا ليلا عمل يلي وي ده اللي قالك بوشتك مو خيل بيس خا ديز يسوش Поймар халах буэршу, машу, алы, блядь, Абу Суфьян, смечай, гребаный PDF-файл, бьете, га, листовый, все в махалаш, лист махалаш. Да, шо, шланг сан айлар, декотом, тагиотсум, нахбой, чего лелел, тагиотсум, ну, да, йохтан, шо кадырк, мо, ицул миллион раз, даяльхум, йохле. Я шучу, поймали. Твой гейцем поймали. Это что адиш, вообще так гейцем. И так гейц, он ты хочешь, цол миллион раз, да, я думаю. ولا اشتغل عشوائي هذا وش هذا ده اشتويش يوتا اشتخزل قشطوش ميتشنا بيتوش وش لاتش هذيش لو بيتوش ده شواتوش كرباك ناس اشتغلي ولا ليش إيش بيدر هذا خلي لور بريونا شيء إمتى لا كان تلا لا видите мало еще просто церковь что я че весь сахарила сундель ответит что сахарила цок это ще гучвал яхит да ще церковь яхит да церковь че мог что туда вы можете Шите кюран чоловека санамете вала могати. Игор жестокий, то мобуто бинег. Масхер. Акчо абак бях побил акос само язина. Доки машу, да лама, духпайро. Машу доки абак бях побила инкирвала. Акматчо язин дуажа радио машу язина. Представить те ракеты винобор Дудаев с царапиной на голове лежит весь целый. Ой, Астор Чеченко, миллион хамаха, я царет у него мязда. У меня помню, что. Он гина Джоха царапину, что.
Магомед сейчас признавать, что молди алил шурба горд хошса, эмкал хошса, эмкал сирию. Молди алил шурба. Молди темлу алил рват. Була медленно шея выносли умезе, милишюзе, а кайуэр на чуд я молди алил шурта, темлу хулила дат. حلقة المولدي عويك خلي ذات شنا مولدي عويك حلقة الخيروات أقدرتيها أبوزي عويك شو وش المولدي عويك ветеран забыл кольчуга и قطع خارم مولدي اعتبروا تيجا يحكي درشون مولدي عويك شولار مول أبوزي نو بوالا تعيش تقير مدولش أبوزي يوكي خوات توش كلت يا خوات توش لا بتشنا يسيزادي أبوزي تلتش كلا أبوز تاني посередине حلقة легко вооруженных, потом там конница жим, ну смотря по ситуации, хват туашкала, тяжело вооруженный пехот, юг я хват туашкала, там сзади легко вооруженный конница, штхит туашкала, там по-разному. А обоз юг я хват туашкала обычно. Сонда молди алил шел, так темно хилу атчант. Это белый бар молди эхи уечкал. Даже тогда молди ха уашкала такир велга римский армия хакшун. Молди ха уая его прогоняли. وقع واربع زوايا يا أربع زوايا موت يا خاوي أنت تأذكر بالنسون تا بريفينيت دين تقوي وتيوم دي عشرون دي هروين تا واسين سباقود ديني واسين سباقود ويروش بس بيش ما يرتش تليتر باقود تا غمرش كاتا غير عش تا يرتيق تان تلي تيوم دي تاجر حتى يحكى هما يات قوي بعد تقوت يحكوات اشتاقه هو قش وات داخني قوب شوات داخني ليل واش وات ود ياخذ مش أصابش أحتار هو اللي يردو أحسن لا تسليش شو حلقة تسليش أحتار حاس راسل هون صعب بيشي حداخني خلي المدد قد دواتريت امش بيشون تتصير إيش تليش يرش تليش يلو تق ديك تبوبوش نقش كويت حاول يعني ديك خيروي نقش وبوش تقل تق ديك خلي لادت نقش وش أبوش وتقولي شين تا بوصل بقى نقش بوش تا يلا هروي الغير ترى ناتش تهينتي سبع قط إن نقش أول إيش تا هون شوية عيد له قش مدون عيد له كم يالديتر ما مليار دي أخشلو إشلو عيد له دات هر ويدينت دوخش دات نقشليز دوخش دات تربيو دين دو آليتر مدات عيد له آليتر مدات وتتر أخش هذاش أشلو المرش وحياقشو دير آليتر دات Это декабрь. Это могилы наших самых святых, вот этих самых вообще, кто ходил по этой земле, асхабов, сахабов, пророков и все далее по списку. Это не камни. Единственное, что это камни, может быть, которыми они потеряли спасунные нечетный раз, на последний путь положили на могилу. Надо не арабскую историю учить, как нас медресе учат арабскую историю. Надо чеченскую историю, надо свою историю, а не историю арабов. И не их прославлять, а своих героев надо прославлять. Не арабских героев, своих. У нас героев своих больше и еще больше, чересчур больше их. Просто мы сегодня про них боимся говорить, про Басаева, Дудаева, Лечи, Масхадова, боимся. Даже их могил нету, про это никто не говорит. А сегодня прославлять арабских каких-то разбойников можно. И молодежь, дабонтевый, мол, чё дендуешь, Коран, Камасутру, Дагахуш. Чо мутайлемш, хафиш, 300 штук год эрхвич. Иш мичабуй нахиштан. Хедайлаш, чо адачуни, дин чо аш дыцегалиш, та хауш. Вистульш мацайсын, хула, нереально. Гуч дәлиш, буэрша тиедоч тол дин. Дах дер сүйли дин алар ком бақачар. Да даже буэрша тагул, чо лейлордош дин дас, но Вай губах, аж традейшн суфизм, дин юбош, почмайтни. Как раз таки, и динен полное противоречие суфизм.
ширк дуй многобожие, что Аллах балаболя, за вечно отбобьешь бу. Тодеш лично садешем бу, о вело тага угзикардия, что надо. Дер вقت да уадулы, халас бабарам да ап гонда зиг юртгат. No da del жалдык что за машин техос и он за мелгенер вигеза хейцалуш и конечно ж мечадала. Дер вقت юртгат. Бяк мы была то сюда шали танцуют. Марин, ты меня слышишь? Ты дорогой с большим уважением. Ты сейчас пишешь то, что ты слышала за пару лет в этих соцсетях, в том числе и радиомаршу, телеграм-каналах. Не пиши то, что ты не знаешь, и то, что ты не видела. Есть факты, есть люди, есть умершие рядом, есть родственники, есть выжившие, есть свидетели. Не пиши того, что ты не знаешь, пожалуйста. Егор, дорогой. Пропаганда. ФСБшная пропаганда. Это дезинформация, отзывы. Просто 1000 версий, я течу куси. Так вот, я рекорда, да, яка, уже больше суд доктор. Дезинформация, ёкуш. Подхватывать, то есть, отсвечивает. Så er der under utstrålning. Som till 2 år var det alltså. Я не избрал диктатура, но я не думаю, что умышленно цой дилдва царец, он я сегодня вздохню. Нет, Мария, Одел, царец, он и сумша. Я вздохню, за работу дилдва специально дилдва царец, просто чин. И что dat gast gelutsen, gieter gelutsen, dus de goed nachbo, faktisch goed, de атахарат, я зашло. Лучше промолчать того, чего ты не знаешь, 100% лучше промолчать. Ja, så hoppet så här jag hade så hoppet måste jag få gå på. Inshallah, en två så bort tror jag. Det går då jag ska ما لا لا ولا صحابه شيء ما يبغاش وليه تعمل زوجتي وزوجتي المدر من زوجتي شو كده شو ده شو باهر عربية كده لاش أنا ده شو زادو يزيد شو طيب ورا شوخ شو شو просто тут что гонять он все опять Аз говоря, що двезам, що гузам, що біжер, що нейм, що гергош, що вообще цапер, що гопте, видиш, що ровно, що такого ровно, що опущене, це я хорда, حكومة تبوش جات هردير موي هر بيرتشو هر حقيات باي مري بوش اشتون حيالين او يحكيل سيد موي كيرتا يحكيل بيد حاجوهم دوش تان باتات يات وكشو شو ليليا اس هر شهور دوزل شو تقاش دوي هنزارا حاچوا تعديو شوري واخين خجيل و Stevtser, jukčem bol biašon, iš nohči jatsun, her do son oish polsche samsam, khach elü zaater lo yat, son shiadasan, khach elü her sigun shubosh, khoin khair neash yazin, yo das yazi velchniri alla.
سكرين وما شيء هو يكشلي شو بوس هون سو خشيل هالبلد هون يتحيرزش بلا اش ما اهتو بلا ازرش كا صوت متيسش ناهن هو بلا تاخير نهايتي بلا اس يوخ احت اس شو هور شو ديش بو شو بيدر شو دوزل شن هر بعدك دا گوش دا قطع عشول لیل شل شو هور خيرو خدش الينز از تگوان ملیو گویتر دوشون خدش ملیو گویترشون دایل تگی وتون ملیو گویترشون شهور نه دوزن شو تا تگ زری چردین دوچ شو شو دوزل شن تولگی چول لیل شو پیدر شیات شو دوزل شن شو تا تگ زری چال تا و تا سو تگ وات شون شهور دوزل و اس نامش دوزر دو это ударяешь, из берша, из юж, любой движок хочешь, тахол, и номер да, я за багду дать, хочешь, хопидер тагет, а я ваян, идешь, это. Будто het ook nadegndal hadis dat, terug het ook zo hechndal briljanto lubach. Магнитный даже, üştя и бог сет. Tā titāno dēlā, tā nīs lēt radēhna bāh ahadīš. И شيوط الوالشغنا خدات خليل دا عامل يجدش وقتا أول أحوليت خيتر دروجة زوة مخلة إيش سيتواتي لهم تندل مايو راي ويشيتيغا أتقزنك عين راي خشي صديشي ملش شي жизнетик цагинаш иштолши караван ятохачтига оазиштига нах аштигар хагина грайтер ёш кедавеш ёштер эрбош боч. Больше ничего не видели, и он им приезжал и сказки рассказывал. Тигардек пересказывал. Цул ехштык цахилык сига. Мохальчен ходишь дохарек ятер мари вахнак. И гурбагаты сагмахал и дармидон вау лел цу мари вигн мауир. Когда мы тебе нормально, да, аж дух кивала, сагат шо хочем арон токучу, хаж овна лист, тадер здарахо. Умри истмал большой. Да, дуки أسأل إيرون جايش. ده علمهم في شقيقتي الوحيدة اللي مش حاجتي طبعا كنت أنا عون الوقت أسأل ما إشتاق ليرش خير في نين نتعشت الله ويخصهم ليلع موق دلع بقدر ده ستعري حاجته وروح سؤال إيش تقول لا بوتو وق بو سيرنا سيخ حمقاتي إيش تسأل سدع وهنا هما داتي Дели лечение еш момент махиливый хамахайл. Но юк ирвел жим хаяр сам гатте бадык дич. Туда камердат. Ага, вендетта ладуа сахадис деши. Хадис номер 7542. Тахих аль-Бухари. Жуктеш язынак, мадеш лахтуан. Именно идешь штукас. В одной из распространенных нумераций звучит следующим образом. Передается слово Абу Хурейри, идут ушкошек хлагоны. Передается слово Абу Хурейри, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: не верьте людям Писания и не считайте их слова живыми. Но говорите: мы уверовали Аллаха и в то, что было неспослано, и в то, что было неспослано Аллах. Ин бад ак.
основные положения хадиса. Это хадис регулирует отношения мусульман, информация, поступающая от людей Писания, иудеев, христиан, которые не подтверждены, не опровергнуты Кораном или Сунной. Мусульманам не следует слепо верить им, но и не следует сразу обвинять их во лжи, так как они могут говорить правду. Вот такой вот хадис. Тагара хайва чалацар, тагар задеш. До хадис до тара еврейти матаха дешедушу арабский матах переводишь, амаш хала мусульманша. Это иудей шпойца. Sind etwas حدث توها هدي عشت أصلا مش توها يادي نتيجة عند اسمها داتا عشت عامش برشا حدث نومرة يم تشي 542 دوچوغا أبو خريرو دائم يخاخ لغوي إناوس مش سيتواتيو تيغا يغوار أول جوكتيش أولي نتاجر حيوي شتوكتا نو تاني زمانتو ده توش ويلشنت احتا هم دعمايزي تغيروتو دعمايزي علاقتو حديش دعمايزي سيرنو خوش مغليش كيجنك باو هو قرر نلا سيرنو اقولين بسبل وچه قيزو هو استخن وي مولا ابسل دوا هير وام لفترود وام تلوك خلو يوه غالش دولت مقدات بوشوي ديشتك это специально полностью Кегин опал вахязина, как всегда, пиши это тиш и эти иштадаван хитсон один дуй. Он знал, что пурга яснел. Сондер намаз дешен, ишт хилите даглох по неволе. Аринда Мичадо, Удо Милдо, Алнара Лаха, Хадис номер 7542 из сборника Сахих аль-Бухари, книга Единобожия, повествует о том, как люди Писания иудеи читали Тору на иврите, а затем разъясняли ее мусульманам на арабском языке. Пророк Мухаммад по этому поводу сказал: «Не верьте людям Писания и не считайте их лжецами». А не верьте людям Писания, Бог, и не считайте их лжецами. А говорите: мы уверовали Аллаха и в то, что ниспослано им. Основные аспекты хадиса номер 7542. Источник Сахих аль-Бухари, книга Единобожия, Китаб аль-Таухид. Хадис номер, опять же, его 7542. Передатчик Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах. Смысл. В хадисе устанавливается правило отношения информации от людей Писания, иудеев, христиан, в кавычках. Мусульманам не следует слепо верить им, но и нельзя безоговорочно считать их лжецами во всем, так как они могут передать истину. Разрешил? Это Осиана Аллаха опасу. Омар Вацмой, начальник охраны, изгнал синагогу Шкаш. Представляете, это Писание, два метра дохши, два карс дохши, чего такое, это вот честно может. Харохе пойма рыбу, ариация, хочу. Без этого был адекватно, а что еще? Ну что? Адекватно, я говорю, марш валюша, мы сделали. Омарса, я инхаллаху хундака Писаният, чуаула, лайват, сухай поймар лайш волшит, хан, пан махалихере, барин. Короче, цуэлах, Омар, ат я гуш ватсон, поймар, махалч хуату идуть, что но, ваш Омар, кума али аш салка, поймар, бухаче, туатах. Около шалах шаиш синагоги уид,
Швеция гладу, а представьте, междик чуч метен, окей, начальник охраны жукты синагог, что ахшалак, Омар бин Хаттаб. Да. Вот это писание, что шарвенчина, а чего буксовать, не ждать человека, поймер бошные реакции. И юкар шейк. Омар сала, что хов сятся, когда мы дай, еще дюш резвать, а дешанцем да сал. Это зуди хов сей, Омре я, вот дюш шалатен Мухаммадина, и это توري شرهم شوي تعدوش دوتر شجانك صار وكحشش وهذا حديث مدايته عاموش برقشال يازن مدوقة تم تشي بتصوت صورك دواتشا تحقيق البخاري كنيجة يدنا بوجه كتاب التوحيد أقا اتحفظ دوش خلط أقلدو شلوك وشيء تدوش شناقيتها إيش продолжение يتسن دحر عمر وجه كوردا وينا اوزوانا عمرين ريزوش خلايزة ريزوش والدير وقالك شيء قاعد يشانسن موشتا فغلدو دوتو شا دوش ناجو ريزوش خلي الله يازن دوكسيت سيغاي داق وقيال دوش خلا وقلدو شل استراحة على وجه خلا إذا مثلا مدينة دابانشنا يوديش خاتكتو حديثك إذا شون قوبشتو مارغ محرم بوتبوي первый арабский царь محرم бога в январь мохрбар первый месяц 10 число Ашура да и толдинаха марغ قوبشخلا او پیامبر او بوخشو خاتن اشون قوبشتو مارغ وقرا الله موسى كلار وقن شي قام ثاني ددو цендер Муса знак благодарности قوبشتو но масомата прошедшее время дуцигата лишь хадуч до ауқала вай Муса абарту иудей школ что он твой таширки о бақойцен ала хотя укер вы таширки бақойцен о қоборду ала ақоға ши қоборду ва ши қабдез ала царцаб қобштас ва қисодол десадала نتابعه إتاقوب تعقوب تعبوه شيء عقوب إيش ستوات وتجا حيوة شدوكتا حدوش دوكشاش حية ترال ده سبب دي ساعة أشهر بوريا محرم دي ساعة چسلو دي دين أشهر موسى Худен жуктиши, худен до исер, хупразик до исер. До море даса бирбел фараон тагачна калар бабы. Хинс бос исламя, хинс идисят ашур ой Qur'an duarsin payamos ordinat meldo hum qasdina dunya qasdina adam payamar qasdina qamos hum qasdina qulun do box تعتديت الموضوع أصلي أشورة شو أتجتش كراتش إنس إستوري يشتغل ديوش أشوخس جتش كراتش الله توي أشون داز ديش توي وبعد تنبوخ شو إنس إديسيات أشورة دوم أشوخس تودينا قران دوسين تودينا رخل تودينا وجه خل تدق مش دق تودينا خل إنس Там до пятницы, тут за пятницу, это пятница, до того докумшо, просто за пятницу, до пятницы, до Адам ты ходил до того, до доктора. Пятница, что очень день рождения, день рождения, обязательно sana bitti yılma biri. İştemeydik, تعقب شو شقة بنيز بوست أو يحكى والشوط ذاك عريتها إشتنيس. هو كلها باخشة يوديش بو إذا تانش بو سنة إسرائيل. هو بو تخشوش أو بقويون سن بعدات ينطقيت سقيت تخشوش أو بقويون حتى خاشات صغن وقرأ الله إتياد أيمون نسلشته است понятная ситуация, что целая. Тендер на бешаре да шашхет барики дик веземет садинак замет да там бардон. Джоадой
إيش تخز دك دعيش لشو المزوري ملور إستوريك وين كوكاسكي وين أموالين بطلق كويس إذا ليرون قوتشو خز نت ديش أبا سوبر سو عشان همش ليش نوالي канал эфир будла видишь волнит массу канал что массу телевизор холодильник унитаз что чайник что тефалш микроволновка холодильник багажник чужой массу орга هذا البقوع هذا إن شاء الله رمان и авучол и كتاب الهتوء البلداني автор вой балазори и в начале я считаю что رايح начал моцо страницы так до 100 чем-то и телефон чего что дючи надо и со стороны вой дюш со арабация и арабу то дазалцане дюч дворцовых лез и бокуду до халифа царь он елчина прямо تكجوتش تشر أرخيم شحايوتش اشتياز الدقتجا امش باش حبوش بالناخوي 930 года отцов خيزة تاك فش لطو شياز وتشنا إتقبلتجي حلقة واحد إرشوا شرا ورهون خاطر هون خاطر هون خاطر هون خاطر بوش كما ديش بوش صار هو كوكازي حقات شوز دربين تدوي أرميني غروزي أذربيجان واجنا شم يجي يتسع حالات العراق إيران يرجع إمتى شيء مش حالات تتسع دون يجي بيت دا سوريا دا باناش نوعي دول شيء حب يحكم كوش ده كوكازي دات أقصد دزل ثاني دوش دو تارتجا مو دو خايشين هند تغنوا دو $1 دات ننفت привязана док но хал деши дариз но Америка цафер гучала и французват и дохален цейт ласон та шарол адол таори то дадел гала до омбачина дасер в 1939 года это безопасностью Америки дадает деши вот ахшт юг шерш модели 45 год уже цапрел шедала юрий деши тахуш савалат ах цул тахвено президенту до Франция то 5 миллиард 8 миллиард где-то Жак цул халкина гой кытайц айот са гой шел луит шел ишца цу знал что на 1,5 миллиарда Америка деши دشي ويت أخوجي أمريكا دشي قتصخول كيف بتشالكشنا أفور خلاء أيغوكا تشدي تصوت 70 ريتي جودها أمريكا جا يوخش خلاء تير ديفولت خلشتات أخشن يوخسار خودنا أرابسكي نفتوي إننا سعودي أرابي توتي بريفيزات تو إذا أرابش كلار بأخوش أمريكانش دوي توتي بريفيزات إننا نفتا يوغا по сегодняшний день это доллар цены до штук мелдол хумдует нефть да нефть чод ушум штук одна да иг машин шкей документ из нефти реш салантомар дитер кой ничуть ли маргарин без качал хумдалок из нефти акца и презатер бахандолша это цены ли штук нефть доллар арабши мохала это хена куч маши кочат 40 درهم لوش خلطن любой анкл ячи қиячи почета куч машит и куч цены даре инстан доллар нефть мухердер ишта куч машаны и балазори язиновая книга и автора и дючу ташберш адал дари молодой зудри хабал бари وكوكازيت أخصونا قادك دو يلا سوليشن زدت صدوتيشن تحليلينك شديديشن تحليلينك زان نو صخيتي بوخشا اشتا أولش خلا يوش لاتش عدات تارين إن например أرميني نو
امش بنتات يو ديكدو تلوت على يستقبل يوش خريستيان تبوش خلوش إيش جرجي بانوش ده الجرجي حت دعوتيس بلتان أذربيجاني بانوش دون إيش دربين ده حبي أحكي دون إيش ديازو شخص هون تامشين خيتكم هذا لا هالين ويمو غير ويسبري ديك خلقيتكم ويناخ إيش دك تقيت تيتان شين بيش تعدوكش إيش بلغش ماري حيوكش إيش بوي إيش داسا دلا إيش تين خلقتون سلان تخان وتان خيئة يازنك شا أرابو أنجلسكي ماتر دو يازن أنجلسكي ماتر بولن تكست يتن باسكنك بولنيات أنجلسكي ماتر بولن يتن بلزوري ويتو يازن يول إز إدوارتو خلطو أرخيم تير حيوش خلا прямо تير دورت خلا تير здание خلا خليفات خلا чувачь خلق короче беззелёный خلق сюда إيش ناقص تو يدو يازنك دوي تو موهم در عليازو شاتو تديك خيط إبيرش إيش حدا غير شين حدا در ترمان كورتشير شيبامي كيجي بولش باش هيد دعبك شين صوتي باش شي تشاش شي ولق ليلوش خلصت إيش يعري خلصت إيش ليلوش إيش تتوات إيش تقعد وعيازن سسرنا تجازن يأتي إيمن أرابو إستوريك خلوي دوي يبلا زوري تو يازن يؤدات إشتغل دقتي قاعدك دوي ناغ يشتش شين بايدن خدرك تاني يزا أرابسكي غيوز إنجليسكي غيوز غاسكي غيو فرانسوسكي دكتور دوشن يومي أشوسو فرانسوسكي غيش تادوش دق شاش خليل ديال شاش خدور شاش لاتنش حمودا غرناغي قردوي نормально خيش مدويز يش نوصل يش شو زوري دالوش بر يدبش بر زودبيش أتصل زودبيش دادول بيش درج أو توني دو بصل دين دي أنصر ماكش تشاي موصليس سان ماكش مدويس بو أنا نيوخا شو تناماشل دليرس شو تاوزر ماتون يعني وين хорошо села гидасон Дел Маршал. أما بقول أنا довольны этим, типа да, и что Бог тут, зато они нам ислам принесли, а им это Бог. Чего довольны Бог, серьезно хамил дальше. Нах бутар мукава, и он хилер. ده تا момент تا هیخمش باش خوچو تیک تاک چو گینیر سونا دک تدوخ سونا هدینی هدینی اکادی دات اهدیچ دو ایمن اشت عورت غیر دوخش اکادیش دیا نتو کروچی دیا انچلنا کروتوی خیل کروچی نه ریز باش تیبه کن اشت خون اتو دل هون دقوا خون قاتش ارش اشت كنت حقيقا دادي توتاك اشت شاشين دادي ليرتون الو صابريتش توجه تعدرقتر هم فودو تياتر ليشتك خيام هم دادا انت هنا عدو انصار ارتاني وتت دين تخادو أنصار يقع خلط وتانات لوش قيشان دعي الله ومش أو أنصار الله كون قهقادو تكون ألسا مقاشر داسا شقع إيمان دو شو إيمان دول ديره أتسير إيمان أنا غير خير برش شرطية اللي أرتاني تربي داس تديرك إذي قاشا داسا إسلوشيو نسون تعيش جنر تحم دقم دوغ عدوش دقدات إيش تاسلوشي هينز ديك تدوخ سون إنه بريميرنا إشتهم دقم دو وندا شديك كرتش عمتلا تلو يديش شقدات يقول ديش سوت وجه شو سوخان لا أسوي ديش يوم شدات تعرفوا شنو تو دوق عقل مصوم نادات دو يا خالد شو أقول تيك توك جاير هي تعموديش استاج أو مديتي حاجات مودينا ير أتو تدك تغوصر ميلوريتسا استاذوي توقع استرش أوش استقادي ديك ناخريس سخو شين أتو دلير
حون مصو عورت مصو ميجي دا أول شعون سو هندت دا الريز وشويش كانت حدي توتاك وقن كانت تو شيدا شين لغشة دا لدى غشة تون دي لتن полностью البو سامانين ترخص جاخز از سويتا чукуйсер меч усо меч чукуйсер тахасан. И коч бадегат, о, дорогой халатse, инцега татек гутар вич хадистя. الله مدن عور السيق دعوش خلاص آخری خط نفتیم السيق ده هند ودا تسبیح تدابش دلم مدلن مودی دامو ودا جیش یزوج چنیا تاکوچ بیات الله زودات ایو داسا دون تندر وچال أب الله استج شيخ دعاء دحارة ديستوت ونشت عطر وليون لا طلع دعاء دين شيخ إن خليت أو صار اشتياجين دو تجا هو دعاء دينات بتوهون كبجاس توشتيو شتون اشتماش جن خير والشير ولا بوه اشت دوت أج اشتري أميت صار تج كوتشا أسمع الله را دولار مخر دو اشت خلقت سري لبوي جورا هقل كوتش تعرف الدرهم در ماتون دا كوتش ماخ بعدين بول كوتش ثاني دوش خلقت مصر ماشي تخين عادي ايش امريكان تشبوزل ستات امريكان تشبوزل تصنبو صار انجليشانش نفت بروتو صار دين مدايسان после этого что Рионко и Нахбойзена, Айвас, Требойзена, ну и уже 1924 год из страны, это уже перейти до Нактара, это что. Вещей юкаха, признать были штаты, государства. Теперь перенимать Нацар, Саудия, фамилия Хала, что фамилия Цархин Майца, Саудия, фамилию Араб Шму, Саудия, Арабия, Волкой. تقدر تا خل بيش موش بالبرينش مرينش موش حبوش مقشد ده إذا شكا برينش المول بلغتر ستة وري من تشلي وتدواتش تودك ودين حدول ديل دي إيش حدوش تقتل Радио маршу ведущий содержится минут час, неважно. Допустим, даже если я что-то говорю, и мне говорят, все угдуть, и ищцахилла, астах, или сайн иштхаз забор, но со факты сейчас, один раз, два раза меня предупреждают, что отца, или я факты должен предоставить, или замолчать. Обычно, когда я какую-то тему завожу, даже уверенно, но есть оппонент, который также имеет какое-то конкретное свое мнение, я не спорю с ним в таких местах, когда ни у него, ни у меня нету фактов, но я в чем-то уверен, и он в чем-то уверен. И я всегда молчу. И сейчас тут уже долго идет одна тема, я наблюдаю за этой темой. Дикхалер, если 3 предупреждения, если нет никаких фактов, или это сказать, это просто мое мнение, и остановиться на этом месте, не останавливаться, заблокировать человека, даже меня на какое-то определенное время, чтобы, может, кому-то это не нравится, может, кого-то в заблуждение уводит. Субох хич, рухо, если ты меня слышишь. Я просто вот за письменным чатом наблюдаю, несколько раз попросил, но вижу, что человек не понимает этого.
Так тебе лучше знать, как быть Эндико Хурдом. Asnüks to baasegeri on sit ellega. Vācu, no písmena čatčāca, humdaļuči, dedai aujuču vācu. Písmena čatčāca, tiem отдельно juču. Homo vajo, et sumna dikkreč. Un khari halgdon gori echi, amkali echi, zodiali echi, tsado adoi deshtan khani. Arbo boga? Da, arboshi. Khair. Дикумно хечу, чебниса, да, это хазус. Ну, а здесь шей, что просто что цвет валером бода галей, и думаю, да вот амола, валой там шмай, дой. А тебя не дой, хадем просто ёх, движение маяка твою. А тебя переводи, что до гаянец, канье, эмкал ячи, гори ячи, зодиаличи. Harsun Bertnia, Hon Solarvia, Postat, I do cigar, que só dá que dá com dá cigar, já que generum dá so. Сон серно тахозен хавичи онцо наказание чаравич та хом дамаязди дауназена тиаса луксон интересно. Не послушались, записали, исчезли. И массома заметит садок, прошедшем времени докой. Тад Ишбар, Муса вар, Ибрахим вар, Лот вар, Бошта Сауда. Прошедшем времени садок. Да, ажа, абак, на замечание, до ажа, и абак смаала, к прошедшему времени. Вот любая история, где был один человек, и он, или он там умер, он, не знаю, что-то с ним произошло. Но почему-то рассказывают всегда третье лицо. Он как бы Цундагар вообще присутствует одиноко. Третье лицо всегда рассказывает истории с первого лица от одного человека, который был там единолично, или два человека, где не было третьего человека. Откуда взялся этот третий свидетель, который передает эту историю, если и того нету, и другого не было уже в то время? Жабраил был там. Ой, любой истории. Иштёк, куда не полезешь, там 100 лет, а дальше 200, 300, 400. Хамелдович, он Миловела, допустим, возьмем кого-то, Абдул-Бакри, был один, там дома сидел, пришел к нему, появился какой-то, он ему сказал, это, он ушел, тот пришел, там не прошло и минуты. Аллах способен на всякую дичь. Через 300 лет какое-то третье лицо это рассказывает. حاجة دوكي هون ويك آخر شو يازن واحدة اللي هما دات تغل начале из уст ишт حدوق تغل قرآن
Ездишь дочь. Тагана каждый год юрю ездишь, печатать дешь, аж бокуешь. Каждый год. Ну, буш, ну, вначале, ищтагивцу, а мы ездишь, яхавч. Дага амодаш, передавать дадишь. Момент цахиватик. عثماني نينيو أبنيني بيحكي بشو إذا أبنيت بناونا دعياز دي ألدوشتو القرآن دعيازنا أكا دوق دوما ديتاني آخر ويرما وين دوش بوش أرى وأفشا كيو قلفاتي إذا حي جرجرشنا حينا وشنا حيدوزشنا تاسكو شو هذا الله إيش دشيري دالا ويما فينيتاري عثمانوي إز وجد الشداقة دينا عالدوي وريلو شو سمديت نسيلو شو داسا دويني بويلوش سلطة بخيشرا гражданский тома лятанцан дуй после этого дуй и первый гражданский том доболенного Айша Эли Хульшту Хетео أقدر قناعة بحاجة بيقابل شجع قادر دحر ودا الله ينزل سمستري تيجيني سمستوا سمستري أتخنا وجه قادر بالخنا فيش فيش سنيش إيش عثمانيين شو تعداد اتصبح بيقبلوا قداش تيجي حسين وينا حسن وينا تسيربيش وجبيش بيجي بين أكثر اشتري امش من أكثر أتخن دين Да, мабригум шхили просто даже шея нюки. Он стахан хара, он бид вайн нюки бин кан вайн нюки хиг нука дани сладу. Он дугин стюрцек даст, ему тут вот дючтек даст, дугин даскат, йохрил этот. Я ради наша шера день зрофлет, он би буца шеша стороны рюрду бог даст. Ему тут сальдисы, гванюк и квасан лив. Бит бог. Да. או תחוצנו כבש בבש היו חצוק בו בודקתו. Цигаяз моду рэшин, мелок избы на ранцар и угорцун пророки юхир нахбуюш, мелок избы на рэша. Пёртеш бяхата, что говор шуакш. Адемалин назаре. Вахязин докцер дрей. Иш даса бьябела инаха инстаган потечение ясне гурюба. Каждый чущина гурюба, да он шесемство, и вот сабы гурятся, ла дуцает. Трига. Рязин до команда. Каждый нагашанный встречу. Даешь ситуацию. Мама пойма, дидуш, скажешь, бать, елс мне гонишь, елс мне. И ровно он бежь белок получается. Уже бэбэш, елс мне кажется. Не, это дохар, котичейный мим, цахыч, юх, кымух, Alleen melchoor kast na oostdag. Zijn de situatie. Want сохраните, toch beter, например. Даже терпача, может звать, от стечения, юхилшила, спачайн. Толщ подогнать товарищ и дин дуй оран де дождь дуй вечно изначально дуй дуй короче вот хор пачан деш аур мистер чисто ну дуки котичейный мем цагылч котичейный юкир хилшбатар хоршбеш котичейный цара рулитдеш дайх еще цагылтия 72 хилшбеш мылшки со стороны монисло это тамшину мадуз. Это хадис, что ислам пришел чуждый и уйдет чуждый, алды.
Es tad ļoti dokas un tādu. Biepan belēšanu. Elikta ošā reiz bāckuši. Elikta ošā reiz bāckuši. Называется интересно, деятельность духовная деятельность. Просто время дух занимает дело. Сжато деятельность хожу русу. Ухча. По теме доведом чундел. И турецкий халифат, империя Югоши, Саудичи, нефть учадели, англичанши, французши, царь финансировать без, короче, дин дэй шума дуи, царь идол шаларитин, туркош, шедя, молодой, шедя ластвует, молодой, таши, яри, вожи, бог, шпелкшочи, как раз и Абдуллах Вали, Хейн Шукуш, вот эти года, секта течение Укаял. Так, это еще первый хуй Салоника, масонский, ложа Оли, масон, первый сходяк, Ягач и Теодор Херцу, Цундас, Еню и проект, ну, Цумканту, Далулина и дальше. В общем, это 1800, начало 1800 годов, до Первой мировой этой войны. Первой там было. 1850 каком-то году, короче, ну, неважно сейчас, я цифры буду там путать. Вот этот первая семья, вот этот Ротшильды, которые миллионеры, там были еще богатые семьи, там кто оружейники, там английская королева, династия. Короче, им нужна была война, Индия, и Цашей, Акаба, Хиджази, бьются, железный дорог, большие, Йохтем, Йохцига, в общем. Так вот, Израиль почал колячи, и жукти всегда переселиться, давячи, цаколич, Абдул-Халим Волханюк, Абдул-Халим Волцуш, Шадина Волш, короче, всегда. Палестина. Лат кусок жуктичун геть старяц бог штака Иерусалиме белшина вот султан хата хоти белшила и крестнаха шей хаджи типа шей паломничество через Турцию. Так, чогайна от цан на осто етин килат до как бы наследники, сам принцин Халандхош. На самом деле это он сам написал. Канто язин сандитнацу, и на самом деле суша язин. В общем, там тема какая была? Мировой, он бог Курбушаш, Ажла мировой, он запланирует геноцид в ближайшие 300 лет. 3 мировые войны. После Третьей мировой войны не будет вообще делать собор царь, религии, вообще религии уйдут из жизни, нахуй религии, что он вообще надарду. И первый, второй, третий мухер был на какой почве, как они планируют все, они вот когда я первый раз нарвался на этот канал,
я вспомнил эту историю. Неужели это совпадение? Аллах начал обратно туда, вернулся несколько лет назад, лет 10 назад, ешнил и содужение. Обратно прочитал и Первый мировой царь Мабит, царь Хилла, и Второй его Великий Отечественная война Волшбега, царь Мабит, царь, точно царь Мабит, царь, ишь коммунист, царь сейчас, ишь бил бою, хорошо бил бою, ишь волшал, это тербу, родилу, вождилу, юх третий хербу, и после Третьей мировой не будет больше никакой религии. Не будет, будут безбожники, это Бог царь, религии не будут Бог царь, запланировано все. И щит вам дабеллар, колобег, бюечбег, бубац, Третий мировой бубац, но религиозный вопрос, что это дни между дючерах, соцсети, шугельчан, последние годы, бусул дин до цуркелис дин, ижукти дин, мосу дин, что дюч до. Иште эрзамют я, что терги шухса ситуация, что генитина, терумат, рамо еш, что-то подобие. ويشتا دات دوكي كانت قران حلقوك دو تا غيقدات وما غيقدات بوس ديش تاهم دات. Ну, остаточно религиозный, он штат, остаточно, айдешна, он шейх элибош. Это исторический факт хилум, что остаточно, реально хилум, хайош. Процессию освещать. Божил день чухаять дючум штаться. Стаган хабош до сорт по-любому уже религии скезг бабош. Дадолш хецван рундуй. Просто цию. Ислам и критян. Эшт хадиш югдала не религии цани потихоньку типа кезга не до религии будет и потихоньку религия уйдет вообще с общества на ганюкил уже не бала хербаца что амабоху жимжимца начало иштхеру югил вообще именно бусул динца бахцар вообще религии бахцар это Правдоподобно, Хейцон, он эч. Он именно в нахчевоцогдой, он смем кэрдоузи, Коран, гуши, диеш эту, боши, момент, мацахелевы. Он скида, ишта, юхах сталкиваться, дашхельч. Критян, кривек, абсолютно, лорши, вуэлэрдо, соблюдать, что чумда цактер. Например, 50 лет дальше, надо читать швунтагицу, например, Инстанция докук элдахдо на самом деле араб Швеции по всему миру араб что что один Марокко марокканчвы царь вообще что это Гванда Ливии Сауди царь что царь сейчас афишировать что еще о Феродон Сумсейна так 23 шал геноксон Сейберкшина Гоша Сауди Аравия васта именно Сауди Аравия варе динчер арведарке то noch цепить да солило что он могли боз да цепить барту канал кетерва эльзандаз кетерва барту сигны сейчас ты не поймешь меня Бог дарцене
جبر حوين ورقة الفوق شغليرة هينزا وبشما داج نايك خليري لشي سعودي دون نا خليريش سر دون دوش توقش او ابو شو بوشتاتش ازري ليجي چردي هون چتانا مصر دادل دل например до сура каф дат مثلا دوست پیشیر اول شتوک راست ماتر وسیمات سوره دوکه إذا مثلا خاق توشاش حديث از پیشیر چرود حوی جنات وراقت اوی گیر بوش خدش دات شيء اخ تيجا از پیشیر جالات ناخذ خردوكشن بيج صار 300 ايدي 3 جوا بيشن عيناش كينو يشتيقن جالي درتيغا داسا بوش ايا مش ديني ودر ورحو بوش اشتن دوتك но и главное на году гаишен и христианство чоха Библия теадацис но до церковь чоха как священные люди Аллах царли ложь алхидун да за отроки алязин буцелет ишсан пишери чоха за boyd ta nachle ta urode ta salti khale ta modo kenti khale og beje chadalo chena osana boyd yo khano wikepat bina boyd og dabiatan ish ta duch do no bibli chadat no tsanu qalil shnuq как священный нахбар ish aldat talilosh окаха Коран чанистела дат почему-то дат ish перехал деш мадри Библия дат и вот но это наверное священник чуть-чуть да был даже задуман забандер и чуть-чуть чуть-чуть не башкет قناة سام شنيق يلصق يوم يا تنا وقت الجوب شيء مش كاتشات سهوش تشاتسوا تحقيق لا قرآن تعدو قرآن تعدو أوجه كريستيانسي أورا قيش كبردو دات قرآن تعدو دو там بغيرش мы смотрели хотели узнать сколько они друг друга спросили ба моцл дишин ай цамела цандиена укола ахдиена алла айнауя إيش تختار شجر على تصير بنيكيتي إذا دون إنترستهم أجلا أجر سير بنيكيتي ولا غاوي ديكي عام يتال نحب وما خايت بحال إيتو 300 لك مدالي إناش أني زبرس تبع كم نامي دات داسا الله القرآن إستوري إسكافشر أوجه كريستيانش إستوري يقيتها أوكا حاست إيازنا باغسار أوجه كريستيان شقاليل شخليز إنه بيبلي تعدات وقيتي أسبوع نجح أصلا إيه بيبلي تعخل مديزري ده بيبلي تاع كريستيانسكي ولا أنت يقين كنا جناسون أقيو كنا حش وين يسولا كاف دقي أنسون وأنا ما ترلوش تو إيش دقي إذا كنا ما ترلوش تو священник ширлят ехкен иштино гиноксон дукканусон igen Собо хаyon ниса ол мёртсонас негасан и дал иштелебах цоцол о мы не превращаем тебя сотоварища туда-сюда мы далеки от этого чинаха Аллах им сказал укройтесь в пещере даса оледат ишчубедал Коран дадуе эчва أوقع إستوري أسمى يترديلي حقول الشلجي إتبيبلي تأخل مديزري باغي سبكيتي أصبا غير حدو مبوش Пещер сарычо, лёши. إم تغاصن بعد قاعد يتغاصن بشير الله دوتسجي هو بشير ومجايو بشير يتسابوتين دعاء تسابوتين تسين بوخشل بشير Ne, i уже книгу до переселения чина Абу Бакр с Милварара Мухаммад иши чина и уже кепешерю аружи кепешерю та болк тог дعул боли ذكرتي قطع بشيرة يو تناخ شعب سنجنا
Daar roosje qona ostutsiga tsar witwig roosje ishtum shnut tsar ist короче ша дана дат ан бай шуроцло шабеш кацло шашур шабеш делахчи дена вогнерса шадана дочиге аока таисна шуроя канацаршин والله иши набка тир يوخسخل تانوخ اخي ايرشا اشي سمدا شبيرش دولش دولشا تاناتلو شدانا نيماليتن اقدونا يلوشا بيرشن Santiago el Boша, desarrollo Santiago el Boша, да. Если Аллах, ты видишь, что это ради из-за тебя это делал, оттолкни этот камень или да, то это тоже согласит. Жим бил, жим дас дабана ба أوقع ديتن بوشي شيء يزل خلصنا شيء شوية أوقع أخصلها ومتو يوتشج إلى حاط شهرين خريونا تاريخ يازن دوشن يسجل بوشتاشن قديشن قدوي مسانا يودا قا دوش خداتاتن غاشق واخي إنشنا أدعو الله تن ببويسي الله خال الله غاتن دعوانا если ты знаешь что это ради тебя это я сделал التلقين этот камень, اللي هو تعبير بالله دون إشتا وش قولنا قد دك يوصل إستو وقوه اللي را قول شو إشتوك تعبير بالأربع إيش راز بيشي شو على غير تسمع محمد أبو بكر أول ولد أرقنا وست توك دخل بلد أول ولد وخل بوه سارة تريستا إيدي بتلت إتشا بيشني يوجي قبيشيريو إيش سيتواتو تجايك Don't watch the gisto. أخنوه بيمر بوخ شقوي اسقران إوازن لا وما مصر نو أخنوه بيمر جكتي خلموه Så parmat liter och riktigt så då så. Och så att nu på man hade la jukte för det slätt. Чудесно, хто з пантелиги збити на хлопче дує. Дежна дукиш. Хенш дукиш. Он чого, де, вони щось дух гомажає, то yok er. Представь, так, то закон, он хал 25 лет назад واحد ها اشتر هم ریچو واحد چو конкретно مفتی کن علم سجلون شيخ الإسلام ورق اتو هم خوش باید که هم تو چواش بش انت خان زمان شيوخي وكل كردوخ سغل ديت ملايون جي دوق تا دوقمش
لكن تعتقش بشر حديش شيء أي شيء عاموش بول حديش تقدوش بدات إيش أدقي إستوري ما يجي حيوخ Ветер религии, да, сонч, правдоподобных, я так сонно. Сегодня... И первый мировой твам царь Цугена Маалар Иштхирбуал царь запланировать бин Бака Бекер твам и Ататюрк Бер Цултя и Саудич Шатар и Ишайл и арабский полуостров их царь полностью разделить царь из Турко-Туркоши, шайб отдельно, жим почалкир, целая империя хилол. Арбош шикера, короче, арбош сани, французши, англичанши, полностью арбош сани, да, оплатисено, там дальше больше. Вторая мировая война и коммунизм, и рушаш, и первую мировую, была ин проектионе. Вторая мировая война, коммунизм. Я могу это даже там немножко отдохнуться, опять найти, перечитать, дословно пересказать даже. И Вторая мировая война, царь Цугена Мааллар, и Вторая мировая война Хилауэн. Ну, я не знаю, это насколько это правда или или это потом придумано. Это уже, я за это не могу отвечать. Но факт, что так было сказано. И это первое, самое начало этому положило Ротшильд, семья Ротшильдов, первый Ротшильд, синца хайох, мою, Рокфеллер, семья, я лаки. Цуэна Ротшильд больше из-за жуктимовой так и Иерусалим, Израиль, и почал Клинцар, и первый твам бехенцар, второй твам бехенцар. 300 лет, короче, на 300 лет ин проект Юса Цуэна. И 300 лет как раз дадяло. Это вот плюс-минус и 300 лет. От 300 лет мировой, там бокур бушаш, чисто финансовый интерес, там ничего с религией не связано. Чисто бизнес, деньги. И после Третьей мировой войны, сейчас это, которая идет, я не знаю, она, это Третья мировая, или это предпосылки к Третьей мировой, или она уже идет, я не знаю этого. Но после Третьей мировой войны у людей потихоньку пропадет интерес. Люди меньше будут мало интересоваться религией, и религия вообще уйдет из общества. В общем, людям будет не до религии. Они не говорят ни ислам, ни христианство, ни иудаизм. И они не говорят, что люди не будут верить в Бога. Они не говорят вот так. Они просто говорят, что не будет никакой религии. Люди не будут. Ажан, дуки, вот так долго, что ковид дукеч царерах 87 год, она ехала кино, полностью сценарий, гаюча кино, упоминать, гоюча кино, момент черок. Так, чига, ковид уюхал в 87 году и 88 дерез, это уже юч. Там момент черк, ты что гулять, название с кино, то что упоминать именно болезнь. По сценарию, халёк, шрицонами, мяудык. Кто-то все равно управляет этим.
по сценарию. Все получается, как хотят. Вместе доктор, нечто контактан, раз Иран, и доктор, и темщица, вообще не по делу. Üç, дочь, такие гости, там же разворачивают доктор, кто этим занимается. Это Завоз. 71 сура дон нох, а 71 дон сура нох. Милуан, ну, жухтевое арбов. Солнце, hins дагамца до сон ежукти арбо муаци 100%. Ну, поймар хило, что 900 лет верно и 850 лет дальше проповедовал Урвала и, по-моему, Чаплем, Чакам, и Уолджам надеешь каждый раз, что Чакам дахокш, юхош, да, душ, цуюк, а Чапаямар Волш, ну, арбун, да, има думал, что разбня, ну, поема постоянно, ну, поема и да, има цен истории школар, юч, какие-то ардуал, умаца холар. Деза увички, авельшоч. Так, пармац, ирак, это, по-моему, доктор Дохсон, что именно то, что упоминать тоже. Жихте тюрду осто. Такое жихте хадар цагар такое, чен ахархич. Чен маскантхил отнуа дагдолшен тане. Чак антиатахли вошхли бо саумаш дерцигавич. Бакин цай карца дехж дагдол да Антинта надежан корон промахалдации. Ну, там дают, что прогрессирует, если это сахум идея полностью, да, сахум захватывает информацию, когда дают, что он сказал, مصر نحن أراد دوه مصر قام نقطة هدوه مصر وش دوه каждый общается с чем боится мяу лил да один религии просто цилоту кита дальше хумдоч ахма бохурхунц 50 может ist ускоренно двечхевич. Действительно, дочь, сам тешится у меня в Бадик. Представь, он за это... Ой, что там, ой, тамара ехал, ой, сан, и что, лилош, да, и что, кнак, без намабацус, дин... Амабас, амадуай, дюйцук. Просто ой, делал, заметно, дуч, о. Да. Вот представь, где он за 25 лет мелочь, зомбировать детей, молодежь. Это Кичар уже тергал, да, штат, мой таган дюрсен, сан до того хаят, ценлил, да, верчик, ивешук, и курцендек бог, штат. Sunday ba aspiechar уже тергал, да, штат, ой, таган дюрсен, сан
Первую качсан кето. Ну вот, а вы что, ну? И 950 чараиш свахал дар вик антралатна, но национальность я Идрис ват تنتهي إنه إدريس تعيا. يا أخي وين فرق ده صوت مثلا سواء يا ترى أباك وجوكتي خليتي ألشي تعبير سوى промолчал, но أما اشتغلت وتحاول زعما السور دادولوچنا داس абак السور дадолочина первый аят дадолокедон он был послан своему народу оле бил гладякан даце но тори чуаш док тер мовой дасадон игр حدوش مدايشتو именно араб переписать нагез ванда шаштайт бил банагар хаят мадайцари муш мадайхаред. И, например, и пише речь, да, ол был наха, Библия чахал бешворыша, Тори чахал бешворыш. Библия чахаяздар отсутствует. Но священники считают их священными, и пише речь, да, ол был да, но церковь чуть по-другому ее истории. Ока по-другому ее истории. Это изменение юцану аин. Ока хаязин до, дога хаязин дат, но шейну адуич дуке. Ситуация, да. Солнце, гора, кстати, ходить на там, дить на летакач священнику, дить на. А да Мухаммада шукте историю хайохши да и пророк шбы иш Дауд Сулейман шбы иш цена шбук я об царбаз мел бен ашлат цена шбук я обдунат снове исра да об царала ишит контрели да хилла Йонос Сокцен, Юсуп, Йонос Сой, Калович Кваст. إذا خز على جو تطوش خز على فرعان زوجو ليلين نقوي تيتاي египетский царь историю как вы же ревновать أخي موسى أنت قوتنا كاك إسرائيل شويش كيت أتيجا إشتابيل قلبك شويش до этого كيت أتنابيل قلبك شو إنه تمو نوخ يو إدريس إيش تعرفت أبيسات بين بعض إمو نرودو ألدتيجا نرود بيلقل دا قداتر إسرائيل شمول يقبو على ناتي بيلقل قنات الغبتنا وقينا وش أعبوش بشه وش بيلقل قن عندو قادوش مدودونا народ Израиля Бог язен мдай Коран ча когда Моса новый он спасал от фараона народ Израиля Алла скачал дьявол море да смех бел чогаж матеха да тигаешь все лампе рождот шит источник даялла лахидош Юре трости рожить но бионе колиш туда сюда Лохтуда, как все парс, келдер, широкая ардош, знамение, что Бог сам что статика. Короче, дам турдер, дон. Да. Ой, доки вот 1600 между закон тигметиг охшиш не дуй. Хан ламер тахоч дерчдат. Цендек дадит. Вала эшлич то хуманш цик хайхам эшлич лич дат сон цик тамо
Оно уех хавалит ямеч. Уже подсказка, что кучаешь. Уех ундо, что цаня, а уех хавал мекшват, действительно. Да, вот докладерных размерзик что дают совет айдел долш царс махка эльч цаши эльчи ну мгала дуюхуш цаши бимеждик долч инц самич междик или примерно кичука Сучу адует сург так. Нича это хило. Ну, это это уж 1600 модуль, а сучу. Цену да мегдош. Ну, да بعدش да أرينت شي حلقة أربعش نوع دخليلا وش ده عندك ستاج براكتيك ديكو ده بعدش هو ده هناك شش نشيني دويش بس وانا متغير وتلك أورجي دويش تقاسك وشمسة تيش تشوفوشن بشبات не верится мне при всем желании. Чугающий беш, и цабубош беш, и вот муфти, я дукан дюнда муфти, что жизнь, а сейчас муфти хербу, представление и очень. Беш буквально шла. Екатерин II в 1788 году полонил муфтия, чтобы управлять мусульманами. Что я дюнда краю, управлять шаю. Цент рахтел дезуется мяждик те. Дуки куча голосование вечер хайран телеграм-канал чё. Ермолови Путин цархонц цахдук даш игурчодек. Путин денрден долш хадел дишту цачо навесно тай долш. Да. Он цун ой кучу голосование. Первый мяждик, где на конце уже около Екатерина, это юкетюхи, Ермолус, на бокшлер. Так, Ермолу дин ват, Екатерина яц. Кто за пока Путин переваливать, а я чокой голосование телеграм. Телеграм, что халас дукану, бали, что шоз коз. Хочет телеграм. Короче, ламал вас объявите, что я голосование. Юкой Так, Екатерин, Екатерин, Цапарк, наверное, Цикалга, Скер, Тибич был нек Ермолова, Ша Мяждик Путина, короче. Да, Путин, это шоколадно, бесполезно. Вот 1600, Цосан Мяждик Штенваз, а сага, Ватсон, дам, Довоз. Что соуч голосование, ключ, он чакается, целесо. Мечтать из голосовать. Вот телеграм, чувак, юхот. А метик бутига специально голосовать. Да, форум, чувак, чуксу. Сумоха, коруизи. Радио, маршу, форум, мяц. Чухали, шукот. Язу дизи мнение. Да, за кого Путин, Ермолов, чуть ютига. Пока лидирует Путин, Джахар исламский и империя исламский институт Хаилин
Российской империи, русский олчно, российский олчно, тузана хилил. Екатерине олшхина хилима чуксы. От Узбекистана, Бухара, исламские заведения, тебя хилил ректора. На самом деле, кересту, хилу, керест, христианин, но полностью бусул дин дөш, Коран дөш, как агент бусул болсын, ректор университета дауатын. Wel dawallet ishtigashiela mas marha qopshna masarna busul bu match ist to раскрутить и университет. Тиги диш ворна дахар вайцера qosag Ahmed Haji Şehit Hacı Salavdi ili Salamu Yeltsinci Salavdi Salamu Hacı Dağqa Şehit Hacı bol boğş Şehit Hacı nis duhal çoğaş Dal geçti ölçün vokta gör iz geçti gör iz Elstenci bu vaç Було, короче. Цун ученик хилу, духа шейтаж, даулуш, булоча, дишулю. Так, Ахмед Хаджа, шештолца на Дагестане, юх Дагестане, лела, уж рузми Дагестане, лила шхила, цугайна. Юх илм аму, цеглила шхила, تاقا تا حجر خلا سويت عدل دولشنا حيلين توت او ديا او كلشلو تا سونتو او كاي تا حجر خلا عدل حيلين كومونيزم لشنا تاق تو حجر عدوش خلا احمد حاجي как хороший ученик, как отличник исламское образование. Так, Салауди Хаджи, Шаид Хаджи, короче, 3 кандидатуры на Бухару, исламский, Дешбач, в Советский Союз, они были молодые люди, но по тем временам вел образование, как бы божил день исламский, ну, арбу муат, язык арбу муат, там что определенное знаешь, экзамен ждать, и есть там хила. Шаид Хаджи, Ахмед Хаджи, Даварна, Салауди Хаджи, Цаварит Цедас, от Салауди Хаджи, Шас, Дин Амдитинум Дуи. И валлалс, астунцеца якланец, духанёчсуге, велла далгешто илчун, им воктагу, сейчас Хавича, Асхетич, Цазлённый базра. Шаид Хаджи. شاهد حاجة والله ده جشته والصلاة ده شاهد حاجة يا أخي أحمد يا حاجة شاهد حاجة تمام باش سريت استوت سرينا إز والله ما شاهد حاجة خلاص تعاهم الله تبادي أشقوالتا سؤال يخزوا بلردون والصلاة ده حاجة دي تنسون إن شاء الله تقوم بوشينا والصلاة ده حاجة так Бухара цейлше от Бухарский от университета дешерн цнохш цетилин конторцн от гржимахка орвен цабах сакегинах чамасайт чу чамасайт виевш вехозбежен чадях кончента случай хлирак цига
شيء أنت ويناتون تكيجي بريت شتغشو دوش كيجي بيشترش وقال أخو غلط وانتا انت وجد قشو خانيال أصلا دي حاجو اشتشا شيديق شا اشتوو اشت قشاش قصقو وغيوش وبرتين كانديداتور شو جلاني خلق تم ديش ديك ديش خلق أصلا دي حاجو اينو شد بوسو دين عامو علم عامو تاقي بوغارسكي институт بقواريان تغين خلايات за пределы Союза Аруалич Масагли تاق شيداس إلير بوغ شيك أتصلاو دي عجو شاتوغين تقيتر بوغ хотик شيك أنت أولشا короче хотик أورвацел дот в двух словах قيشيكو махят короче, бусул динтя ищцад, целовать, откаешься, ищца, умштит, слушать, согласен, но он ему коротко ответил. В общем, если сюгар бакуел, собакуел, чховюда, типа шидола, вацу, альшсан, так ко задниту, рюхсетца, шаят хаджи, ахмад хаджи, давана цани, Юх, человек ахшу дяля или несколько месяцев киханца яла охсалау дяжса шида все равно в углу шелок кондиш. Вы говорите, ничего не дух. Так, короче, мелочи долучал. Я гордина дала уэла, ой, диши уэла, آخر وقت وجشي تعكيرة تمانش كيتشن بوللجا اتعدوتسو اتبتع خير شين شيداس شادوحر صورة أربعة وخلا короче يبلين يولش تعوي شرق إما دا КГБ شي إزداني по проспект Орджоникидзе ну, в сторону ЖД вокзала, да, юбилейный, да, Ереев, по-моему. Короче, с КГБ, да, конечно, она полностью раскладывала ее отметки иш давон и славды аже. Йох ушко и тани и чака и кенцавена славды аж ушел в тень и тан قيتشو اختاروز شايت عج ميشارو مسارنا ويرشون خوشتو عامت عج ميشارو وين خوشتو عامت عجي شايت عجي وشلي نا بوبليكو شايت عج مجدك دحر حديلج مجدك إمام غيتر مفتي لأتر إز يزام مفتي ور شالوت وان بالت ميجا إمام لأتري خطش رزبنا خطش إمام مش لامزن إمام واتري خط رزبن главный имам нарис خطش شو на язык подвешенный варис так Ахмад Хаджи тоже вот хушту образованием. В общем, они все работали Салавди до последнего и даже второй Ламбельчи оставался в тени, в общем. Шица базар, шуахтана междикшка, та молар, юрта волчан, надежи хушила. А юрш официально, что моланш был, что шеет, даже что авторитетный, может, метя, даводуш, халодуш, куаура. شاهد عجيدية ولا أحمد حجي روليتيش короче يرشي والش دوكي история كده خان أو شو قطر لا تليجرام كده دي لو ما سير بيش لو برا دايو شو يري скорее всего легче лу это молчу وخيازه شو قزا ذكرت يا تدعوه يشتغل له المسيري ودو شاقة
Амин. Машалlah. Я чудо ошую. Да, чудо ого. Мечту. Давай. شو إين دع غلطة غلطة غاسون إين أخا جندة باخي زون باخمونا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين زون باخمونا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين ياسين قل هو الله أحد Փոխել քո էֆիրը, ցաչու էլիր, ցաչեմ հերը։ Да ержишь, огромная благодарность за подарки, за всякие позитивные комменты. Чеченским традиционным прощанием. Машойл, все оставайтесь, будучи свободными, будьте свободными.